Моя скучная игра. Да не переживай, через 20 минут пойду смотреть по Pubg турнир. Лучше это, чем Pubg. Ага. Да, здоров, народ. Здорово. Что ты там говорил? Чего там не бояться? Ничего не бойся. Я с тобой. Алан. Собака осмодил. Добре, Dungeon Master. Добре, Slaves. А Сморкок слеж. А почему так поздно? Ты где шлялся? Не переживай, дорогая. Я бегал. Громкость убавил чего? Себя? Да вроде не. Здорово, Вован.
Как думаете, найдутся ребята, которые пойдут в баротравму? Вряд ли. Как ты относишься к Ноэта? Что это? Блять, пока соберешься в этой ебаной игре, уже надо турнир начнется. Короче, похуй. Что там есть? Давай это сюда. Давай это сюда. Что еще у меня здесь? Дефолтный торс. Есть что-то получше? О, есть один knowledge. Берем. Хуже Таркова в этом плане. Значительно. Тарков в этом плане всегда хорош был. Автосборки оружия, покупка нормальная на рынке. В этом плане Тарков очень хорошую идею. Никита Буянов взял с If Online по экономической модели, поэтому там весьма все здорово. Так, а можно баклер какой-нибудь? Пожалуйста. Я, пожалуйста, любой баклер. Ну игру просрал. Да не то, чтобы выйдет потом какое-нибудь обновление, скажут, мы там разобрались с читерами, да и все. И все довольны будут. Ты думаешь, кто-то поверит в это? Конечно, поверит. Не то, что кто-то, конечно, поверят. И чё? Ну, давай 300. Ты меня достанешь, чел. Ты 350 сейчас напиши, да? Бля, я просто хочу пойти поиграть. А не вот это вот все. Как мне избежать в этой конченной игре этого? Сейчас выйдет, 2 минуты выйдет, вернется и напишет 350. Баклер 150.
Пошел ты нахуй. Ты в муте чучело. Зайдешь в миску, я хочу отдать денег. Ну давай, заходи, давай, кидай. Ага, купил голду, Ричард, да? XDT. Вот они, золотые слитки, ребята, вот они. Сразу видно, человек ходил на руины, копал золотые слитки. Я вижу по его глазам. Да куда еще? Ты же сказал 2. Вот это да, 20. А я думал, что, блядь. Пошло насыпание. Мне так полинвентаря уже баблало. Спасибо. Так. Нам баклер продаст кто-нибудь в этой жизни? Шалом, шалом. Самое смешное, что я-то сейчас пойду Pubg стримить. Я эти деньги на самом деле проебу, не знаю, за день, наверное. Просто буду на похуй им раскидываться. Так, что тут у нас есть? Это есть, это есть. Хайролл, конечно же, погнали. Кстати, новая мета заметили. Файтеры, которые просто... А, это рога. Файтеры ходят теперь не в доспехах, а в кожанке. Потому что там с фальшионом под 140 урона. Вот раз, два, три, блядь. Файтера с фальшионами. Просто неадекватный урон. У моей рапиры, он-то в голову, типа, под 140 урона. У моей рапиры где-то будет 60, а у чувака с одного удара, без скиллов, без дебафов, без всего будет 140. И он бьет, типа, на 20% быстрее, чем ты. Ну, как бы с фальшоном, условно. То есть у него фальшон будет бить как рапира по скорости. Мне, кстати, скиллов, вам не хватит. Да. Сейчас быстренько за минутку умрем. Дай Магерке на минуту, ко мне ребенок пристает АСМА.
Блять, сколько у него их? Сколько у него их, блять? Бля, все барабаны выкинул, они теперь нужны. Где барабаны? Вниз упали или что, не понимаю. Блять, еще один проебал. Куда он делся? Номер? Вон валяется. Так он не умер вроде. Он вылетел просто со мной из одной клетки. Таким образом, как обычно, непонятно в этой игре, но... Так это NPC-шный труп, не? Ну... Если вы про это, то NPC. Куда он делся, я в душе не ебу. Наконец-то понял. Просто инвиз нажал. А я-то думал, это воин.
Френдли, блядь, говорит. Френдли, френдли. Френдли, френдли. Интересные, кстати, ботиночки. Что еще у вас есть интересного? Армор рейтинг, армор... Ебать, тут сет, пацаны. Стоп, а чё я не взял эту тунику? Эту тунику взять, это выкинуть. Френдли, 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 френдли. Просто пиздец. Подожди, там последняя зона уже? Или около того, да? Больно. Френдли, 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 френдли. Я, если честно, думал, умру. Ебанутый просто сет. Ебанутый сет. Просто ебанутый. Просто ебанутый сет. Это просто ебанутый сет. Охуеть. Чел. Это пиздец. Я не знаю, сколько тут армора выйдет. Сейчас у меня 22%, но давайте чисто теоретически. %40. Это еще не все предметы. А, это еще и плащ на армор. Ебать. Чел. Френдли. Знаем мы ваши френдли. Это тот черт, который меня, блядь, топорами закидывал 25 штуками в самом начале. Он пошел потом замесился с каким-то чуваком, убил его.
Вот. И убежал от меня. Там где-то захилился, убил. И у него закончились ресурсы на бой, и он такой прибежал и говорит мне френдли. Ну, прикольно ты придумал, конечно. Барабан не хватает, согласен. Вот и барабан. Давай сюда, этот барабан, он будет убивать. Ну там пуп. Да. Пупк. Ребят, френдли. Слушайте, так мы приоделись, получается, ходили туда и приоделись. Слушайте, неплохо. Такие рейды мне нравятся. Френдли. Ну, по статам говно. Реально, по статам полное говно. Типа, сет полного говна, но выбили жесткий сет. Типа, я там чуваку с арбалета дал, ему неприятно было, потом во второй раз с арбалета дал, потом с барабана дал, и еще 3 раза дал, то есть там... А у него там где-то физреза была под 50%. Френдли. It's actually like so many and so often, so many times. It's such a good way to like engage and also for everyone out there, like make a fantasy team, have fun with it. You're going to be way more engaged in some of the teams that you may not know as much about because you only have $100,000 to make your team up. Can everyone just tweet a little heart to Toby to that because he sucks at Fantasy League? Hashtag PC. Yeah, show your team and your current standing. Yeah, show your team your current standing and a little heart. Just send him a little heart because he needs it. Oh, shame. We'll give you a hug later, Toby. Saga, maybe you can give him a hug now. You know what? This is perfect. You know what's happening? You know how we always, as talent, talk about how the players should be more willing to do interviews, should do all these things, because, you know, the more screen time they get, the more they help their own careers and whatnot. All I have to do is make a mediocre fantasy team to have an entire desk segment evolve around me. So I feel like in the long run here, I'm the one winning. I'm giving them a chance. We've already done this. This is our hug to our guys. I'm the one, you know, from one side, you're the one in the top of the leaderboard on the other. Together, we hug the rest of the talent with our fantasy points, and it's all we need to do. Yeah. It's really that simple. It's not too much more to it. Yeah, they all get caught in the middle. They get hugged whether they like it or not. All publicity is good publicity, though, but you can't take anything away from that. But, you know, while you're down at the bottom, I'm up at the top, and that puts me as the twisted minds of the fantasy leaderboard, because they are looking extremely dominant. As you said, you heard a little bit from Padulins in the interview. He sounded like it was business as usual. He said, this is the game plan. We're just going to absolutely dumpster on everyone and walk away happy as the champions. And the scary thing when you look at a team like Twisted, or I mean, it could be a couple of other teams, but Twisted in particular, looking at them having a good day, you go, where did they slip up? What can we abuse coming into tomorrow? What can we take away from what they did that we can win against? If you look at some of the circles they had to rotate into, they were fighting for it every inch. It wasn't like they were just getting lucky with this or that. Yes, okay, maybe their first Miramar had circles go up towards the northwest, but we all knew those circles were going to go up to the northwest. Я пока не смотрю, там ждем на старта, не переживайте, я другие вопросы смотрю. The thing about Twisted, in my opinion, is they're so hard to try and play against. Because they play a very passive-aggressive play style. They'll sit back, they'll watch things happen in front of them, and then decide when to engage. And whenever teams do pull up on them, because teams try, they tend to die trying. Yeah, Howl has given it a shot, and well, the question of how could they possibly do it Ожидайте. Сейчас я дискорды все погашу, всякие телеграммы, остальное говно, и включу. It is pretty wild to me that Twisted got away with 81 points. We heard them say that they would have wanted 100 points. That's taking into consideration that they got, what, 4 points on their final match yesterday, and they still averaged this опять, походу, YouTube не подтянулся, сейчас я проверю. While it's not guaranteed they're going to finish in first necessarily, it is going to be very hard, especially for those teams who right now their only success criterion ну, как всегда, ничего нового. Well, I mean, if Twisted plays anywhere near as good as they did yesterday, it's practically impossible for anyone to catch them. They have an interesting approach to the game. It really seems like
they're just aggressively territorial. They don't overstep their bounds, but if anyone steps into their territory, they will push up, they will bombard you to pieces, and it's working out very well. Так, это закрыл, то закрыл, это закрыл, то закрыл. Это закрыл, то закрыл. Это выключил, то выключил, то включил. Здорово. Rely as little on other teams and other factors that you can't control as possible. Set up a play style where you're playing reactive to what's happening in front of you. We see it with FaZe Clan, where in the past they have gone more aggressive. Now saying, nope, you know what, let's wait it out. Let's wait until the perfect opportunity presents itself and then go out and make a play. Twisted has done this for a while. They've practically perfected this type of play style and are now up in the top of the leaderboard because of it, and has been for a while. Говорят, там вроде к Залтам, который на 16 месте должен был вернуться Иван. Посмотрим, как у них сегодня игра пойдет. Потому что до этого они играли с заменой и за 6 игр взяли 6 очков. Это типа по одному убийству в игру. В этой игре убивать еще нужно. Да, представляешь? Можно было еще одну игру успеть сыграть. Слушайте, я что-то думал, в хайроле будет жестче, а в итоге в хайроле только вещи лучше с людей снимать. Там какие-то разъебные сеты. Типа с Роги нормально вещей поимели, с этого... С Барбариана там сняли просто бисовый сет. Ну, по крайней мере, по армор-рейтингу. Does still have some work to do, but I think now with the fact that Twisted Minds is up on top, they're actually strangely looking more solid in terms of their PGC qualification. But it's the teams that are slightly down towards the lower end, the likes of your Digital Athletics, your Na'Vis. Now they're the ones where the pressure is really on if this remains the case today and Twisted Minds stays as dominant as they were yesterday. Exactly. Plane is in the sky. You can see it. Я вот просто думаю, хотел бы ли я сейчас участвовать в таких вот рода турнирах и вспоминая эмоции. Рассказывают они про то, что полетел первый самолет. Это у нас, видимо, судя по фону, это Эрангель. Или что это? Да, это Эрангель. И эмоции от турниров, они всегда такие, знаете, нервозные, потому что ты на турнире чувствуешь какое-то все равно напряжение. Вот. Наверное, от каких-то приятных эмоций от турниров формата для партнеров, когда там вдвоем бегаешь, там, оно как-то веселее, что ли. Интересный разлет. А куда самолеты полетели? Самолеты на Джорджа вверх не полетели, да и нижний, походу. Блин, это так немножко стыдно сейчас, мне кажется, должно быть Нави, наверное. Не знаю, мне было стыдно на их месте, потому что сейчас они... Да, по-прежнему за Question Mark болеем. Ну, кого-то из СНГ, но если прям выбирать только одну команду, то я болею за КМ. Хотя Батурин тоже, в принципе, прикольный чел, но он такой хитрый просто немножко. Хитроватый. Ебать. Колесо выбил, не? Не выбил, повезло. Что-то очень жадно Нави полетели. Он полетел прям в кемпы, который лететь не должен был. Чересчур нагло сыграл. Можно было здесь остаться, по большому счету. То есть у них кемпов достаточно под этот респ. Они что-то прям жадничают на такой стадии игры. У них и так, типа, они на 12 месте, 26 поинтов. Тут, чтобы выйти в лидерборд, пока сейчас, это надо отыграть в ближайшие 2 дня. Очень хорошо, прям. Каждую игру вырывать зубами. А здесь какие-то отчаянные меры, просто прыгание, я не знаю зачем, риска ненужного. Тут пешеходы бегут в фейзы, куда бегут? В лесу просто, где кемпов-то нету, это на хомяке вообще бегут, там в какой-то кемп непонятно зачем. У них, походу, недолет до их точки, и они решили высаживаться все равно в свое место, но машин не нашли или у них украли.
непонятно, что происходит. Здесь типа Бестолыч и Адоус, типа такие как минимум. Данте, кстати, тоже что-то знакомое, не помню откуда конкретно. Ну, Адоус недовольны прям на фотке. Какая зона? 50-50 еще, непонятно, вверх-вниз это будет. А там всего будет 3 моста. Ой, сейчас надо как-то позицию занять. Не любил эту зону. Ну, то, что я обычно играл с точки зрения, с точки зрения. С позиции Нави, а с позиции Нави добираться туда просто кошмар. У тебя все команды заезжают, и тебе приходится либо крутиться супер по востоку и заезжать в зону, типа, какими-то козьими тропами, это значит, надо выезжать заранее. И терять ресурсы, пока будешь ехать за зоной. Либо заезжать по короткому маршруту, но короткий маршрут сулит драки и вкрашивание и потерю людей. Просто тут еще непонятно, куда зона идет. Тут типа 50 на 50, наверное, по суше. А следующий вот уже... Я, наверное, на месте Нави занял бы где-то в районе рожка, на краю карты. И ждал бы shift круга. И в случае, если шифтит вверх, у тебя есть мост через рожок наверх, и ты просто вкрашиваешься куда-то выше верхнего Жоржа, в амбар или куда-то там какую-то высоту занимаешь. А если вниз, то ты прокручиваешься вниз и садишься в район гадки или кемп выше гадки. Ну, примерно вот так. Я бы сыграл, наверное. QM вообще без вариантов. У них просто вариантов нет с их точки прыжка. Ну, Нави решают играть через лево, крутить. Просто у QM, вот почему мне не особо нравится их точка прыжка. Мы когда тоже Приморск высаживались. Если у тебя сейчас круг уходит вверх, то как играть? Только через парашют. Хотя добавили парашют. Можно в теории через парашют улететь, если ты его нашел. Но... Ну, в принципе, наверное, нормально через парашют. Там лесные массивы. Ты высаживаешься, просто играешь. В этом турнире, кстати, вчера буквально Монолитовец, у нас были QM и Twisted Minds, которые просто команды закрывали с миномета. Там просто была одна карта на Таяга, по-моему, где Бестолыч накрыл минометом 3 человека, туда заехала вторая команда, он еще нокнул 2 с миномета. Те пока разрезывались вчетвером, в них прокашивалась третья команда, убила, там уже 12 машин было, и после этого в них крашились эти QM, закрыли их, и, короче, в общей сумме там где-то машин 14 было в одной ямке, там просто кошмар был, просто гора трупов, 14 машин, и там закончился итоговый бой. Так это вчера был, ну да, я же говорю про вчера. Твисты заезжают на высоту. Опасно, кстати. Они едут просто в Йола. Реально в Йола едут. Едут под Гарри Поттера. Подъезжают. А тут у них соседик. Энтропики, по-моему. Которые, кстати, могут у них сейчас откусить человека. И я бы на их месте откусил. Блять. Не дали. Плохо. Ой, хорошо. Хорошо отстрелялись. А чё он уходит? Почему ты уходишь? У вас open. Они не знают, типа, где противники находятся. Понимание 0. Их уже лук рутит. Ну, типа, там пока... Они в итоге не доедят его, да? Пиздец. Нокнули, не доели, убежали. Ну, реально, они поняли, против кого дерутся, и решили не драться. У нас, кстати, на этот счет, когда у нас скивы играли в ТСах, чтобы не испытывать давление, а это выглядит именно как давление самого тега, то, что против них играет топ-1, который очень жестко ебут.
Кива, короче, убирал просто эти наименования врагов. Там было, там, не знаю, игрок 25, игрок 46. Там просто были цвета и номера игроков. И тебе вообще было похую, кто там против тебя. Чтобы не испытывать давление формата, как вот сейчас у них, походу, было. Типа, ебать, это Twisted Minds. Ну, нокнули, мы что-то сделать можем, не можем, давай отходим. Типа, будь это какие-нибудь, не знаю, там... какие-нибудь ребята там, экзалты, которые сейчас на 16 месте, типа, ну, при всем уважении, я думаю, чуваки бы просто пошли и сказали, дали бы команду у нас 4, у них 3, пушим! Типа, в таком духе подъехали бы и начали бы дальше душить чуваков. Непонятно, куда они едут. Пытаются найти себе место под солнцем, куда-то катаются. Просто по полям. Incompleted scout of the compound that they were trying to pull off before Entropic so rudely interrupted them. But now they get the information one way or the other, and they also get заняли просто сеновал какой-то в поле. Фейзы вообще до сих пор лутают. Фейзы все это время бежали. И только теперь в Мильте лутаются. И еще даже не планируют ехать, потому что для них был неудобный самолет. Жесть. Twisted will get to live with this scare and what could and probably should have at least been one casualty. Жалко, не доели. Хорошо для твисов, плохо для энтропиков, потому что, хороший опен дали. И могли хотя бы гранатами попытаться доесть, как-то синициировать, залезть на камень его доесть, что-нибудь. Он вообще ничего не попытался, он просто нокнул и сразу обосрался. Ну, зона, конечно, по суше больше на севере. В теории там где-то 60/40, что оно идет в север. В район шутинг-рейнджа, куда-нибудь туда. Ну, хотя нет, второй круг неизвестно, куда еще пойдет, сейчас посмотрим. Я не знаю, что делать нижним, если закроется зона, там будет ужасно все. Верхним-то более-менее. Зона закрывается. Жух, это верх. Ну и теперь просто мост судьбы будет у нас происходить. Смотрим вниз. 5 команд, 6 команд, 7 команд. 7 команд резко начинают ехать в зону. 4-я, я напоминаю, у нас это будет от воды. Это была 2-я. То есть еще 2 зонки. Ой, а что это у нас? Драйвбай на энтропиков. И эйсы жрут энтропиков. Притом очень хорошо стреляют, кстати говоря. Одного только... У них одного нокнули. У энтропиков полный расплит. Вообще полная беда. Одного уже потеряли. Второй на коленях стоит. Один только дерется против полной команды эйса. А Миксей, который раньше был в фейс-клане, почему-то отсиживается в кемпе за 3 пизды типа от своей команды. Пытается стрелять в X6. Ничего не попадает. И... я не знаю, что они будут делать. А тут Фастфейс вспомнил, что с Миксием играл, помогает своему экс-тиммейту. Бля, это вообще какой-то... И в итоге доедают вообще в ушки, да, это с Фастфейсом, да. Ой, да, тут энтропики лежат, эйсы лежат, ву лежат, все лежат. Уже 4-я команда подходит под драку эту, которая началась эйсами. Эйса один на ногах остается, он пытается уехать, по нему стреляют. Урон 1, урон 2. Почти. Переезжают по мосту, переехал 1. Задавили свои, переехал 2, второй выпал. Бам. Бам, бам. Настукали. В итоге эксы переезжают, из 4 человек переезжает только 1. А еще, по-моему, не переехала даже и половина команд, насколько я понимаю. Эйсы закрылись. Энтропики, до кого-то там энтропиков доели. Где Навята, где эти QM-ы? Нави поехали крутить за зоной. Вот стояли бы они изначально в рожке. Ну ладно, возможно, это правильная тактика с точки зрения того, что если бы зона ушла вниз, они бы сразу стояли в позиции. QM, как я и говорил, сыграли через парашют, потому что, в принципе, если зона уходит вверх, то нахуй не нужны тебе здесь машины, по большому счету. Ты здесь можешь отыграть их пешехода. Ну или найти машины здесь, потому что вот в западной части почти никогда никто ничего не берет.
Ой, чуваков-то не сбрили на парашютах, там бестолочно настукали 2 раза, пока он летел. Фейзы до сих пор там починки лутают еще. А нет, подождите, фейзы, походу, тоже на самолете летать, судя по тому, что они АФК стоят. Походу, фейзы, да, тоже на самолете летят. 2-я высадка у нас будет. Ну, логика нормальная. Типа, у них был поздний тайминг, они 1-ю зону вообще скипнули. Слушайте, это, кстати, интересная тактика сейчас. Если у тебя зона, позволяющая играть от рельефа, тебе не обязательно мучиться, пытаться ворваться без ресурсов. Ты можешь просто заходить на парашюте в зону и там, ну, восстановиться. Весьма несложно. 2-я Ну, мы уже понимаем плюс-минус где-то на процентов 60, где закончится. Закончится оно в районе поля, наверное, у ВЛА. Это 3-я, правильно? Да, 4-я от воды. Воды больше со стороны низа, значит, зона должна уйти вверх. Ну, где-то в Ухавлов, вот так вот, в Лашек. Мы высадились в итоге неудачно для нас, получается. Там в городе будет сейчас очень много посиделок. Нави наконец-то доехали. И то пока высматривают позицию, куда ехать дальше. Непонятно, что делать ты сам. Кемов плохая позиция, Тусов плохая, Нави плохая. Там негде толком прятаться. Эти поля там очень противные. Ну, ДА, вот, кстати, которые меняют, у них была там какая-то микро-ЛГшка, где можно было находиться, или вот как раз куда они заезжают, там есть микро-ЛГшка какая-то, я помню, там поля, где можно просто посидеть, но они почему-то уезжают с нее, хотя непонятно зачем, потому что следующая зона, возможно, уйдет даже туда. Энтропики едут в оставшихся 2 по краю зоны, а здесь QM берут какую-то свою машину единственную. Тут Нави наконец-то заезжают в зону, тратят очень много ресурсов на этот счет, там полураненые едут недобитые. Ву, которые, кстати, переехали врагов, убили 3 и не потеряли почти никого. Прикольно. Да, заехали в низину, которая не особо-то и удачная, будем честны. Потому что их с холма можно расстреливать, им придется теперь там лежать. Если их хавлы сейчас задушат, это может быть вполне произойти. Низина-то, в принципе, хорошая в том случае, если тебя у хавлов начнется резня. Ты будешь спокойно пикаться, как-то плюс-минус... Ну, до того момента, пока идет на высоте драка какая-то, можно будет что-то придумывать. Как только драка заканчивается, вот так вот выходят хавлы, свешиваются на тебя, то у тебя начинаются проблемы, потому что, ну... У них высота, огромный пласт пространства, откуда можно пикать, а у тебя просто 2 машины... и 4 человека в одном месте. То есть очень, ну... Их, правда, кто-то прикрывает их там сдалека. Ну, короче, да, надо хавлам тоже ждать зоны, чтобы они начали более приятнее пикаться с этого места. Ну, ждем закрытия зоны, я так понимаю, вообще никого не потеряют в этой зоне. Там... Хотя, подождите, там твисы заехали на позицию ДАшек, Нави заехали в ЛГшку за дорогой, QM находятся на краю зоны, энтропики заехали тоже на зоне, там на пешеходе пошли. И следующая зона должна от воды, бам, ну, все правильно, как и говорилось. Максимально от воды, насколько могло, ну ладно, не прям 100%, но все еще. И ушло у нас на ДА. Не знаю, что будут делать, кстати, да, потому что зона-то они в зоне, а как оттуда играть, плохо представляю. Выйти ты потом с этой ЛГшки почти не мог. Как братская могила выглядит она. Как бы ты в зоне, но больше по плейсменту, чем по жизни. В ушки под бисов заехали. Я, если честно, плохо даже помню эту команду, как будто она умерла. А, бэтбойсы, все понял. Как будто она что-то часто умирала. Бля. Неудачные гранаты. Никак не учится кто-то и учиться не хотят.
Плохая стрельба. Выдал свою позицию, никого не нокнул, ни на какого урона не нанес. Бам. Бам. Выглядит как нок. Кстати, СРМ одного там в ушку нокнул. Он их выигрывает даже по драке-то. Им так-то надо выходить, объединяться в кулачок и идти душить. Ну, либо доесть хотя бы. Хорошо. Ой-ой-ой, как Ибица плохо отстрелялся. Спасибо, ребят, спасибо. Что? Откуда столько урона? 53, 23. Экспину, походу, закрыл, да, кто-то? Да, экспину бэтбоя закрыли. Плохо. Ну, повезло еще, на самом деле. Еще удачное приземление в плане того, что игра не забагала и не нанесла ему 4 или 5 раз урон. Он мог просто нокнуться в этот момент. Майнды, короче, в поле находятся, там какие-то синовалы, с другой стороны Нави лежат. QM, я не знаю, что QM будут делать, у них нету просто зоны. Должно уходить от них. Ну, не так далеко ушло, блядь. Похоже на то, что где-то у нас будет окончательная зона в городе. Это очень мерзко. Это типа городской бой. КМ, кстати, походу все. Туйсы их, походу, закроют. Они в одном месте, плохо стреляют, дымы кидают, ничего, никого не нокают. Их с 3 сторон расстреливают. Там уже просто перфектик бежит на ноге, блядь, и кидать гранаты. Бам, вторая. Бам. Бам. Интересно придумали. Чтобы не давать фраги, он кинул гранату под себя. Интересная задумка. Он понимал, что они погибли, и он убил со своих. Это неплохо, неплохо. Слушайте, я, конечно, думал о таком. За Нави. Ура! Нави вперед, за Нави и двор. Арияя. А я думал, ты за Team Spirit. Чувак просто как миномет на расчет принес сюда снаряды, подгрузил, типа ждет просто координаты, пока которым стрелять. Правило Denied можно тиммейт, который в ноке. Ты когда убиваешь своего тиммейта, которого нокнул противник, засчитывается противнику фраг. А если ты его нокаешь и убиваешь, то не засчитывается противнику, только тебе. Ну, то есть, соответственно, не засчитывается фраг в принципе, понял? Поэтому они могли всю команду вот сейчас одной гранатой своей убить, когда поняли, что они оттуда, не выживают. И 0 бы фрагов ты сам досталось. А он минометом-то стрелял или как? Типа, миномет на расчет он развернул. Типа, тут 2 машины, все такое, А тут есть Team Spirit. TeamSpeak есть. TeamSpeak 3, TeamSpeak 2, Raid Call, Mamba. Это все. Интрила. Пошло. Раз. 150 метров. С детства за TeamSpeak. Ура! TeamSpeak вперед, Арияя. Недолет. Большой недолет. Метров на 100. Как он вообще считал? Там минимум 2 квадрата или то и 250 там. Ну вот давайте посчитаем. 100, 200, 210, я бы сказал, метров. Он стрельнул на сколько?
227, так. Где-то 230, что ли? Ну да, вот похоже на 230. Смотрим. Вот второй должен быть нормальный. Как? Что? Он там же было 210, он сначала стрелял, потом 230. Зона ушла опять в город. Кошмар. Бам. Ой-ой-ой-ой, бам-бам. Началось, началось. Ого, там коктейли накидали. Ну, играть-то дальше некуда. Пиздец. Тут еще Лу какую-то придумал тактику перекрыть их на подходе. А, там твисы перешли дорогу, они находятся перед Нави. Да, помните, с самого начала сидели в яме? До сих пор сидят. Хорошая позиционка у твисов, мне нравится. Не, ради таких моментов хочется поиграть. Ради таких моментов хочется. Ой, как же хорошо он начал стрелять, но не получилось. Хавлы что-то влетели, но как-то по-глупому. Ясный Коннор. Высота закрылась, можно теперь играть от поля. Нави закрыли. У Нави 1 килл. 0 за плейсмент. Плюс 1 поинт, в общем-то. Твисы уже 8 настукали. Кстати, Вела дали ног хороший. Закрыли, блядь, чуваков, которые находятся в здании, при этом не пуша их. А вот да, кстати, решили на яйцах, походу, душить Twisted Minds'ов. Приехали втроем, а там двое на ногах стоят в этот момент. Надо пушить, ребята, вы чего? Раз ног, два ног, остался один Лу. Показал, где он. Они уже 10 убили, 10, мать его! Там пострелял, тут пострелял, но это же Берил, это Берил, перезаряжай, 10 патронов, ебать, где боеприпасы? Где боеприпасы? Похилился, так, выкидывай нахуй эту ВСВД, блядь, заряди нормально Берил, ты ж не выиграешь драку без боеприпасов. Ну, ему, наверное, друзья должны были сказать, типа, тиммейт, друзья, говорю, тиммейты, а похуй, проиграно. Топ-8, 10, это нормально, 10, это типа топ-1 без скиллов, вообще заебись, хорошо сыграли. У кемов 0. Твисы могли, кстати, 12 брать, если бы еще кемов закрыли. Так, получается, на 2 фрага меньше. Ну и что тут у нас осталось? Поды. Где, кстати, поды? Поды в зоне. Поды неплохо себе, кстати, заняли количество домов. Футы даже немножко наглеют, пытаются зайти в их дома. Фейзы нормально. Экзы, кстати, живые еще. Much as he is a little demon with a sawn-off shotgun, he's just lurking downstairs for now, not getting overly aggressive, but he's got 4 nades of his own if he can find a way to line it up through the door. And this is where the Dragunovs get really dangerous, the one-tap DMR.
is in full effect here. So Beamy trying to get something done with it. Vard trying to track the footsteps he's hearing from outside. Nice underhand nade being cooked here. Maybe he can find. Вышел опасный и убили сразу. Надо было ему в доме пытаться разобраться с чуваком. Не давать ему подниматься. В итоге он позволил ему... Услышал гранату, выпрыгнул из окна. А здесь в каждом доме по гуку сидит. Его сразу съели. Фейзам дальше некуда играть. Сейчас зона, если уходит с их домов, то пиздец. Бля. Спасибо, Алькур, за рейд. Пиздец, там просто шаг он не сделал. Он не сделал шаг. Одного шага не хватило, чтобы выжить. Здравствуйте, ребят, здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Это было просто, я не знаю, насколько эмоций сейчас должны там играть у чувака, типа, что он не сделал шаг, там такая дизмораль, мне кажется. Смотри, от тебя, кстати, сейчас уже потребуют станцию, так что я башу станцию. Не ближайшие, я думаю, 3 часа, как минимум. Если станцию, то не ББ, пока не станцию. Фейзов есть где играть, и подов есть где играть, футов есть туда, вот негде пока, у них нету домов. Не понял, где станция. Да, ребят, станцию придется подождать, и поэтому присаживайтесь поудобнее. Будем смотреть турнирчик, а потом, может быть, пойдем в станцию. 5 Нави на дне. Ну, не идет у них эти турниры. У них как-то, не знаю. Наверное, уровень игры ослаб. Потеряли, может, какую-то мотивацию, еще что-то. Лиана, я не крутой стример? Свип. Хорошая. Отличная. Только скажи, я им быстро покажу осмайскую. А что покажешь? Ты гнилушка. Нет, я не гнилушка. Да все-таки нашли себе дом. Для граната прям почти под лицо. Вторая. Фейзы решили играть вправо. Ой, блин, машина взорвалась, он нокнулся. Все плохо. Да, все плохо. Сколько подов? Подов 3, фейзы 4. Футы там одного потеряли. Ну, фейзов не так плохо все, могут сыграть. Да, как-то разрезаться уже, наверное, не получится. Типа минус 2, у них 2 осталось. Ой, там поды зашли во фланг, просто съели почти полностью команду. Чуть не проиграл драку на по 90. Ай, блядь, в окно застрелили. Какой кошмар, господи, этот городской бой вечно такое говно. Так, надо выходить. Дигита ломаем. Двери как бы подожгли. Раз, граната. Закрыл он, хорошо. И в итоге остается фейзы 3 и 2 подов. И фейзы как бы нормальные, у них там по ресурсам. А, фейзов вообще 4. Они еще раз... А, нокают! Нокают! Хорошо, остался один. Справа, да куда же ты?
Блять, фейзы выиграли. 1 хп. Блять, опять 1 хп. Ёбаный 1 хп. Сука. Проиграли наши СНГшники финал. Ну что, 10 минут АФК контента? Никогда не бросай смог, говорит. Давай 10 минут станцию. Что вот, кстати, в станции? Как вот я заметил, раньше была какая-то, вы знаете, крутость у Надха в том, что, во-первых, у него был всякий там удар хвостом, там вот это вот все, я так понимаю, но в паре этого всего нету. Остались функции, которые не работают, по большому счету, у Надхов. И получается, сейчас за унатхов почти никто не играет. Это я про станцию сейчас, если что. Не знаю, там один человек. Все играют на этих чертовых, как его, бульбалках, постоянно. Что-то там булькают. Либо на котиках с собачками. Даже людей толком нету. Ну да, либо таяры, либо вульпы. Ну, еще эти, как его, постоянно, которые с дорденским голосом ходят. Большое это скопление пернатых. Пернатые эти ребята вечно бегают, там жрут какую-то электронику, еще что-то. Воксы, да. Кстати, Моль вообще не видел. А Моль вообще осталась в игре? Что-то я вот смотрел стрим, и, по-моему, ни одной Моли я не видел. Молли вымерли, так ходят везде. Так где? У тебя дома Моль, типа, твою шубу жрет или что? Где они ходят? Я на мейне играл штук 10. Молли или кого? Ты просто слепой, опять оскорбляют. Ну что это за вип такой? Никакого уважения, типа, к людям. Как вообще с ней общаться? Ну, так Тайр Вульп остальных много, потому что они дешевая рабочая сила для Наватрейзен. Блять, при чем тут это вообще нахуй? Ты еще скажи, что людям говорят, на какую роль заходить. Ты ж выбираешь под себя. Во высрала, Как это правда? Ты один не видишь, когда не плюнь везде моль. Мне кажется, тебе монитор протереть, если где не плюнь, у тебя везде моль. Плазмомены, вот да, постоянно типа пукают. До меня еще, блять, какой-то стак чуваков доебался. Я тогда на Унатхе, когда вот играли первый раунд, после моего этого долгого перерыва, спасался бегством, чтобы выжить на клоуне. И там просто у меня был мим, получается, плазмомен, и трое еще вот этих булькалок. И они просто меня окружили и булькали. Слаймы, да. Ну да, слаймомен. Ошибся. Такой какой-то, просто, не знаю, окружили и доставали меня, типа, бульканьем своим. Navi as well need to see a bit more, but they're starting to make a little bit of movement. And remember, the middle of the right-hand column and the middle of the left-hand column still super close. Крик слаймоменов мерзкий. По-моему, там какое-то тоже бульканье. Здравствуй, Никита. Ой, сейчас нам будут показывать непонятную карту, как чуваки дрались в какой? В третьей зоне где-то. И когда еще все даже не расселись по домам.
Что, он рисовать будет? Реально можно рисовать, походу. Lots of people will be looking at this going, that's really early. They're going to get attacked from all angles. How did they manage to make it work? I mean, in general, you just see Navi is coming in from Смотрите, можно рисовать. Идешь сюда, отсюда хавлы, показывает, говорит. Смотрите, вот они тут стоят, на этой равнине. Они не позволяют, смотрят на диджитал-атлетиков, не дают им стрелять. Вот они видят все отсюда и туда. В принципе, то, о чем я говорил, только на русском и 20 минут назад. Слушайте, получается... Как это? Мне не доплачивают? Где моя зарплата? Чел там получает деньги за то, что я уже давно ему объяснил. А сколько СНГ команд, МКМ, Нави? Подожди. По-моему, 5 минимум. По-моему, СНГ команд минимум 5 сейчас. Поды тоже русская, Экзалты тоже русская. Получается, СНГ 5? Иди в комментаторы. Так, а что я тут делаю? А я комментирую. Да кому там нужны сейчас СНГшные комментаторы? В СНГ не особо популярна сейчас Pubg, поэтому... Почему Никита 2 раза написал привет, даже 3? Что не так, типа? Там YouTube виснет или что? Он ждал, чтобы порисовать, говорит, вот у нас есть холл, можно по нему двигаться, он закрывает тебя от города. Что-то порисовал какую-то ерунду, в итоге толком даже не нарисовал и ушел. Опять рекламируют скины, говорят, покупайте скины Нави. Спасибо. Блин, ну, не знаю, мне бы было стыдно, типа, рекламировать свой скин там за прошлый год, когда, ну, если бы он сразу выходил, когда ты был победителем, а рекламировать его на следующем турнире, где тебя ебут и хосты в гриву, как-то выглядит странно. Я, конечно, понимаю, что они сделали этот скин под Нави там и рекламируют его, но, блядь, ну это ж пиздец. О, следующий рангель, 18:45. Ну, по идее, уже старт сейчас будет. Что у нас? Таега, Викенди, 2 Мирамара. 3 минуты до старта, ребят. And keep an eye out for our KFC collaboration that's finger-licking good. We are also reintroducing tactical gear after a brief hiatus, during which we fine-tuned and rebalanced it based on your crucial insights. Now re-established as a world spawn item, we've adjusted the performance of both the drone... Короче, 5 минуток у нас. Даже, наверное, минуток 8 можно отойти, потому что однохуйственно сейчас... Пока будет старт 3 минуты, потом 5 минут первый круг. Они будут просто лутать ящики, поэтому смысла особо нету. Хорошую аналитику добавили для анализа своих собственных выстрелов, убийств. Back is headshotted. I knocked one. He's knocked. One is knocked. Yeah, that guy is knocked. Try buying me. Don't get knocked, don't get knocked. They're not gonna come. Try buying me. 3 on me, around me. 3 teams. Yeah, they are bunker. Let's go knock. There's only one alive for race. Right side. I'm getting shot from far. А СНГ вообще какой-то TeamSpeak или что-то запишут хоть раз? Might have 4 people jumping on it. EX3, EX1. The shock is open, yeah. Where are you playing? Yeah. Push it. Yeah. Okay, he's solo. He's solo. Бам. Переводи. Опять завис у меня чат, да? Yeah, let's go 1, 2, 3. Last one. Good.
После турика будет станция, возможно. Ну, Рутони чат у меня в лучших традициях виснет. Заебало уже это. Блять, ни одного просто СНГ диалога. One more up there. I'm holding mansion door. I can drop nades. Someone wants? No. Dropping 2 nades. I'm playing on the truck. Yeah. 2-story wall now. People on 2-story wall. Yeah. Come right if you can. Right is free. I'm saying that. 4v2. 4v2. On the wall. They have wall still. Yeah. Nice fact. Так спокойно. A hectic finish in North George that was decided, but we believe to be just a little bit Ладно, best. специально для тебя, эксклюзивно для твоих зрителей второй раз кидаю фото киски https://cndcpsj. I think maybe if Rox had, let's say 5 to 10 more bullets in the P90, that could have been a very different outcome in that game, but it only had the pumpy left, and the level 3 vest did enough to keep Fex alive for that final bullet to land. They did do really well in taking them down. You hear? Давайте уже стартуйте, второй рангель посмотрим. О, полетела. Покажите самолет-разлет, и я пойду супчика себе налью. Все равно первые 5 минут в PUBG всегда супер скучные для зрителя. Самолет-то хороший. Только каким-нибудь тем, кто летит в условный Жоржиполь, неудобно. В Миль-то, в принципе, долет. В Приморск, в принципе, долет. Должно быть нормально для всех, в принципе. В принципе. Нормальный самолет. А куда кемы полетели? А, они туда просто... Блин, какой-то поздний выпрыг у них. 2,5 километра. 2 километра. Там, по-моему, парашют летит где-то косарь 250, около того. Чуть не знаю. Походу на парашютах было полчаса долетать. Долго размышляли? Да, мне кажется, нет. Там, скорее всего, такая задумка и была. В Сосновку вон чуваки вообще прыгнули по самолету. И это Сосновка? Нет? Жаль. Вообще непонятно, где зона закончится. Что занимать, не ясно. Здесь ничего не подскажет тебе вода. Ну как ничего не подскажет? У тебя плюс-минус... Да не плюс-минус. Не ясно совершенно. Челлендж наполняют на пролет на 2 километра. Ну вот они только долетели, а уже там 2 минут прошло. Не только приземлились. Ходи лайвери, ребят. Забирайте. Эксклюзивно для вас. Забирайте. Вон, видите, в чате. Вводите, забирайте. Там всего 50 использований, ребят. А вас на стриме 148, поэтому быстрее, пожалуйста, активируйте. Чё там? Да я не знаю, наверное. Здорово, Крокфрей. Скорее всего, там поинты в PUBG, там 300 джикоинов будет в коде. У меня, кстати, тоже коды есть. Если есть желание, могу кому-нибудь потом скинуть по кодику. У меня там кодов, наверное, 20 дали. Но там будет где-то 300 поинтов, по-моему, этих джикоинов.
на месяц, скорее всего, то есть надо потратить будет. Wait. How am I not on this top 5? I literally beat Martin yesterday. Пинг-понг Винс, продюсер, директор, звуковик, Джарасар, АВНQR 0.5. А что за 0.5? Это типа он выиграл 0.5 партий, что? Оставь себе. Джекоины люблю. Ну, насколько я помню, там джекоины. Backfill or just full send and fight them. I don't think Howell's gonna leave anywhere. No, they like to play as four, Toby. Did you not see the previous game? They live together, they ride together, they die together. Yeah, a lot of the dying. A whole lot, actually. A lot of the dying together. But at least this time around they have a compound, so they can't get mortared all that much. In the meantime, там как раз китайский ивент на 500 джекоинов. School apps, they've been in Rostock for a brief period as well, but very sent up early on. In contrast to the fact that they like playing edge, it's one of those. Куда он стреляет? Там Хаул стреляет просто в поле, что? Зачем? Ой, ладно, короче, я пойду супчик греть, потому что сейчас они пока заезжать будут, ребят. Но я говорю, можете сходить, пока взять круассанчик какой-нибудь, булочку, чай, потому что, ну, первый круг, он всегда супер скучный, ну, вообще ничего не происходит. Обычно я подхожу где-то, не знаю, к минуте 7, вообще 0 киллов. Хотя вот какой-то дроп упал, кто-то приехал, кто-то забрал. It's just wild because when you look at the other teams that play from the center, DA, Howl, the way that they're playing, it's like you're sitting in a dip and you're hoping that no one gets in nade range of you or makes a full send into you. Twisted Minds are having none of that. They're playing central, but they're still very active, very proactive, looking for opportunities, and I love to see that. Sure is good. Sure is good. Another team who had a chance again of getting things going their way in the previous game, but then I won't say it fell apart because they did have a pretty good game overall, but they got levanted as Foot Esports up towards the northeast. I wouldn't be surprised to see them up to wrap further south into towards perhaps Prison, maybe sit actually on Mansion and kind of spread out from there, take what's available to them, and then scout forward. But curious to see, of course, depending on where phase 2 takes us, how far Foot is willing to kind of aggress center here in the early game. I would imagine it's not going to be all that deep. Foot is a team that's very comfortable playing from the edge and very capable of doing so. Pacific is actually going to take a very direct route in from Gatka and actually force Batulin's back away. So Twisted Minds losing a little bit of their positioning, not wanting to get over aggressive. Pacific, nicely done. I like it a lot. I mean, they know that Twisted Minds play split out of school and apps. They know that whenever games do go in this direction towards that compound, it's a very strong place to sit, a place that we've seen multiple times Twisted Minds come out with really good games from. So wise on them to go and kind of force them to make a move early. Now, how's he got up here? Wrapped around from the south. Levante up on the high ground. May well have information on Bad Boys. The rest of Pod Samulet have pulled up in the vehicles in a safe position and I'm steadily advancing forwards. Hakatori somewhat throwing caution up to the wind, maybe trying to bait out some shots from Explicit, who's over by the bridge as Bad Boys are considering setting up a bridge camp or potentially taking a more defensive position, anticipating a breach. Pod Samulet not getting overly aggressive just yet. Are they gonna wait this one out again? No reason to go overly aggressive early on, if especially when you're down where they currently are and have really nothing to fight for here. But then again, it's just bad timing on an attempted crossover. And here we have Explicit ready and waiting, but Pod Samulet, again, they've realized what's happening and Rox is hearing the footsteps in front of him. We've seen Bad Boys fighting in this exact position before, and it did not go well for them that time, but Screams almost trades it back, but Hakatori is there alongside his teammate, and he will be able to clean up both of the Bad Boys who made their way underneath the bridge for that close range engagements. Levante probably giving that information the entire time, watching on from above as O'Connell and Bad Boy himself have to back away. Loving the double player setup there, kind of the buddy system and how you have one peek over, take the initial aggression towards you, Rux peeks over, would probably wish that he could redo that spray, but then as the attention goes to him for a moment, Hakatori re-peeks once more, and they get a pretty clean 2 for nothing, even though that they did go play a knocked. Again, Rox should have probably in all other situations hit those shots, but still nice 1-2-1 kind of peeking on over and getting 2 kills off of it.
on the opposite side of the military island. Exalt have sent Fate. It looked like he swam across the river. I'm not 100% sure, but he was pretty slow, while the rest of them held the bridge because they were still not 100% sure that no one's bridge camping, but they're safe, and now Fate can feed that information over as, oh boy, here we go again. If you're Exalt here, and you have just literally been not qualified to the finals by question mark, who actively hunted you for 3 games, and you know they're looting right next to where you're crossing, I understand why Exalt is a little hesitant in just blindly crossing that bridge. Good point. DZ pulled out the death note once before, and it was successful. Filfers is sitting around waiting for teams to come in behind, and he's going to hear those vehicles now too. Here they come. Exalt on your screen down towards the southwest, trying to cross on over. Filfers heard the vehicles. He must have at least heard Fate, but rather than sit around and wait and allow for his team to come to him, question mark is continuing to get into a better position on that southwestern side of this first circle. Just going to take up as much space as possible, but they definitely know Fate should be coming into audio range just about now. And they're not going to be all too happy to see that a team is coming in later than them. They do like to be the last team playing on their side of the map. Gives them the most maneuverability. Pod, they've got tons of maneuverability up and around Milta. There's absolutely no one until you... Курсор, извините. Oh, maybe they didn't know. This is question mark 7th, 3rd. If they get knocked by Exalt, Бэтбойсы. Бэтбойсы двоих потеряли. Да, многое потеряли мы за 10 минут игры. Ну ладно, переживем. I would imagine is going to take shots at you. Did he? Oh my God, that is a... of course, I mean, the first spot you would peek towards after looking at the double barns, but very good for Fate that he instantly spots their players on the other side. I reckon it's Molodok. It looked like he was the one looking in that... Ребят, видите курсор в чатике? Как его видят только лучшие люди в чате. And going to see where the zone pops before they decide whether it's worth taking an engagement. It has more or less centered up directly on the compound that Schofield was holding, so inevitably... Я свой курсор вижу. Что с ним делать? Бери. Его видят только сабы, его видят только ансабы. Для того, чтобы не видеть, ребята, курсор, который вам будет мешать, обязательно подписывайтесь, тогда курсор не будет видно. Так что, если вдруг он вас раздражает, обязательно подписка снизу, вот, подписывайтесь, курсор сразу пропадет. Это, знаете, как специальная реклама. But they did no, they saw them. They saw them. I think Dante saw them in the woods just before he jumped off the roof there. So could well be the case. И сейчас такие чуваки с Конор там с Ютуба такой, блядь, где тут кнопка подписки-то? Где тут подписаться платно, что, блядь, этот ебаный курсор пропал? onto Celtic, so they're having their own battles to deal with. And now, with pressure coming from Salvim too, Twisted Minds need to be very decisive in what they do next. Сдохни, сдохни, сдохни! У меня вечно эта фраза Чарли шоколадной фабрики. Помните, там чувак был такой геймер. И там, когда приходят телевизионщики к ним в дом, они говорят: ой, игрушки так развивают, он такой добрый, он такой играет, такой... Ну тоже меня бесишь. И он такой джойстиком вниз наклоняет, стреляет, говорит: сдохни, 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 орёт там. У меня вечно эта фраза вспоминается. Я думал, я наоборот тебе нравлюсь. Ты прям от меня не можешь глаз оторвать, Лилиан. Ты как в этом, как в детском садике, знаешь, там, поджопник дать, вот это вот за косичку дернуть, вот это вот твой стиль общения со мной. Могла бы просто сказать: ну, не безразличен мне и все. Как взрослые люди, все-таки тебе уже сколько там, 45 или 46, я забыл. Я понимаю, еще молодая, но все-таки. This question mark now with the guaranteed info that Exalt is roaming in right behind them. And you can see, at least according to how they're rotating on the map currently down in the southwest side, looks to me like they're trying to set up to deny any sort of entry. Yes, Moldok does get flushed. That is Exalt down one early.
У меня стрим пролагал. Еще раз говори. Опять начала вот эту тактику. Типа не слышала, по факту постоянно слушает и любит переслушивать. Включи запись стрима и послушай, поняла? Пролагал мне, а то опять пролагает. Да, так что повтори. While hearing the vehicles don't seem like they want a piece of this party, so they're going to wrap their way Может, further как-то можно towards сделать, что навалялось? and allow a bit of an Повтори, entry to it. собака, Of осмодей. course, it's only phase 2. Many more circles left to play in for Ascent. They do not necessarily like fighting in the early game. О, приятная зона, интересная. Моя любимая ферма. Ебало Нави, которые сюда высаживаются и уехали отсюда, представили? Нави, блядь, лутается в этом кемпе, где сейчас находится ВЛА. Собаки осмодей ответ. Ну повтори. Нет, проси нормально. Has got to come to an end before these teams can rotate further forward. Quetpa taken down, and now Perfectus and Twisted Minds out on the edge. But in the meantime, chaos commences on the north as all these teams are trying to make their way towards the circle. Опять перетяжки, опять стрельба. Все стреляют, все едут. Ну, все едут куда-то найти себе. Машину, блядь, потеря проебали одну. Все ищут место, куда присунуть свою жопу. В принципе, еще дуга свободная. Почему, походу, никто не знает про это. Все боятся. Что ты нос? Что ты нос пришел? Что ты нос? Чё, мы приехали на этот проходную. Блин, просто катаются все на какой-то панике, умирают. Ясно. Никакого уважения к донаторам. Странно у тебя. Просят, говорят тебе попросить нормально, а ты такая начинаешь давить на что всякие вещи. Непонятные. О! Так. Это высадка в Нормандии. Раз. Нок. А они только одного нокнули? Ой, это плохо. А, хорошо! Двоих потеряли, одного убил. А они еще разрезаться в теории могут? Не, одного не разрезают точно. Наших бьют турки. Ну, увы. Опять от края зоны играют. Да ё-моё, Нави что-то... Какой-то пору этот... Переключатель не может все измениться, то, что они от края играют. Фейзы закрывают ДА, там где-то машину взорвали, походу, полную людей. Вала нокают СРМ, убивают. Вжух? Как из зоны соржет просто над людьми. Это жесть, это жесть. А сколько сейчас команд останется? Тут просто не выживать-то негде. На, получи, не наглей. And Ascent is one of those teams that time and time again have had what on the likes of 10 to 12 knocks in a game and only ended up. О, хорошо. So do make sure to confirm your knocks. Very almost got betrayed by the angle of the window, but Artix, бах. as his vehicle exploded, бах, закрыл. will get the final shot in and Exalt completely removed.
Твисы опять фармят жестко. Able to hold off a few teams on rotation, but now their first real confrontation comes with Wu down just in front of them. Beamy, the one-shot DMR in hand. At least this range, we'll see if he can find something. Are they aware? Почему они уборную не заняли? Куда они едут? В яму? Что-то какое-то просто АФК. Что вообще происходит? Что вообще происходит? Ой, жесть. Что я только что увидел? Какой-то залив произошел в прямом эфире. Тропиков закрыли, СРМов закрыли. Экзалтов закрыли, ДА закрыли, футов закрыли. Минус 5 команд у нас пока что. Вот, но у нас проблема в том, что сейчас зона еще не закрылась. Твисы могут с Нави как-то ужиться, но куда деваться QM-ом? Опять, блядь, на краю карты дрочиться, это очень плохая задумка. У бэтбойсов куда-то им высаживаться надо. Они прицепились к парашюту, летят. А куда летят? Походу в кемп собираются, по ним стреляют. Вообще непонятно. А мне надо срочно отойти. Bad boy missed his flight now. He has to drive from the southeastern side of the zone up towards the northwest. You know what? You can't get hard shifted away from if you have a player on each. The M16 got it. There you go. If you have a player on each edge of the circle, it's very unlikely that you get hard shifted away from. Maybe that's the strategy that Bad Boys was trying to set up because they had just been mega hard shifted away from 2 circles in a row. Unfortunately, we just keep going closer and closer to the center this time around, and Twisted Minds are not going to be complaining about that whatsoever, especially now that they may just have heard the vehicle of a doozy creeping up into a dip below them, but they'll be the first to be dealt with. Let's see, Bad Boy, get away from that circle. We saw what happened to Fate just before. Still only phase 4, of course, so it should be alright, but can't risk taking the vehicle here. It's got to play it on foot. Got to try and sneak his way further forward. They are currently at 17 points, of course. Bad Boy and the Bad Boys would really want to rack up some more here. Phil first actually extremely low, and this is what we wanted to see from Howl. The nades, it hit Dante in the shins and explodes both of his legs off, and the follow-up from Lou almost does the same onto Besto, but he gets out of dodge just in time. There's one thing that Twisted Minds know how to do, that is use utility the way it's supposed to be used. The Doozy will live with the scare there, but his ears are going to be ringing. Second nade comes over the top, goes a bit too far now, and you can see here, I love the fact they're able to pretty much hold off only with utility, because they got their own fight happening up top. They have question mark, they have Ascent further down, but now they have Na'Vi to deal with as well. Whether or not Na'Vi has started off that engagement just yet does not matter at all to Twisted Minds. They're not only throwing the nades down, they're putting shots into Ascend, but now Na'Vi have made their presence known. Fairest loses some health, but no opening knock found as Na'Vi tried to make the push in towards Twisted Mind. That nade could be very good if it goes far enough. Nope, a bit too short. Spiro has some cover to work with down behind that ridgeline. Second one not finding anything either. They have to fake the Так, супчик я принес. Отлично. Ничего не потерял, только одна команда какая-то закрылась. А кто? А никого не закрыл. А нет, вот сейчас, прямо сейчас закрываются ПСФы. Данте кинули гранату под ноги. И шо, убили его? А, реально убили. Эх, ну главное, вы не пропустили. Yep, I like the fact that Twisted Minds backed off here. Very wise decision making on their part. And for question mark, how and when? Я пока микрофон выключу. Спасибо. You're hearing Na'Vi shoot right up above you now. You haven't seen any knocks from Na'Vi onto Twisted Minds yet, so you might not be aware that it's 2 teams here in the nearby vicinity. Ooh, so you're in trouble. First shot goes a bit too far. Had it been an SKS, could have probably dug over that hill and hit him. But Lou, wrong DMR, my friend. Sorry. You need the curved bullets of a VSS for that. Uh-oh. Oh, James, don't do it to my fantasy team. Yeah, you've been through enough. I really have. I'm already down. Stop punching. Stop punching at this point. Best of luck, though. Trying to do exactly that. Punch Na'Vi as hard as he can. Force them out and away. Force them to go back up that hillside as James does get taken down, because that's just how things are going to go. Traded out by Corexi. That's points for me. I'll take those. A doozy, though.
Still trying to fight back from a very disadvantaged position. Thankfully, Ascend have made a move slightly up further east, but that's not going to stop Example wrapping around. But it's a doozy again with the trade back. Yeah, Alia peeks on over. It's a doozy slides again. Down the ridgeline just for a second now. Fairest, the latest player to join the team, peeks on over, finds one, finds the second as well, and that is points guaranteed. The issue is, of course, Twisted Minds are going to be reacting to this. Here they come full speed forward over the top. They have to worry, though, because they have Ascend nearby still as well. They're going to peek on in. They're going to spot Fairest on the other side. Down he goes. Batulin racks up one, but here is Ascend still wanting a piece of this. You can see how far ahead Twisted Minds are, and the fact that Batulins could see both of the knocked players on his screen, but didn't care to take away the points. He just wanted to secure the points, the position that they were able to grab, and now with 7 teams remaining, they have full control of the hilltop and the position, the capability to wrap around Ascend and try and take them out, but Spyro not ready for the position of Mika. Nope, not ready for that one at all. We'll see if somehow Batulins can play a bit of a spoiler in it. They saw that it was Batulins who got the kill into Fairest, and taking down Spyro means that's a guarantee that there's at least one more player left on the other side. So Perfectix now has to swing over, has to try and come and help Lou. You see shooting in the distance from up inside the Wizard Tower, trying to contain Mika, trying to force him back down the hillside. If they can force him all the way further south, that's them outside the circle, and they will be set very, very good in this perfection. See the Howl starting to make a move up the top, but they're not third-partying in time. Ascend will not get the assistance they need to prevent Batulin sitting them both down. And he didn't need any assistance of his own. Lou is off taking shots into We Live again on the southern side of the hill. Yeah, I mean, you say he didn't need assist at all. I feel like Perfectix did do a pretty Ну, они не знали, куда играть, поэтому они залезли в эту будку. Наверное, чуть какая-то скованность у них чувствуется. Их уже и фейзы обогнали. Как же плохо все у подов. A little bit too greedy there. He will fall down, but the rest, if they can find Agatory fast enough, should be possible to get. Лапы убери. Лапы убери. That'll do it. Howl in the back line didn't get involved Закрыли подов. whatsoever, and that might come back to bite them as Diffix has found an angle on towards the Mad. And Schofield, well, he's upgraded to a 4x on his M16. He's going to have to try and land some shots, but Gustav just has the superior DMR. FaZe and the Twisted Minds here. I mean, they are on a tear, and they're still completely набор драгунов с from a distance, finding 249-м. trying to wrap into the northern side as well. All the kills they were trying to drive by were strolling by in front of them, and now they're forced to set up shop out in the open. Блин, он сейчас бы еще один выстрел сделал, он бы убил. Doing what they can to put the shots underneath, but with Perfectix up on the hill, Twisted Minds threatening, and Sosed wrapping around Походу, фейзы вторую подряд берут. to be aware of every angle and not overcommit to trying to steal away this flush. I mean, this tournament is turning into a 2-horse race with FaZe and Twisted Minds continuously up on top. FaZe won the previous match. They're looking to get yet another to kick off the day. That would be 4 wins in 6 games. Ой-ой-ой, может нагадить. Нагадил. Нагадил, и доел. Ой-ой-ой. А, они еще раз сплитались. Ну так вам и надо, так и надо. Those nades are ever closer, ever so much closer. They go as correct. He pushes on up, finds one more, 5 kills for him. As you can see here, James trying to get a vest, helmet, anything to help him out and staying alive. Реально, у Джимса ни шлема, ни брони. У этого тоже нет, у соседа. They were on double-digit kills by slightly earlier in the game, despite the fact that we had a Куда Макс сделался, переезжает, куда ему переезжать. Who were in that position, but they have the chance to make it a back-to-back as well. Maybe that backstab from Sosed might be a deciding factor in making this a 3 versus 3 with Perfectix and the rest of Twisted Minds having not only the high ground but the zone as well. Батулин стреляет просто по молоку. Куда он стреляет? Сам себя придумал кого-то противника, с ним воюет. Ой, как хорошо, он еще и армор поменял. У фейзов все плохо, у них ресурсов нет воевать, там... Ну вот, ладно, они нашли какие-то вторые арморы, шлема с противников. 5 хилок, 1 дым. Воевать нечем, короче. After all the bombardments in the ridges, Twisted Minds still have a lot of grenades to work with when it comes to the way that they've been so effective with them as well. Even just 1 or 2 is enough to get an opening knock.
James is sneaking forward. I'm not sure if Fex saw Soset on the left side, or maybe James did. You can see they're actively looking towards this eastern side of the circle. They know that there should be someone around there, regardless of whether it being a Twisted Minds player or a We Live Again player, that there should be someone out here. And it grows up close, so I love the fact that Soset isn't aggressively peeking over the top anywhere. If you're going to have to take a fight anyway, might as well let them come close and have your Groza work out for you. It does seem as though, well, James has managed to get 5 grenades together, so they have at least one wave James будет закидывать on this side of the zone, but it's blind. They're pushing up a hilltop, and if they do commit to a push either on towards Soset on the east or the opposite side where Twisted Minds is lurking, it's very flat, it's very slow rolling hills, so there's always off angles. Ну, ждем последних зон. Smokes could work out for you. If you sat down here, even with the smoke launchers, well, lob them towards that far western side. Кинул какую-то глупость просто на пофиг. Keep their attention towards the western side and then swing out in that direction. You can see now with them continue, and that's exactly it, right? They literally don't have anything. There's one smoke for Fex, and I don't think you can cause a bait with just a single smoke. They're waiting for Soset. They're waiting for anything to come their way. There is, of course, one more circle to go, but it's dead. Блять, даже еще не звездочка, это ж 8-й только. Походу будем еще минуту смотреть, как они никого не стреляют. Twisted Minds, their side of the road has a nice ridge that runs along the length of it. The only exposed weak point is Soset's position on the east, and that's why they're focusing all their attention on towards it, with Perfectix just occasionally popping up over the top to see what FaZe are doing, but sees no information on either side of the zone. You can see all of Twisted Minds allowed to play down on the southwestern side. Perfectix, I mean, just to compare, full level 3 gear, practically untouched here in the late game. Plenty of utility to work with for the team as well. One apiece. Ну давай уже быстрее, ну. Блин, был бы у соседа армор, он бы еще мог гадости наделать. It's the Groza. It's the Groza that can do the damage here. What can he get as a solo left alive versus 2 sets of 3? I would be surprised if it was very much at all. Just look at the way Весы просто все в три ствола смотрят в эту сторону. Они даже в него стреляют. А, там у Батулина миллион патронов. Batulin just wants to get this over with. Come on, Soset, we know you're over there. Reveal yourselves, damn it. Let's get the proper 2 teams fighting here in the end of it. I mean, he's got to warm up the sprays. It's been about 5 or 6 minutes since they had any sort of gunfights. And now he's spotted a hint of Soset. He's maybe just checking. He's like, any more? Could this be FaZe wrapping around? But no, they're going to try and deal with him first. You're saying it, though. What Soset is doing right now is actively forcing... На! Хорош. Comes through, though. Now they know that it's a 3 versus 3. 10 kills. Ебать, они сразу стартанули расплитываться. Вы посмотрите только. It's all going to come down to who gets the first knock. Twisted Minds definitely have the benefit of having utility on their side, but James is he's still carrying plenty of grenades. He's got a little utility belt full of bombardment. And if he can get a little bit fortunate or get some info fed over to him on where to place those, it could be a big swing in their favor. Ну, звездочка. Пошла звезда. 3 гранаты у Джимса. Где еще 2? Куда 2 гранаты дел? Как бы Батулин сейчас не пожалел, что кидается. He's giving him the shots in the background. In that position, James is going to try and use it to land a grenade. He gets a little bit of damage with one. Corexi has managed to find some grenades of his own as well. Но фейзов гораздо сложнее сита в плане того, что у них, хоть и есть гранаты, у них армора нет. У твисов там 3-й сеты есть, поэтому по ресурсам у них получше. На! Первый пошел, фейз. Господи, как же тут дамажит. Difficult. It's looking near impossible with James gone down already. Perfectix peeks around the side, spots Corexi over on the other side. Хорош, граната на двоих. They find the final kill.
Twisted Minds Faceland back to back. They continue the journey, and this time around for Twisted, it's a 13-kill chicken dinner. Twisted Minds grenades, man. They are unreal. STK, who? Never heard of them. These guys just cannot miss with these bombardments. Absolutely insane. Absolutely insane to be this consistent in a lobby. А вот был бы у них миномет, они бы закончили это быстрее. Two teams, the very prime of what is EMEA PUBG right now. What a hell of a performance in Twisted Minds to come out and win this game. Because yes, they sit center. Yes, the circles come to them. But that plateau there, is very hard to maintain control of. If one leak comes through, you're doomed. It's the fact, really, that Twisted Minds came in knowing there's no pressure on them, knowing they could have gone out here and done nothing but drive around with pistols every game, but they are professionals and they take this seriously, and that is a lot of trouble for everyone else in the lobby. Sure is. They're continuing to rack up points, continuing to По-моему, Батулин в Нави же играл, нет? And round off the final wrangle of day 2. Toby said it so well there, Avenger, the fact that Twisted Minds and FaZe are just the pinnacle of the EMEA PUBG right now, and you can see it in this final battle between the two of them. How much fun was that to watch? I love that. The question is really how many of our 18 chicken dinners available is going to go to Twisted Minds and Faceland. That's really the number that I'm looking to put a bet on right now, because yeah, that's crazy. But I gotta say, in terms of the game here, in terms of the end game, Twisted Minds, they just had the upper hand there. They have an extra ridge to work with. Faceland had to go over some higher elevated area, and they had to expose themselves completely, and only had a couple of smokes to work with. So yeah, it's super unfortunate for them. They tried to make the most of it, but again, another second place, another good amount of points and kills for them. I think they ended up with 11 plus the 6 they got from second place there. So super impressive here in terms of Twisted Minds and Faceland. There was some lovely sort of nuances of play as well, highly tactical at the end. FaZe Clan knew they had a disadvantage in terms of terrain, but keeping those frag grenades back in case they could get enough info. Imagine Jeems getting enough info to get an initial knock and make it a 3v2 so that they could go over the top. That could have been a very, very different outcome. So they were doing their best to stack as many cards as possible in their favor, but Twisted Minds knew the terrain, knew they had the advantage, played the slow game, and they executed perfectly, honestly. How frustrating is this for all the other teams in the lobby, the fact that these two teams are, as Avenger likes to say, sponging up all the points? They can't be baited into taking a quick fight when they don't feel like it. If they think it's a 100% chance of waiting another 30 seconds, taking all your kills, they will wait 10 times out of 10. That's so unbelievably good, and that, as you say, that makes it even more. Сложно морально КМом, такое чувство. You can't. You just give up and try to play for third place. No, it's the most annoying thing is that a lot of these teams, right, their only opportunity to go to PTC is to win, right? And then you have two giants. Язык призовой жопы открывать лень. А ты в кровати сейчас лежишь? Yeah, it's gonna be rough, and it's a triple digits already, Sam, as well, for 115 for Twisted Minds. That drop-off down to third is looking mighty big, but that also means a lot of other teams is obviously the whole playing field is kind of open to get into the top 5 right now. One good game, if you're even in the bottom pack, you can actually get in there quite easily. I mean, you say that Я правильно понимаю, что сейчас призовой в PUBG больше, чем призовой на интернешнале в Доте. Все правильно? Not performing. I'm going to call it now. This is not going to be good enough. We were looking at teams that needed to break out of that bottom bubble. HAL haven't really made their way out of that. Exalt haven't really made their way out of that. Entropic showing promise. They're still 13th to 5th. One big game could do it for them, but we're starting to see a gulf now, unfortunately. 14th to 16th, starting to fall away a bit. You know what? We see how well Twisted Minds does in this lobby against other professionals, but we were curious as to what would happen if you threw them in a public lobby with everyone else. So this is Twisted Minds versus the rest of the world. Как? Меня убили. Меня не добили. Help. Хорош. Еще один. Стойте, а тут есть эта херня, как она называется? Нету? Что, не подава нет? Я выносил. Ой-ой. Да. Зарядил. Да, KFC убиваю. Хорошо, отдал. Как ты не Я рядом. Тебя помог. В МХ я прилетел соединиться. Окей.
Мужики, мы слабее, чем Павлик. Опять там что-то скинуло. Блин, тоже ж интересно посмотреть. Хау. Сзади Ярик уже двойка. Че это? Что за шуба там какая-то непонятная? Ярик, надо резать. Ярик, я внизу под тобой. Мать вовремя. Ну я вот такого слышу. Перфектис на астму похож. Чем? Кругов под глазами нету. Убил его. Хорошо. Помоги. Хорошо, да! Латвия, блядь. Латвия, блядь. Ладно, я снайпер. Давай тут как. Ну. Еще одного снайпер. Двоих снайпер. Я кнопну. Это плохо. Сам может быть. Оп, хорошо. Дистанцию не почувствовал. Жесть ты лучше, чем пот. Я за тобой, ты первый. Меня подождите. Один ног. Два ног, я хилиться. Новатор. Вайп. Почему они в каплях? Добил. Кроме одного чела. Слева. И еще слева, спереди, сверху. Ног один. На метке забудка, на КП, а другой ног. Добил. Бля, СВДшка звучит классно. А тут будку закрыть. Норну. Тебе нужно. Он меня просто добивает. Ебало Спайра просто весь видос тупо какой-то недовольный сидит. У меня чел есть. Молчит. Все какие-то на фане, блядь, в паблике играют, избивают каких-то детей. И чел просто как будто думает, что я тут делаю? Убил, Сань. Не волнуйся. Да, все, блядь, не выебывайся. Ну, я снайпер. За снайперку. Да, там чувак меня смотрит. Я живу. Нокнул коробку. Внутри первый этаж, Сань. Вай. На втором этаже пройдешь коробку? На первом. Дали. Нас убил. Нет, на втором этаже, вот у меня. Хороший спрей. Ко мне совершенно мне чел, на втором этаже. Так, погоди. Это же Берил. Это же Берил. Под дипом прям. Не, я хочу. Прям под дипом. Я его вижу. Я его прям вижу. В натуре как капли наверх. Ну что, потому что у тебя на турнире ты сидишь рядом с противниками и можешь слышать, как они переговариваются, поэтому капли. Но я тоже слышал, что про капли с наушниками. Просто зачем дома в каплях? It was so good, and it was like he was drawing a chalk outline of the guy before actually winning the chicken dinner. That was delightful to watch. Right, we are now moving on to Tego and Vikendi, but here's the thing, Twisted Minds and FaZe dominated those yesterday. Я давно Асму не видел, последний раз у Фреда, кажется, когда он в паб с Диной, блин, играл. Миллион лет тогда это уже было. As much preparation time and as much knowledge about them as on the other maps, right? But with the amount of momentum and confidence that we see on them right now, they could only get a lot of kills for sure. But it's looking good. But yeah, FaZe Clan, we're like, they still need to get in there, kind of defend their PGC spot. Right now, it's looking very likely that it's, yeah, they're of course going to be окно, о чем речь, не понимаю. But yeah, after this game, we're halfway through, and it's going to tell us a lot about the leaderboards. Бля, когда там следующий старт? Может, я успею в Dark and Darker одну карту сыграть? Cool. We will find out though right after this break. Перерыв, говорят, какой-то. Три минуты. В теории мы можем успеть, на самом деле, одну карточку. Так, быстренько пока стартуем. Там как раз получается сколько? Будет 3 минуты, 7 минут. Там где-то 8 первая зона. Я как раз успею эту катку сыграть. Даже если я буду играть ее до конца. Ну, если не умру. Low.
One more. Where is that boy? I'm driving fast. I got knocked. Так, ну что, поехали. Так, что тут у нас? Это все есть. Стрелы давай. Стрелы дал. Работаем. Душная катка. Файтер затанкован. Вообще не знаю, что с ними делать, блядь. Опять проблема с Ортони чатом, что он подвисает. Блин, как его можно, не знаю, сделать, чтобы он обновлялся, может.
Блядь, насколько же это было на грани? Вы еще что-то урвать оттуда. А что, я, наверное, плащ не урвал, да? Устраивает. Меня такой исход устраивает. А тут больше никого не осталось. А где все, блядь? Погибли, что ли? Все вышли уже. Либо погибли. Непонятно нихуя. Ладно, похуй. Так, что там у нас? О, зона появилась. A P90 or a P9 feed? Yeah, the correct answer. Nobody wants a 9-zone feed, so FaZe made the correct decision, leaving all the crates behind. Makes a whole lot of sense, and they had to do it as well because they know that Sarvam is the team that's nearby, and if they gave them the chance to get into this central spot early, they would have absolutely done so, as would Howl, who were just to their north, and that's exactly what's happening. However, the Wu now flexing out a little bit of the western side of Terminal might come under yet more pressure in the early game as Foot Esports making their rotation very, very close by. I do like that we get the team comps. We saw it here in the break as well with the with the failed attempt at a pull-up from Foot on Wu and Vart just going well. I guess we were Speaking of, here's the man in the previous matchup. Let's see if FaZe has something to say this time around. Поможет ли он ему? Вот это вопрос, конечно. Doesn't even use the Panzer for the first. 8C, oh, he gets spotted out on the second, but he was not prepared for it. Moments away from disaster, potentially, but a trade from Diffex from range with the mini actually sits 8C down. Fuzzface is potentially resable, and Vard is next on the chopping block. Yep, they need куда бежишь? Куда бежишь? Нормально разменяли. И бежит, и последний едет просто на смерть. On approach, down to under half HP, forced out of the vehicle now. The 24 HP has to go for the first aid. This would be the просто вся команда лежит, они убили одного, и он бежит просто туда дальше. Но это хороший был. Второй еще лучше. Bit higher up the hill, but he's put his vehicle in a position that is extremely unsafe. There's no way of backing out from this. T-Bone has to commit. Yeah, no way around it. Might as well go for it. And again, I mean, in this case right now, it's the best team to fight, because you know for a fact they lost one in the early game, so it's quote-unquote just a 1v3. Headshot connected, two sides. Oh, the Panzer's back in play. Yep, that's gonna be suboptimal here for T-Bone. При там вторую команду уже закрывает. Start crossing over. They can hear the shots from the other side of the water, but they haven't up to aggress just yet. I think now Foot might hear and see the vehicles on the other side. I'm not sure, but Foot, they have their eyes on one thing, and that's finding T-Bone. He's giving them the run around. Было бы смешно, если бы он сейчас просто убежал и своего разрезал. And Ascend not looking to commit whatsoever, so he just has to use this position to get the drop on him. Sneaky, waiting and hoping that Kiliakai will peek on over in time, but not gonna happen. Once again, the Wu take down Foot Esports. And if we quote the team comms that we heard during the break, Foot said, well, maybe that was a little bit grief. I wonder if they have the same sort of idea this time around. It wasn't much of their own idea to make that full send, but the positioning from Fuzz to start it off, and Diffex with a crucial trade to even the numbers. Yeah, I was going to say, I really like the trade coming in from 8C initially, but Diffex just better angle on that one.
It's going to help them out. So Wu, a very action-packed start to this one. They start out with 4 kills. Of course, losing EP is not good, but now they got another 4 without taking a single casualty. So couldn't really ask for a whole lot more. 8 kills, 1 casualty. They'll take the sand there of the week. If they can somehow keep this momentum up, taking out 2 teams with only losing 1 player, if they can keep this going, then maybe they could be a team that enters the equation. Не знаю, первая зона всегда такая скучная, я смотрю, даже не знаю, что тут вообще, ну, карта супер большая, этот, драк толком нету, ну да, где-то подрались 2 команды, но там такие невнятные драки были. Сейчас в итоге будем смотреть за 2 или 3 зоны, вообще просто контакт какой-то перетяжки. Карта очень лесистая, позволяет тебе вообще почти с противником, ну, не драться, если ты этого не хочешь, можно очень сейво выиграть. Так еще-то исы доели в ушку, который, я не знаю, почему что он там забыл. Он же слышал, что по ним стреляли с той стороны. Зачем он там был, не знаю. Походу, ради машины пожадничал и наказали. Сколько слотов от региона, ну, вот этого европейского едет? Финал. Поискать. Смотрим Википедию. Смотрим. Слот. Один слот? That's a helicopter vehicle that I didn't know we had in the game there. Toon's gonna get himself safe. Yeah, James was in one yesterday on Candy, was he? It was. It just looked a little different. I think it's fair to say, I mean, if you go back to what James said about this area of the map, it's very compound dependent. There are very strong positions on this map where if you can get an early compound and hold it, you're pretty much settled for the rest of the game. So the fact that there are less... А где question марки? Блин, на question марки-то могут не пройти. Just end up with you getting bombarded to bits like we saw on yesterday's takeover match. And even with the shift that we see here, it's one of those where all the center teams right now are few teams that have maintained wide splits. Those splits are going to be... Друзья, второй это кто у нас? Хибака. А пока молодой уже не играет, что ли? А, вот, да, походу 7 слотов. Судя по зелененькому. Да, 7 слотов проходит. Лол, это можно, короче, зарабатывать 1 000 000 поинтов весь год там условно, да? А можно на пэкфолио взять просто 1-е место, и ты пройдешь, если ты даже тут, не знаю, занимаешь 30-е. Это забавно. So many nice off angles being put to full use here. Every time you think you know where one is, you get shot in the back. When you turn around, you get shot from the player you thought you knew where it was just before. Howl taken down, and once again, it's them and DA running shoulder to shoulder, going into one another just to take each other out. Somebody has to inform them that playing from the edge is okay sometimes. Yeah, you'd imagine. At some point. Some people never learn. Try over and over again. The result is so often the same, but this time DA do manage to grab at least a revive or two. Once again, holding on to that position, but it's not going to be anywhere near as good as the position was on Erangel after the last time they wiped out Ascent from Howl. Let's see now as the circle starts creeping on in. Второй круг, куча кемпов, опять все сидят, какие-то минимальные перетяжки, минимальные потери. Что у нас, куда может зона тут пойти? Блин, по этой карте сложно что-то сказать мне. Ну и, наверное, я на месте хотел фейзов тоже оказаться, где-то в районе этого холма. Наверное, вот в этом кемпе, возможно. Твисы там до сих пор ресурсы лутают, неужели у них все плохо? It would be the exact same area, would it not? So all the mortars directly in the center of the north is the very dip where we saw all the chaos and all of the bombardment last time.
So a lot of teams will be hoping not to go there. It's no surprise that that side of the zone is by far the least occupied coming into this area. Down towards the south, we see a lot more teams in close proximity to one another, but not quite close enough to force engagements, but maybe that's just because we've already killed off 3 of our teams within the first 12 minutes. Exactly. Much more space available here in the early game. And for a team like Question Mark sat on the edge, I think they're one of few who don't necessarily mind that, because it means less chaos when they try to maneuver in. And for them now on the edge, it means so many fewer teams for them to kind of have to wrestle with, trying to make their way towards the center of the circle. So for Твоя игра была когда-то. Like to wait for the action to take place kind of in front of them. Now that's just them not having to worry about their neighbors, because those neighbors are nowhere to be found, unless, of course, if you're Levante, who's currently prone out behind the question Была когда-то. I would definitely be worried a little bit if Levante was lurking outside my door. Просто зона в центр сошлась. He's made a name for himself with individual. Ты сам нормально займут просто этот кемп, если что, будут там сидеть. Кемом непонятно куда играть. Подом тоже. Бушкам нормально. Плохим ребятам тоже непонятно куда играть. Ну, следующий круг будет тоже скучноватый. Максимум одна драка, наверное, нормально и все. У меня еще кепка твоя в деревне. А разве у тебя не бировская кепка? По-моему, я тогда тебе бировскую просил, нет? И та. In the same way that Pod is doing, although this is a lot more direct. Let's hope there is one particular dip they don't end up stopping at. Поды просто проезжают. И там удачно проезжают без потерь. Плохо. Кемом теперь самим заезжать надо, там уже противник стал. Что им делать, непонятно. Наверное, к камню к этому поедут, тут, на который смотрят. Им надо двигаться куда-то, куда непонятно. А куда они едут? Куда они едут? В Йола, что ли? Can still see up towards that hilltop as Question Mark starting to make a move on the western side, as on the east what remains of Bad Boys are trying to find a way in, but they're only going to find the door blocked by Exalt. We've seen Exalt sprint to the east now, maybe aware that there are Bad Boys players coming in, or maybe it's the other way around, maybe just going for a vehicle or something, and Bad Boys still have the other hand in this one. Question Mark though, they heard the shots just before from Sarvim, from Twisted Minds shooting towards Pod Samulet as well, but opted not to aggress on it. Now they are very close, but I don't think they're quite aware of what they're potentially running into here. Bad Boys, though, well aware of exactly what they've got in front of them. Especially since Arctic has already pushed his way out of the compound, and he's actually getting dangerously close to an engagement with Mika. It's a bait, and it works. Нормально забейтил, хорош. They're just bullying the new kid, Mossboard, putting shots into the vehicle. He was just not ready for the sneaky play of Explicit. Поехал на машине, чтобы тот себя выдал. I love seeing outbrained small things like this. Bad Boys, I mean, Screams takes the car. The plan is, I'm going to drive 10 meters. As soon as I start the engine, he's going to peak. Exactly. Ой-ой-ой, плохо. Ой, как хорошо он отстрелялся. He's able to take him down in return. And now it's just Screams on the other side of the rock. That nade, it's primed, it's cooked, it's lopped on over, bounces short though. The blue zone was about to push him in, but I think he had a jammer pack that gives Вана не вернули. Да он, возможно, и не может играть, или он не хочет играть. Может, он там улетел в отпуск, да и все. Кемы куда едут? Куда едут Кемы? Йола какой-то заезд, подподов. Блять, что они делают? On Bad Boys, so that's going to be them out in 13th. In the meantime, as you can see in the map feed on the right-hand side, Одного потеряли. Speed sending it first past Pod Samulet, and now into the open themselves. Best of luck. Caught mid-transition, though, is going to fall. Maybe Question Mark is one of those teams that just... Ну, как они озвучивают, еще одного потеряли, третьего потеряли, пиздец. Ну все. Адолс, не заедешь, не спасешь, надо заезжать. А, там Нави. Они приехали в туалет. Блин, они вообще не понимают, что делать. Какая-то потерянность у ребят.
and it's not looking great. I'm not sure what the strat is here for Dudes. Just collapse on this fight. Why not see what happens when you make your way down? Блядь, назад едет в туалет. Ёпту, а не, он в ямку заехал какую-то. Я уже думал, он назад едет. Я вообще не понял его. We'll get a little bit of consolidation as question mark are downed by 2 of the nade from example. Wondering if Exalt is trying to do the same thing to Ascend as what the bad boys did to them. They've sent Molodok out in the vehicle, so Ascend will have heard the car driving, and Arctic's just keeping his head down, waiting for an opportunity to strike when Mika turns his back, which he has done, but he's already just disappeared over the top of the ridge. Opportunity may just have passed by Arctic's. For those of you guys who don't know this area of the map too well, the best comparison I can put up is north of Yasnaya. The whole hillside leading, the whole like fields leading up into the hillside proper is where Na'Vi, we live again, question mark, and Entropic will have to kind of maneuver up. But then you kind of have the same thing happening over on the other side. So a hillside kind of running through the middle of this. As Alia tries to come down and help, instantly double headshotted by Naila. Na'Vi are going to struggle to get out from this position, and Entropic having that hilltop is exactly why we were potentially looking at an engagement between the two of them to claim this spot. They will eventually have to leave the zone and maybe backfill into where Na'Vi are, but непонятно, как его спасать. На машине ехать, что ли? Да им там нет, походу, продано. Nailed. I think he really doesn't want to have to use any utility on getting that one, but in the meantime now a doozy inside the shack. Адолс в туалет заехал, к нему приехали, он съел. О, фейзов настукивают, хорошо, хорошо. Просто на перфектике сразу 4 ствола вышли смотреть. Twisted Minds and FaZe Clan up towards the north as Twisted Minds are finally pushing to try and claim some space. But a doozy has survived everything in the shack. The blue zone grenades didn't take him down, but he's taken down most of Entropic. Lookarooks, one more tag in the smoke would get him down as well, but no one get a chance to heal. Yeah, Nailed falling on the hill as well. I mean, Entropic just seemingly couldn't really get that southeast side under full control. In the meantime, now Wu falls in 11th as these fights towards the northeast start popping off once more. It's just 2 from Exalt trying to suppress DA, who also as a 2-man are trying to fend off against Ascent, who now, for the lack of a better term, is also just 2 players on their feet. Might just be a slight bit of a tactical cooperation between Exalt and DA, just for the time being focusing on the bigger threat, but now that Ascend has lost half their number, I'm sure that alliance won't last too much longer between them. Arctic's is making his way in from the zone unnoticed, but DA is keeping their heads down and out of his line of sight. Yeah, they know that there's too many snakes in the grass in the nearby vicinity for them to go out and do anything, but just prone this one down, wait this one out for a little while longer. As we see now, FaZe, of course, having to come up the compound. They're hearing all the action in front of them, but only now they're really getting full info of what's happening as they come up of the hillside themselves. Na'Vi somehow outlasting. Ну, вот и схлестнутся сейчас СНГшники за туалет какой-то. Ой, хорошая граната летит. Бам! Как он живой остался? Бам! Еще. And the second one just a little bit too Bam. over the top, but over the top it will go. Schiller sat down, as elsewhere Na'Vi got double naded by Hoba. Yeah, they get themselves 2 kills in the shack just to get taken out in 2 of their own. Na'Vi out in the 11th. Wanted more of this game, I'm sure, but couldn't fend off against Entropic early. When push came to shove and the shack was all they had to work with, it was not enough for them to stay put. Now Pod Samolet have been forced to turn their attention back towards the northwest, where Twisted Minds are finally making an entrance. They've regrouped, they're split, they've stopped putting shots in towards FaZe Clan, and they're focusing the fight in front of them. But now Sarvam have had the chance to revive, and they're getting involved as well. Yep, Twisted Minds, the team yet to make the way inside the circle. If they can time this perfectly, Sarvam might just third party against Samuel, opening an opportunity for Twisted to push on him, but seems like they're gonna have to do the majority of the damage. Так, продолжается закидка. Только уже тут весы кидают.
Scary sentence to have to say that Twisted Minds are throwing some grenades. We just looked up the stats in between the games. Perfectix has done. Ой, нокают двоих гранатой. Троих гранатой. Пошел размен. Хорош. Tasked with doing the same, but can't find an angle. He did land a headshot through the smoke, but couldn't hold the spray long enough to land a second as Sarvam just putting in damage from below. And this has opened an opportunity now for FaZe Clan to make a push out of the compound and sweep this entire area. Sneaky teams, sneaky. We'll see if he can find Levante over the top. You heard him. He has a pretty good idea of exactly where he is, but doesn't want to peek over, at least not before the team is there. Again, it's a slower approach phase we're seeing here. Wait for the cavalry to arrive before you make the assault. Somebody check his stream title. He might have just changed it to "I'm about to rat a PEC finalist." Levante, I hope he checks that one soon. But Batulin's into the smoke. The spray goes, but Odamavisi over the top of it, catching him out and getting the better of the trade. Ой-ой-ой-ой-ой. Almost getting them back, returning. Под самолет закрыли. И Твисов закрыли. И СРМ закрыли. Там все закрылись. Там фейзы дошли, доели всех, кто остался. Как удачно играют фейзы. Просто супер хорошо играют. May have to change my statement about the wildcard maps being the place to do it. It does not look like the case. FaZe Clan, they were holding down that compound from so early on in the game. Jeems dropped on that position slightly further away from where he normally would, and look at how much it's paying off. Doesn't matter to have 14 Davids when you have 2 Goliaths on the server. I mean, there's nothing they can do against this duo of 2 teams that are just dismantling the rest of the 14 teams here. Это я их научила. Чему научила? Гадостям? It really looks like it. I mean, it really looks like it. We'll see now, though, if somehow we live again with 4 still alive, get something going. They would want it to happen. Я могла научить только плохому, не выдумывай. Away from breaching into what could potentially be top 5. Look at how open that position is. Everywhere there's a smoke, there's a player lurking behind them. But on the opposite side, DA with no smokes trying. Он просто стоит на месте и стреляет, ему похуй. О, и успел, он успел. Solid shots coming through will fall in the end, but extra points obtained for the team. 2 kills, placement points to add as well. Great salvage there with a tricky downhill push for DA. Now though, we live again. 4 players on. Бам, бам. Хорошо. Энтропиков душат. Does have Ibis a bit further down towards the far south side. Now FaZe 3 in a vehicle will get to reposition. По голове получил. А не, по торсу. 80 по торсу? Что? А, это ВМ был. Because there's no way that Lukarux can make a push up there. He's already under the watchful eye of iZoom with an MK14 fully zoomed on his position. He lives up to that name for sure. You think Gustav knows where Brex is? He might do. Just clear the tree. Clear the tree. That's the Закрыли. angle. And Brex is going to be the one to find the kill. He had a ghillie suit, man. How could he have possibly known? Cheating. Super unfair. Gustav might just be able to pick it up for himself. We'll see if he'll make use of it, while FaZe Clan make their way close towards the circle again. Когда фейзы играть будут? Блин, в Лашке обойти бы влево. Но энтропики тогда будут стрелять в спину. Непонятно, что делать. А энтропики типа в зоне, они могут сидеть еще и сидеть. Блин, вот у Хобы этого проблема в том, что у него машину сейчас могут заруинить, он отсюда не уйдет. Он, походу, собирается как раз уезжать, потому что, ну, там на грани уже того, что ты останешься. Надо переезжать или переходить, не знаю. See that happening, see that push coming in, feed the information across to the teammate and allow for them to reset accordingly. In the meantime, they can rely on Lukarux and Ivers on the southeast side to take shots at FaZe should they go in that direction. So they kind of have the info of, as long as we don't hear shots from Entropic, ну, у Энтропиков арморы поломаны, они не особо типа боевые.
a very slight ridge that We Live Again can look to lurk behind. They've got Lookaruks on the opposite side of the zone with an AWM staring them down, but Evas is equally doing exactly the same thing towards FaZe, who have somewhat of a bowl that they have just cleared out for themselves, and they're making it near enough impossible for either of these four-man teams to push onto one another. The threat of the solos, it doesn't look like too much given their position, given the way they're going to be forced to keep their heads down, but one bullet from that AWM could have a massive impact on a 4v4. Sure could, sure could. Поехал. Gustav saw the smoke bloom, was trying to timed it right with the first shot, couldn't quite find the next, and now, I mean, for We Live Again, this is perfect info for them, seeing the smokes being deployed, realizing great faces, pressuring Entropic on the far eastern side. That's gonna allow for... Блин, но если влажки возьмут, было бы здорово. А то фейзы до фейзы. Now it's just James applying that pressure, and he's the one looking the other direction. So, still 3 players very much capable of assaulting We Live Again, should FaZe up to go for that. Phase 8. I was about to say. Не часто такое вижу, что фейзы на пузе ползали. Honestly, it's just going to take everyone and force them out into the open. So we're going to have a bit of a smoke fest at the end, unless Gustav can find an angle to rat a PEC finalist. Well, he's trying. He's definitely trying now, though. Spotted over the top. So set goes for a shot. Not going to find him completely. Hello, my bad spray from return as well, but not finding one either. Vex's spray doesn't quite connect, but nor does Hello My Bad. Разрезать? And he is the one whose teammate is taken down. Блин, там доели! В меньшинстве теперь вела. И они убежали, суки. Yeah, I think it's a smart read by FaZe here to back off. They know that Entropic has to move from the cover that they've currently got. Wait for Ivers to be away from that rock. Wait for Lookaruks to be away from Поднял щит. And then lead them to go down first. After that is over, you got your 1 kill. Even though you don't get the flush confirmed, you got your 1 kill on to We Live Again. You have the numbers advantage now. Wait it out, let the circle do the majority of the damage for you. Ошибка! Ошибка! Стоял бы щит, просто бы за ним сидел и все. На, хорош! За то, что подъели их, хоть фраг забрали. Правильно, души. Не их души, блядь, у тебя фейзы справа, фейзов души. Вот, туда, да, вот их стреляй. Вон, видишь, ты его видишь. Да какой, блядь, дым от него, сука! Ты должен его убить. Убить. Бам, дым раз. They're looking to spam in the smokes. They want to get rid of this solo so they can initiate a push onto the weekend We Live Again. Они хотят по ходу по линии стать. Судя по дымам, они сейчас пройдут вперед. Да, в звездочку заезжают, сейчас хотят стать просто в звезде. Just catch Hobber making a move in the vehicle. The rest of FaZe Clan really turning their attention. They need to clean up this solo. They need to do it fast because We Live Again are starting to make moves on the western side of the map. And FaZe cannot allow that to happen for free. Ну куда же ты стреляешь? Ну куда же ты стреляешь, черт? 3 на 4. Очень тебе плохо. Zooming in his eyeballs, trying to get some angles in through the bushes, but can't quite find anything. They've got into grenade. Гранаты есть. Только... Ой, хорошая! Open есть. А поднимать хороший ли вариант? Дым заканчивается. Ой, нок! Блять, ответный нок! Плохо! 1 в 1! Блять, армора нет! Он подразрезывает его! Он разрезает! Сука, кинул бы гранату сразу, ё-моё. Absolutely insane. But having said that, we saw FaZe Clan get the win with the 1 HP. Заколебали. And now, yes, they get it again, but where it looks... Ну что, ребят, опять 10 минут АФК контента, так что идем дальше в ДНД.
Там сейчас опять будут рассказывать за все великое, вот это вот все. Сейчас я Рутони перезапущу, чтобы он меня не лагал, заебал он. Так, работаем, работаем, быстренько, быстренько. Чоп, 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 чоп. Что тут у нас? Это фигня. Это фигня. Какая-то ерунда, тоже ерунда. Так, еще, пожалуйста, мне болтов насыпьте. Болты есть, хилки есть. Костер, а нужен ли? Наверное, не нужен. Работаем. Так, варлок страшный, клерик страшный. Не знаю, что с варлоком делать будем. Категория. Ну да пофигу, на 10 минут, ничего страшного. Я вообще не слышал никогда, чтобы за категорию банили. Сейчас, блин, часто у стримеров там, ну, вообще полностью все правила Твича нарушаются. Твичу похуй. Тут, блядь, за категорию. Доебываться. Интересно. Хм. Лучник или кто это? Нет, это воин. Че по золотым слиткам? По 100, по-моему.
неплохая вроде. И что? И где он? Да что, в мир или что? Где он? Вообще просто 0 звука. Ну, какой-то чел за зону играет. Этот в зоне, но это вообще серый чел. Кто-то клирос остался. А, он убил этого Варлока, которого я выгнал. Чем он его убил, Holy Purification? А почему у тебя стоит папка? А, не Dark and Darker. Потому что мы сейчас пойдем дальше смотреть турнир. Очевидно. А что, хочешь сказать, не очевидно? Что там, закончился? Пауза, еще посмотрим. О, так мы еще одну успеем, ребят, сыграть. О, ё-моё, там оказывается еще. Вот до сих пор болтают они, до сих пор болтают. Там даже и не пахнет еще стартом. Что было? Там даже и не пахнет еще стартом. Кто там еще на колонках? Пацаны, кто-то есть на колонках? Есть?
Мультишот. 6 капканов. Отслеживание следов. Ничего себе. Ребят, кто на колонках еще? Сейчас Лилиан запишет звуковое сообщение. Тоже будет постановить там. Блин, на колонках, на самом деле. Меня еще этот кот веселил, который там то запишет его с бандитом, когда там по жопе коту бьет, а там типа «Ай, маслину поймал!» или там кто-то стонет на коте, тоже забавно. Не запишет? Ну, она такая, да, непостоянная женщина. Не знаю, что он тут забыл. На стандартном барде. Кто как-никак подскажет тебе поменять игру. Спасибо, спасибо. А я не думал.
Все как я люблю, файтеры. Не понял, не вдвоем, что ли? Что за хуйня? Типичный Рога, блядь, 3 удара, я мертв. А мне надо ему еще 2 нанести. Сложный класс Рога, занерфили, неиграбельно. Да, попиздите, блядь, попиздите там. Попиздите. Ой, как обычно, сука. Ёбаные роги. О! 4 минуты старта. Отлично, отлично. Some pretty dangerous teams sat up in front of them. And let's take a look one more time as we hover over foot here at the leaderboard, because outside of the two teams that are currently making their way further and further into the 100-point mark, or past the 100-point mark, I should say, is DA in third, who is the team right now on the cusp of PGC qualification. They would very much like to stay there, but because the two top teams have racked up as many points as they have, one good game from anyone down in, I mean, even foot in 8th could bounce them into top 3. This is normally something that's doable within the first, like, let's say 5, 6, 7 matches of a tournament. We're over halfway through. This is match number 10. It shouldn't be possible to do this, but because the two top teams drag up the amount of points they do, it still is. And DA for a long while has been the team that's hovering around that cutoff point. Before we came into this event, before we knew about the Exalt situation, then their position was that it would depend on the results of Question Mark and Na'Vi, but if they were able to secure a top 2, that would be enough to guarantee their slot. May not necessarily be the case here again, but they are currently holding on third place, just 1 point ahead of Question Mark. So if that remains the case, занесло, выбери колесо. Жестко. Have an engagement between the two, that's huge for DA and should be enough to get them to Bangkok. Perfect. Их преследуют. Rich line there for Metralis to jump out of the vehicle and get into the next perfect that they were able to join forces. Кто кого преследует, непонятно. Ой-ой-ой-ой-ой. Бам, первый. Бам, второй. Until points have been found or they have fallen. And here they find 2 on Digital Athletics. Drifting around like a taxi going around a corner in Stockholm while he grabs those couple of flushes. Nice and easy. The rest of DA
This is the problem. When they make those big early moves, they just run a little bit too close to teams, and their priority is to go past them. They're not ready for a team to pull up alongside them. Ketper with a double spray out of the vehicle. Massive stuff. And now DA's hold on third place is looking extremely shaky. We see Twisted Minds here trying to group up, or at least kind of narrow their splits down a bit. They were sat quite far apart from one another, hearing multiple teams now getting in the nearby vicinity. Savim towards the east, we live again towards the west. Actually kind of in between the Twisted Minds split is, I think, saying to Captain Batulins that, boys, maybe we play a little bit closer to each other so that in case something does happen, in case a team does pull up on us, we can regroup that much faster. Probably Howl would be the team to pull up on Twisted Minds. Would make a lot of sense. But no, this time Twisted Minds is not on the dead center, so Howl's not interested. They've gone slightly towards the north of them. Pod Samalet will be the team who have claimed Dino Land and are hoping, alongside Toby, that we get a zone that shifts in towards it. Imagine a phase 9 inside the volcano. That would be really interesting. Do you get damage? No, you don't. I was just looking at it now for taking out the bears, because maybe that's what people are doing, just farming bears, so for damage to make it look better. But all that is extincting the already almost extinct polar bears on Vikendi, QQ. Adusi, he doesn't care though. He wants a little bit of extra target practice. It's either that, or the bears will extinct you later on in the game. On those mountainsides. We've seen that Когда медведь прибежит, или что? Bears running up on people out of blizzards have no warning whatsoever. You know what? It's actually, this is a personal vendetta. That's what it is, because it was Adusi uploading that clip to Twitter. He has a personal vendetta that is the polar bear, so maybe it's just... Персональный вендетта медведя, говорят. He's got to take it out. It's revenge for the loss of a teammate. To remove them from every game that he's in. Now it makes so much more sense. Another thing that, well, could potentially make sense is the fact that Entropic and Na'Vi, once again close to one another, they wrap into the majority of circles from around the same area. In the previous game, we saw them in what I still think should have been a fight that would have taken place earlier, but in the end causing the death of both the teams. Or, well, at least almost the death of both teams. Entropic did survive to live a little bit later. But Na'Vi, I mean, now that we have them in the back of the screen there, they, to me, are playing a style that I've never seen Na'Vi play before. They're playing scared. They don't seem... Пока происходят первые две зоны, вот объясните мне, как мне вообще, блядь, надо было играть против того Роги? То есть у чувака просто он нажимает бежать на ноге, он даже не использует, типа, какой-то скилл выхода из инвиза плюс 50 урона, он просто бежит на меня, блядь, и все. Да, наносит мне 3 тычки и магическим уроном меня убивает, потому что там, блядь, магический плюс физический где-то под 40-50 урона. Попадать надо было. Да чем попадать? Арбалетом? Я ему 2 раза в голову нанес и снес только половину хп. Конечно, в идеале, да, если бы я потом кинул 3 барабана, кинул бы арбалет. Но, блядь, барабаны зарежут в следующем патче. И чем я тогда играть? Ну, типа, как бард. Рогу, типа, не занерфят, потому что там есть какие-то хуесосы, которые говорят, что Рога неиграбельная сейчас. Вот, поэтому... Барабаны уже, типа, сложновато стало ими кидаться. Ну, то есть, если до этого ты кидался и было очень легко, то сейчас ты, ну, чтобы откинуть нормально барабаны, должен взять... И чтобы вообще они были юзабельными, должен взять раз, 2, минимум 2 скилла чисто на барабаны, чтобы они были оружием нормальным. Плюс у тебя на мелодии всегда в стандарте идет, чтобы хоть одну ноту пропустить. И, ну, в итоге у тебя всего 1 скилл, который ты можешь как-то брать в тот же лак, например. Вот, или в рапиру. Так, ну пока что-то тут какие-то, как обычно, край-зоны, какие-то драки непонятные. Я не знаю просто. Чел реально просто побежал на меня на ноге. Барабаном с арбалетом я промазал. Даже если бы я попал, то я должен был попасть ему в голову, наверное, чтобы убить. Типа в торс я бы его все равно не убил. Он бы остался там 5 хп условно, потому что у него там в ПДР, походу, был по 30 или 40. То есть я бы нанес там 50 урона, из них бы 35, ну, осталось бы у него 10 хп. Нахуй ты на меня убивал? То есть мне надо попасть челу однозначно в голову, чтобы в ближнем бою его выиграть, с учетом того, что я дал ему 2 с рапиры в голову. Я не знаю, типа, блядь,
Реально, это такая, блядь, залупа просто. Сломанный класс ебаный. Рога просто очень сложный, скилл-зависимый класс. На нем играются самые... Плохо разбираетесь. А ваши роги и вары имба. Ну, на самом деле, файтер тоже имба. Типа, собираешь ему сет на physical reduction и бежишь, издеваешься. Ретекер, спасибо на лапки. На тапки, на лапки, холодно же. Я, кстати, ракетил. У ракеты нету костюмчика, который ходить зимой или осенью. Мы вот сегодня ходили. Там какую-то стаю собак видели. Я аж удивился, что в Минске стайка бегала. В городе притом. Надо играть на рогах. Да нет, тут типа много сломанных классов. Просто последние 3 патча Барда нерфят как самого сильного класса. Как самый сильный класс. С учетом того, ты смотришь на какого-нибудь, не знаю, мага, файтера, того же Рогу, рейнджера, и видишь, что мозги вообще у разработчиков, они отсутствуют. У них просто нет мозгов. Very little in terms of cover. These little cracks in the ice is really all that remains for a lot of these teams, but Pacific, for now, will be happy with what they've got. Some might call this a bit of a... Разработчики, как обычно, свою игру не играют. Ну, по утверждению чувака, который выпускает патч, он играет. Я предполагаю, я знаю, на каком классе он, скорее всего, играет. Этот класс умеет входить в инвиз, ребят. Absolutely perfect. Yep, that's... Wait, oh yeah, you're only like 19, so I get that you maybe... Yep, in any case, Ascent trying to slowly creep their way further forward. Там вообще, блядь, какое-то странное описание вышло у них в анонсах. Вышло, что 20... Короче, мы сезон заканчиваем раньше, но объяснять, почему мы не будем, просто так решили. То есть, как бы должно было быть 9 дней сезона, в итоге будет 6. Они посмотрели, видимо, что онлайн очень сильно просел в хайролах и в обычке. Думают, в пизду, типа, нет смысла доигрывать это все. Вот. В итоге как обычно, блядь, вот у них вот очень странное мышление, они наводят новое что-то, люди, естественно, часть людей какая-то недовольна этим. Они ввели разницу по гиру, чтобы в обычке больше было синих вещей, играли только синими, а с нормальными вещами, там, типа фиолетовый, желтый, играли только на хайроле. Ввели, но так как был переизбыток у людей жестких вещей... того, что они продают эту игру говня, то они точно не такие дураки, как ты говоришь, АСМА. Ну, слушай, ну да, в этом плане, если они продают притом по нормальной цене, то заработать они заработали, просто с точки зрения разработчиков они полные дураки. Я не говорю с точки зрения маркетинга. Вот. Ну, в общем, вопросов много к разработчикам на тему их баланса. Баланс у них обычно что-то по формату «мы сделали патч, через патч мы вернем все назад». Вот примерно так они делают. Плюс вперемешку с этим нерфят какого-то персонажа, на которого больше всего жалуется аудитория. То есть последние пару патчей, хоть это был одним из самых непопулярных классов, Бард был, вот, его играло не так много народу, это можно было заметить по трейду. Тем не менее, кто-то там надыл, может, сами разработчики наныли, там, или кто-то там приближенный к их кормушке, что надо Барда нерфить, и вот они второй патч подряд, даже третий уже его нерфят настолько, что он стал в 3 раза, хотел сказать, сильнее, 3 раза слабее, чем был. Вот. То есть осталось только, я говорю, для Барда, чтобы он стал мертвым классом, осталось забрать у него арбалет, забрать урон от барабанов и забрать ослабление за счет мелодии на минус армор. Сделать там не минус 40, а минус 15. Можно на Барда после этого больше не заходить. То есть там смысла на этом персонаже больше играть не будет никакого. Раньше было лучше? Да не было лучше. Просто у них баланс сломанный, и они его правят очень странно. Типа, идеального баланса, в принципе, его нет, но у тебя есть каждый персонаж. У тебя есть каждый персонаж. Каждый персонаж в этой игре, он сломан на текущий момент.
они очень точечно бьют только по одному. Мне это непонятно. То есть при заявлении их, что они играют, это незаметно. Незаметно, что кто-то из разработчиков играет. Здесь скорее обычная картина, что разработчики в свою игру не заходят. Вот. Я скорее в это поверю, чем в то, что главный разработчик говорит, ну, я типа по часа 4 в день захожу, играю. На ком ты там играешь? Что ты рассказываешь? Chris, able to find Fade early. Yeah, Exalt trying to pick up the pace, but it's directly into the trap. Chris on the side with the early spray with the barrel that close. It's going to shred, of course it is. Molodoctor, though, looking for an off-angle, spots Mika on the low ground. Mustboard only with a vehicle for cover. Not the optimal position to be in, especially not with the entirety of Twisted Minds now shooting at you as well. Those bricks go see him. Снайперка. Can't get the angles. Spots out over the top. Ба, мимо. Can't quite find the shot. Won't get a second chance to go forward either. As now Mustboard up to run further up the hillside. Little branches of that tree blocking just enough vision. Кем поплыли? У них что-то морально произошло в первый день, они неуверенно играют. But Brex does finally land a tag onto Molodoctor. Headshot wouldn't have been enough in the first place on the level 3 helmet, but now the blue zone's ticking him down as well. Yep, this is not optimal for either of these two teams. It's simply taking too long. Foot is being allowed to reposition. Twisted Minds is coming in. Even the Blizzard has come around to say hello, to making matters even worse. If anything else wants to add to the chaotic vibes. Ой-ой-ой, под лестницей сидел. G36 onto Arctics. Not often we see that thing in use, but Mossboard is there to trade it out with a much more common weapon of the barrel. Yeah, one player down, two players down, vision down. Nothing for you to do under full control outside of 10 meters here. Literally can't see a thing. The damage is taking through both the blue damage and the Blizzard, sorry. As now Ascent just gonna call it quits. Mika. Я вот посмотрел что-то турнирную сетку на Ликвидпедии, и не выглядит с чем-то сложным попасть в такие вот турниры. Там, наверное, 30 команд их играет на этих турнирах, ну, таких вот европейских. Там Open Qual и пиздец. Да слушай, разве там много команд? Там, наверное же, сейчас отборочные, может, стадии 3 максимум, нет? Раз. Много было. Я просто помню, когда мы тогда играли, года 4 назад, там только в СНГ регионе было где-то под команд 200 в отборочных. Только в СНГ регионе. Сейчас там, наверное, ну не знаю, команд 50 будет чисто на всю Европу, не? Being put to full use. Let's see if somehow Fade and Moldoc, actually it's only Fade up here, can get out of this position and ride home to tell about it. Is he going to go for the shack where Lukarux just got knocked? О, он с двумя этими. The freest kill he's ever seen. Because the rest of Entropic are on their way in, and Evas just got held up by his own vehicle exploding again. Again, because the edges were quiet earlier, they're now forced to take these fights in very uncomfortable positions. That's why you're seeing multiple, near half the server, fighting one another right now. Field first around the side. Нет, 56 в начале. Жестко. Они сейчас почти все компании мотивированы только финансовой стороной своих проектов. Сейчас практически не существует уже компаний и сотрудников в них, которые основной мотивацией для себя видят именно сам процесс творчества, создание проекта и придание ему нужного вида, а не циферки на долларовых банкнотах. Ты что, игры разрабатываешь? Откуда тебе знать, что за всех? Inside of Wu just too much, and now as they try and disengage and wrap to the west, they've got Pod Samulet ahead of them. This could be a big grenade though. Pacific didn't quite land them earlier on as Howl pulled up in this dip, but they get to try again and hone in the precision. Да, нормально закидывают. Always smart to throw a couple of blue zone nades over the board first, just force them into the area that you want them to, and then просто пиздец. Somehow though, Odin and Кое-как пережили. And avoid all of that, but the push is still coming through now though. As I say, they are backing off to some extent because they see Mexi, they see Entropic started to make a play out in the open. The Wu as well on the hilltop behind them, all having to come in from the blue zone and expose. Я вот посмотрел, кстати, Project Crawl, это как там, кто там, Киталевид, какая-то тоже студия, Мифрил, что ли? Это не только в разработке игр, так? Смотри на фильмы, сериалы, музыку. Мифрил студия, это вот у них Project Crawl, вот то, что почти полностью передерто с этого, с ДНДшки, у них прям скины очень похожи. Но у них скины гораздо лучше доработаннее. Но я так понимаю, если они выпустятся, их засудят, и просто игра не поиграет. Что? А, парашют есть?
Moldogs, do you see him? Did you hear the parachute at least? He might have, but Moldog knows exactly where he has two on the outside. He's got to go for the shot before he's taken down. Shot comes through. Мимо. No knock found. Little too far. I mean, he spotted it on the way down. Didn't quite get to pull Хорошо приехал. Зря прибежал. Bam! Exalta gone. I mean, Moldog might just have sold fate there because he was just chilling, and then as he runs over, it's like, well, buddy, hello, and then they're both gone. У меня периодически в шортсах попадаются какие-то анимешки, и там, блядь, просто аниме формата «Я стал свиньей, теперь я самый сильный», «Я стал там, не знаю, из другого мира, теперь я самый сильный», там, блядь, «Я был ребенком», и там какие-то шортсы формата, там, не знаю, появляется ребенок из другого мира, там какая-то лиса огромная идет, он говорит, превратись в человека, она превращается, наполни меня своим семенем. Блять, что вообще такие все однотипные? Просто, блядь, не какой-то не аниме, хентай сплошной. To go past Twisted Minds, but they use the opportunity as the teams to their east have no vision of them whatsoever to make ascend. Dante with a bit of a skid, but he pulls up nicely into dips of his own. Yep, it's going to be hard to transition through here. See example fall. I'm not sure if it disconnected earlier. He has been standing still for quite a while, so we'll hope that he can get back into the next two games if that was the case. In the meanwhile, Elliot will try and claim his. Ну, из того, что мне попадалось, какое-то перерождение какого-то там главного героя, который там пошел в школу, блядь, и там все его как хотят, бегают вокруг него. Потом там, где чел типа из другого мира появился, и тоже там бегает там 5 разных девочек за ним. Короче, все как-то однотипно. Сюжет — это то, что какой-то есть супергерой, у которого есть какие-то суперсилы, неважно какие, и вокруг него там просто создают 15 персонажей. И какие-то тоже, помню, то ли мифриловый доспех, то ли что. Там тоже какой-то был шорт, что там тоже, не знаю, девчонок, наверное, 5 заходит в душ, и там, блядь, просто у всех разные скины на тему нижнего белья просто, типа, знаешь, показывают, они там смотрят друг на друга, и там одна одета в какой-то полупрозрачном, ну, типа, верхе и низе, но выглядит скромно, вторая там в каком-то более цивилизованном, таком более скромном варианте, и, типа, максимально стараются разнообразить, но в то же время опошлить все аниме, якобы это прорисовка, но в то же время, блядь, нихуя. Ты Марвел описываешь? Блин, кстати, справедливости ради, Марвел последний вообще не смотрел, ну, все выходы их всяких героев, потому что что-то там то придумают Тору какую-то девочку, которая его сильнее, то у Халка какая-то подружка появится. Я, блядь, это даже не видел, я просто видел какие-то шорты и думал, что это за хуйня какая-то, блядь. Ну, вообще выглядит супер стрёмно. То там у Тора какой-то ребенок появится, девочка, которая тоже его сильнее. Блядь, короче, максимально пытаются придать какой-то образ девушкам, что они могут, точнее, сильнее и умнее, и вообще могут без парней. Короче, вот этот феминистичный настрой. А герои, которые были вот в самом начале очень сильными, типа Тора, он вообще такой тупой там становится, типа, что же делать? Да. Many teams actually making use of the cable cars just to rotate into a position on the zone, and there's very limited options, but it's directly in front of We Live Again, and that makes it so much harder. It's southern shoreline or death for these teams, and right now that's what they're fighting for. A top 3 could be guaranteed should they be able to survive down here to the southern side, but still 9 teams alive. So many solos, so many teams having taken casualties that are still alive in this match. Ooh. That's a big nade. На перелетку, да. Didn't bounce the way it was required to have done for Sarvam to be taken out. So they will survive into the placement points just barely ahead of the Woo. Нужно денежки высосать же, а стараться и придумать что-то интересное сложно. А вот повесточку какую-то накидать. Дело буквально бутылки пива и 3 часов. Ты так же работаешь, Лилиан?
Tropics compound trying to peek out. Hello, my bad finds the first one. Nail up inside, goes for it, can't quite find it initially, goes for the flush instead. Might as well get the secure points, but there's all kinds of chaos unfolding, and somehow Nail up is still alive. Что он жив? Как он жив, блядь? Chris with a blue zone grenade out of Жесть. Sneaks his way forward. Both teams wiped out. We live again. Not anymore, you don't. Not anymore, you didn't. What a chaotic end to that one there. Chris will fall in the end, but 2 more placements found and a couple of kills with it too. Not going to be too upset with that. And now again, I mean, Foot Esports just sat here saying, please, Southwest Circle, wherever you are, come to us now. As long as they're not Там в туалете уже человек 7 погибло. Guarantees they get a top 4. Maybe this folded shield is going to be the MVP for a while because it just blocks all the angles that pods. Какая-то карта, блять, еще 2. Кошмар. До скольки я до 12 буду хуярить? Doesn't get a hand on the revive though, so he will be alone from now on. To quote James quoting someone else, sometimes circle go away, sometimes circle go to you. Sometimes it may be good. And today, circles, they go to face. Once again, get it right on top of the compound, out in the middle of the open. Big knock though from Hakatori. FaZe Clan are not going to take the bait and commit to making a push across the open to start bombarding Twisted Minds in this position. And even if they were considering it perfect. Лилиан, по какому принципу ты работаешь? По принципу творческому или как все, которые ты описала? Типа главная денежка, а там, ну, а люди схавают. And frag grenades being pushed on forward. Good thing is, Teams has been picked up, and here, I mean, with the amount of utility they're using, you have to imagine they make an aggressive play off of it. It's so isolated now. We've got the 4v4 of FaZe versus Twisted Minds, and Gustav contributing heavily for FaZe. Yep, let's see now. On the other side of things, as Samuel is trying to stay alive, multiple teams down here, but no swing back over towards FaZe Clan. Vex has been down. James has just been picked back up, so they have the numbers advantage. Spiro seen out in the open and taken down, but that could have easily gone wrong. Almost. Я работала в таких проектах и работала с людьми, которые так работают. Мне этого достаточно. Поэтому я чаще в театре работаю и с людьми оттуда. Это место, где все еще живет настоящее желание творить и дарить людям настроение. Понятно. So it seems, for the time being, as they definitely got the better hand up against Twisted Minds in what was an isolated 4v4, but now all the teams towards the south running out of options, running out of space to work with. 8C just has to hit the deck and hope that these shots from Batulins don't land. Yeah, I think this is him proning and saying, Samuel, could you please die before me somehow? But I think it's not going to happen. Nope, indeed it won't. 8C denying the points here. No reason to skip them over. The Goliaths already... Часов всего 2, под 1. Такое себя, фейзов 4. Блять, что за хуйня? Фейзы прям очень хорошо идут. And they said, oh, I think we might die in this next zone. There's absolutely nothing for us to play. Totally the opposite now. They are the team who has all the cards in the deck and everyone else is scrambling. Yep, full-on focus here towards Twisted Minds. They know that Pin is on the other side, but right now not trying to deal with him too. And as a matter of fact, Pin is helping out. FaZe, of course, Pin right now is just wanting anything he can get. A few extra points here would be huge for Pot Samuel, who's already... На него пушат уже. Ну куда вы, ребят? Бля, не смог поинт он вырвать. Just 2 left alive, and FaZe looking for the 3rd win on the day. And there you have it, FaZe with a double nades coming on through. FaZe Clan has just Фейзы просто убивают. Their 5th win in 10 matches. This is absolutely insane. Those numbers don't make any sense. Ёбаный рутоний чат опять лагает, но... I'm not a statistician, I'm not a mathematician, but... And Twisted Minds got 2nd place. Yeah. That is a lot of points. Thank you, Martin, for the analysis. We'll hopefully get some more of that shortly. 20-ка, по-моему, они заработали. 20-ку. We knew it was going to be one of them coming into this, but both of them again top 2. It's just stupid at this point. I'm at a loss for words, so therefore, let's just hop over to the desk. Ну это реально, они правильно говорят, что какую игру подряд Twisted Minds и FaZe выходят просто в финальные файты почти полными составами, то есть сколько выше по уровню отыгровки, с учетом, что это, все-таки рандомная игра, там, зона уходит от тебя, приходит к тебе, и постоянно они каким-то образом туда добираются.
let's see how they're obviously going to be doing for tomorrow. But it's really impressive how well they've been able to do. But I gotta say, the amount of good compounds they're able to pick up and defend and get kills out of is just crazy. That is just something out of this world here. You see it here again in Vikendi, and they're just able to get into the occupy multiple compounds, and then they're like, okay, this is the right decision to try to play out of this one, and they make it work, and they win games from there. So it's really good to see. So 30 points. Let me rephrase this, because they've now won on every single map. How do you stop? Кемы сильно отстают. You're Twisted Minds, and you put them into second place all the time, so that you only how do you beat them stop Twisted Minds? How do you stop FaZe and Twisted Minds? Come on, boys. What are these other teams got to do? We need some like Western tip military circles, and even then we need harder circles. Yeah, I think they'll probably win those too. If you took a screenshot at the end of Phase 3, every game we played so far in the Grand Finals, it's like FaZe and Twisted Minds just have this knack of getting these great positions. It's no coincidence. That's not a knack. That's skill and practice. But here we go. This is what the leaderboard looks О, 60 points. It's almost 130 на 103. Блять, они уже в 2 раза превосходят ближайших почти. У них разница почти в 2 раза. Я не знаю, что тут вообще должны сделать остальные, чтобы это... Ну, это просто жесть. Фейзисты сами просто, ну, на голову выше всех остальных. Я их научила. Какая ты дуреха. Yesterday we had 2 Miramars. Right. There were 2 teams that won. Guess who they were? Right. Yeah. Exactly. Yeah. Is there anyone else in this tournament? No, I mean it's good. У нее, кстати, татуировки на обеих руках. Ну, посмотрите в районе кисти у девочки этой. Покажет нам ее еще раз? They're taking a lot of points, so now everyone else they have to fight. It's unfortunate for a lot of the teams, 10-ish teams that they had to win the event to go to PGC. Exactly. That's kind of sad. I would love to see the underdog story. Oh my God, these guys are great. We haven't seen them play at this level before, and then they go out and win the whole thing. But yeah, FaZe Clan and Twisted Minds, they're just on a different level. And I'm really watching this. I am super excited what these guys are going to be able to do at PGC, because that's another level that they're going to be able to play at for sure. Because we talk so much about Twisted Minds and FaZe, we thought we should give some of the other teams some focus, so we put Nailip on the catwalk, and this is what happened. Okay, it's Nailip from Entropic, and this is my favorite skins. First out is PCS6 Mini, and I love it because it reminds me of the PCS6, our greatest achievement as a team. Опять началось. Купи тот скин, купи этот. Понятно, ребят. Я думаю, вы знаете, куда я пойду. И мы пойдем не покупать скины, а выбивать их с других людей. Там сейчас, то, что я так понимаю, опять перерыв на 10 минут. Поэтому что еще делать? Basically just like kinda old school skin, and there is no better skins for gloves. I had so many comments about that, but we're just gonna skip on right ahead to Miramar. I'm happy we were muted for that part. There we go. What is happening now? When we move to Miramar, how does this play out? Там Мирамар, походу, сейчас будет играться. Ну окей. Так, что тут у нас по снаряжению? Какое-то говно есть. Го. Там какие-то доспехи слышал, он погасил фонарь. Походу, непростой хуй.
И чё? И нахрена ты в инвиз зашел? Ёбаные, блять, файтеры. Ну и говна же тут было. Блин, что он лутался, что не лутался как-то.
Этот свет не гасил, в чем проблема. Что там у нас? Страдало, нет? Benefit of keeping a roster around for that long, and Twisted Minds, I don't think there's anyone who can contest the length of time that they've been playing as a format. And that's one of the things that scare me and should probably scare the rest of EMEA from FaZe Clan right now as well, because yes, as you say, we have had this iteration or this roster from Twisted Minds for a very long time, but while the roster is newer on the side of FaZe, their role distribution on the team is very new. It's only a tournament and a half old since Gustav changed from being IGL to being kind of the flank support player, and now having James in the IGL role, and they just seem sure they had to, you know, get it going in the beginning, figure out how exactly we're going to do this. But I mean, ждем, короче, когда they figured it out. Right now, it looks almost flawless. Уже покупает. Very, very close to it. The only flaw in там FaZe's карта plan началась, is the походу. fact that Twisted Minds exists. That's not really anything that's their fault unless they target them directly at the start of every game. The fact that you can have Пиздец, по сотке уже. that we've played in the tournament so far and still be in second place, I think it's pretty mind-blowing. You know what else is mind-blowing, Toby? You get your We Live Again, not necessarily win, but at least the game is trying to help you out. It's some sort of W. It's something the game is trying to help you out, but then again, Twisted Minds is also in this circle and they're on the edge, which is where they like to be. So you know, it's far from done. It's far from done. But again, you know, I mean, we talk about Twisted Minds, we talk about FaZe so much. I feel like we're just completely ignoring the fact that there are 14 other teams on the server. And in all fairness, Twisted Minds and FaZe are giving us good reasons to ignore that. But let's try and focus on some of the other guys too. DA right now, the team on the cusp of PPC points, Может, он отвиснет наконец. And Заебал. them getting a Как же win он? Я устал от того, что он what we've подлагивает, seen не from знаю, DA что has с ним been, делать. as you said, just chaos fight on chaos fight on chaos fight. But looking back at it over the course of all the matches we've had today, or today and yesterday, they have been the ones to come out on top. Yes, it's been ugly. Yes, they've taken casualties, but they have been the ones to survive. The
big problem that DA continues to have is losing players on rotations, because when they are able to keep them alive and find a position that they're comfortable playing from, they do look like solid contenders, but getting there is an issue. But as it currently stands with their position in the standings, if they're able to overtake QM, they could potentially be looking to take away that guaranteed MEA slot from Howl. Another team who is doing their very best to try and climb this leaderboard to potentially get themselves a spot at PGC is Entropic, of course. A team who also, again, not super recently, but changed out QBE for Mexi. They had their share of success with this new roster. The majority of that success actually coming on Miramar. One game that I think back to is, I believe, Mexi and Nailab working together just instantly dismantle Na'Vi just west of El Sahar. So they definitely have it in them to come out victorious. I just think right now, when you have a Twisted Minds that is playing as best as they can, when you have a FaZe that have gone from playing not center heavy, but now more edge spread out heavy, there is just so little room left for the other teams that are trying to play edge. And for the most part, Entropic is getting caught up in the entanglement that is them, Na'Vi, Bad Boys as well. All of the Жду teams пока старта. Подожди, не понял, usually on the откуда тут southeast плащ. side А, of the circle. They run into я each уж other, подумал, they'll что fight, откатило. be ugly as well, not clean fights. They'll all be taking casualties. And when you then run into the later fights, you go into a strong Twisted Minds that is just waiting for a third-party opportunity. You just don't survive that. So for Entropic, maybe just get off the edge. Yeah. I'm glad that you went through not only the phase of Entropic being very strong on Miramar, but also a lot of the shortcomings, because in yesterday's matches, while they have been strong in the past, 1 point across both of our Miramar games, which we opened day number 1 with, so maybe momentum builds into it, maybe they weren't quite warmed up, maybe, you know, there was some other kind of factor. Maybe they'd just woken up like Brex probably did, like 10 minutes before the game started. But now they really have no excuses. I found the nerve to Twisted Minds, and I think the game has to. How about if we just keep a Sandstorm on top of them for the entire game? Right. Just have it follow Sparrow and the rest of the boys, and maybe, just maybe, that'll allow for the rest of them to get something going. I like that as an idea. Yeah. It might make it a little more difficult for them to farm teams that are just making full send rotations into their position, but thankfully Howl has opted to go south in and around Chumacera. Question mark all the way as far east as you could possibly go, unless you're dropping on the islands, are taking a very early emergency parachute. They're going to get into the zone probably about 6 or 7 minutes, and hopefully by then they'll have a good idea of what's free. We Live Again, who had everything to pick and choose from early on as the circle popped on the western side, have opted to actually full-on give up on Montenuevo proper and play down towards the south. A little bit of a gamble in saying that if this one goes south, we're going to be in a good position, which indeed they will be. But should it swing north, they might as well have come into the circle late, because they will not be in the best position. Well, let's see as the circle starts closing on in. Everyone's making their move. There's still plenty of space up on the northern side of the circle here. But of course, you still have Pod, we have Exalt, we have FaZe, we have Foot Esports as well, making their direction, or making their way towards this northern side. I love the way that even when no one's around to shoot them, Howl finds a way to get knocked on rotation. Somehow they'll make it work, but they do manage to at least get the res and stay as 4 alive, which is probably going to be the first time in what feels like all weekend for them to have done so. Whether or not they'll keep it that way beyond phase 1, as Entropic is starting to creep around that sort of area as well. And we are seeing quite a fair amount of shots being exchanged all across the map. Pacific getting into a loose engagement with Ascend on the far western side as they make their wrap up from Val Del Mar. FaZe rotating north on this one. I'm seeing Foot drive further north than them and thinking, oh no, Foot, if you just for one game could avoid getting backstabbed in the early game, let it be this match. Let it be this game here, but I'm seeing FaZe nearby, remembering the Twitch title of James earlier in the day, and while Foot is already in, I think their mental is still at a point of frustration in how many times they've just not been able to get a decent start to a game. Again, it all comes with that big caveat of the fact that Foot doesn't really have to worry too much about anything PGC related. Bad Boys, they might have to worry a little bit as the Wu are doing some shenanigans of their own and potentially setting up for a late camp out of the eastern teams. Is it a camp or is it them waiting for an emergency pickup? I'm not quite sure, but they aren't attached to anything. They're kind of sitting around and they must definitely have heard the vehicles coming in from Bad Boys now. See here Entropic trying to scout forward, and here they are. No, there's no one sitting on emergency pickups anywhere. It's just them sitting, waiting. Bad Boys, you're in for surprise. В смысле, там что-то пошло? Драка какая-то? Said an explicit word or two when they heard these shots ringing out.
А, не, пока хуйня. Пока ничего интересного. Potentially screams with a bit of an off angle from the east that might be able to be caught out by this. Exactly, and it's Screams who has to make a massive play here. They haven't seen him yet. Now he's starting to shoot. Now EB is being tagged, and he's been found. This is huge. It's going to allow for Explicit to push up from down below. Very, very crucial not coming through here for Screams. Wu did it twice in the previous game, setting up these camps. This time around, it's not working out the way they wanted it to. It's very important that he knocked the point man as well for Wu. If he did get a knock further onto the back line, that still means that Explicit wouldn't have been able to be peeking up mobile over that ridge. У него две команды запустили. А, я, кстати, слышал нечто подобное. Там вроде... Я что-то подобное читал. Ой, стоп. Это не надо продавать. Now getting active, almost taking down Diffex, but not quite enough. Yeah, also trying to reposition, hopefully for him. He has Bad Boy and O'Connell over the top. O'Connell's trying to find an off angle, you can see, trying to wrap up the ridge line there, but it's taking time. Time that his teammates down below doesn't really have. Now, though, да, вроде кто-то ехал, я видел кружок в Телеграме и говорил, типа, вот, наконец-то, там, типа, будут полукиберспортсмены хуяриться на арене. That would be a huge flank if O'Connell's able to make it work, and it's immediately had the impact. Wu forced to back away, forced to disengage, forced to reassess the situation and take into account the fact that O'Connell could be a massive factor in this fight. Yeah, really nice play from O'Connell, but as you say, really, really nice reaction play. 5 на 5. So kind of calling it quits on this one. They have the upper hand. The high ground is to our disadvantage. So let's reset here and take the L on this attempted ambush. It's a worthwhile attempt. We like to see it occasionally. Bad Boys will be more than happy with the way that this worked out. Maybe not more than happy, they'll be adequately happy. I suppose they would have been more happy had this never happened, but it is going to burn through a couple of meds on either side, but they at least walk away with a point. Yeah, we'll see if anything else happens as Wu. А у них рез есть. Seemingly not in a hurry to go anywhere. Trying to see if they can get something of it. Avenge the fall of Ibiza, who, I'm not gonna lie, has been the one on the receiving end of dying early when Wu has been fighting early. Of course, that's been all good fun and entertaining and kept us busy while Buzz is just showing off how to do flips with a vehicle and the new circle pops. Ну что же, как раз мы подошли, ничего не потеряли, никто не погиб, один человек только погиб за это время. Ой-ой-ой, какая зона. Ой-ой-ой, еще треть зоны за картой. Boy, it is a lot of information you can get from there. And oh my lord, do Will have again wished that they had played this circle from the other side, because right now they are as edge as everyone else trying to make their way in. But speaking of everyone else, look towards the southeast and see the cluster of teams having to make their way up here. Salvim, DA, Howl, Entropic, Na'Vi as well have to find ways into the circle. But on the southwestern side, it's an open, massive mountain. Then you have a city, then you have open fields. No matter how you approach this circle from, it's going to involve you way forward. It's still not found early here. This is fight for real prime real estate in the center of this one. Vesterlock bouncing left, right, and center, but can't quite dodge out of those shots quickly enough. And Norkan Hobber, he's been taken down elsewhere by Pod Samalet as We Live Again tried to find a way into the zone, but unfortunately not going to find an easy entry. I mean, you can see the importance of this position. Dante doesn't even have anyone above him, but he's just shooting all that he can, try and force whoever is nearby to not even think twice about going up here. Seen teams get 2-3 players up on top of that mountain top. The only way up there is to emergency parachute or take a glider. And once they're up there, it's so impossible to get them down. We've seen players get stuck up there and be unable to get back down. Врешь. It is a little bit of risk. Заметил, я говорю, как обычно. Rewards are great, question mark though, not making full advantage of it. And the fact that they've lost a player as well means that maybe it wouldn't have been for the best either way. Yeah, it's dangerous having Exalt just over the top now. Да, машина прям лучшая, как ехать. Блин, этот паровозик напомнил мне игра в Days, знаете, когда еще, наверное, в армии 2, и там спавнился голубой вагон в этом Дейзе. И вот его собирать такая морока была, как и любую машину, типа даже во 2. В Дейзе так вообще там, по-моему, головная боль собирать тачки.
Вот, а там я помню, что на этом вагончике вечно сзади катались, потому что там не видно силуэта. Жесть тут резня. 3 команды. СРМ типа настреляла твисов, твисы с Нави замесились. В итоге Нави все живые. Ой, X16. Ой-ой-ой. Топ-16. Еще бы фейзов выкинуть, чтобы другие могли поиграть. Welcome back on the server, boys. You dared to go aggressive, and look at the rewards that you got from it. Ты же часто всякие глупости говоришь, поэтому обращай внимание на это. Это ты про какие глупости? По типу твоих, что ты это сделала? Потом дальше титул, любое событие. Navi needs to keep it going though, build off the momentum of taking out the first place team, spread out, take control of the hills here, and should this next circle go towards you, start fragging out. Circle though, send us up in the mountains. This is going to be an interesting one because we have unplayable terrain everywhere in the center and to the west, so I don't think you can have this circle go anywhere that doesn't include unplayable terrain. Нормальный круг, наверное. КМ только по одного человека потеряли просто так. Слишком жадно сыграли. Full control of the western side of the zone, but very unlikely to see that feature in phase 4 once we shift away from that mountainside. Yeah, very unlikely indeed. See Intropic hearing the vehicles down below from Howl, accidentally running each other over in the start of their rotation. It's going to delay that a little bit, but no shots fired from Mexi. It's going to allow for them to rev on further forward. So set though, headshot received for him. Is in trouble, but here comes Exo. Времени круг замыкается в 0. Прям все игра. Ну, где-то минут 37-40. But be careful. We have a perfect showcase from our good old friend Brexco in one spot of this area you do not want to play from. But they can't believe their luck. They killed off Besto in the compound. Как твистов вынесли первыми? Мадесик. Да просто встряли в драку между двумя. Ой, хорошо, ой, хорошо! Блять, как же перед другом он стоял. Попадет еще раз, он тут дотечет тогда. Едут спасать. Бля. This is the desk talking about your fantasy team rubbing off. Unfortunate. Maybe the one downside for Exalt is they don't have too much in terms of meds. Not really the most stacked for taking these. Минус колесо, минус человек. There is no chip damage involved. He's spun out. He is done. No one's going to come back to save him. Tell me you're watching a DA rotation without telling me you're watching a DA rotation. Here comes Intropic, full speed forward, trying to get something going. But 1, 2, 3 players goes down. Just one left alive now. This looked ugly right from the start, and Ivers is all that's left to try and claim anything in this game for Intropic. They were watching from the hilltop from so far behind, but there is just no real way forward. It's impossible to crawl into this. DA and Tropic just a field ahead of them and just no way around it. They had to make a send of some sort, and it's not worked out really well for either. I like the idea of trying to collapse on multiple buildings, but knowing that you have Exalt on top, knowing you have Ascend on the hills to the west, I feel like just collapsing on one would have been the best play in this situation. Экзалты, по-моему, въехали в него. Они там что-то стали, 3 на высоте, 1 в кемпе. Ну и его нокнули. Он в кемпе был. Ну, зона опять в север ушла. Походу, там, где вот находились как раз QM-ы. Oh boy, the rest of Ascend might not necessarily be in their vehicles quick enough. Never mind, I thought DA was just going to go for a full send into it, but they pulled off at the last second. See here, Chris peeks on over, spots one, spots the double. He'll take those gladly as shots are fired from the other side. Вопрос, а как сейчас вообще отборочная проходит, Федор?
Ну вот, допустим, в PAX этот... Он получается всегда через открытый, или там часть, которая играла до этого, остается, только часть вылетает? Как сейчас происходит это? Сейчас вот играет 16 команд, 8 проходило через открытый, то есть 8 вылетает, или как это работает? This east side here is just a massive mountain. Na'Vi, we live again. Howl, all these teams can only wrap either hard south around or hard north around. You cannot wrap through the question mark compound. It's practically suicidal. And honestly, having to come into the circle from the east or the south, it's going to be so difficult, not near possible. We're pretty much looking at foot. Вылетает, ну просто вылетает с турнира. Опять в открытые отборочные. Все через квалы, то есть ты хочешь сказать, что вот эти, ну в смысле все? Ты же говорил, что 8 команд только проходят сюда. Откуда еще 8? Но на квалы приглашают. То есть 8 приглашают, 8 играют, точнее 8 проходят. Ну ломай-то колеса, они ж уедут. Странный. Видел, открытый квал для тебя открыл, но начинается. On the south side of this compound, but it won't last too much longer now as Pacific is starting to make a move out into the line of fire of Ascent. О, фейзы с Нави дерутся. In just a few seconds, but for now he can just keep his head down and survive. Na'Vi being forced to do that as Molodok finally springs the trap and starts putting some damage in them. Na'Vi doing all they can to get that momentum we talked about earlier, but everything is going against them on the northern side right now. Waiting for this next circle to pop. Will they get a blessing on the northern side, or will it shift down into Foot territory? Foot Esports pretty much have a circle under their control, but no, it swings south, right on top of. О, и фейзам сейчас сложно будет, возможно их закроют. У Нави надо фейзов кого-то понокать. Я просто хочу, чтобы побеждали СНГшные команды. Put it this way, the more damage they do here, the better off they're going to be when they have to come down the mountain themselves. Example, finding kill number 4. We'll come back to my team captain or captain. Let's try to rag up something here. It's Na'Vi, again, a kind of similar position for them. They just need to do damage. As much damage as they can do before they, in 25 seconds, have to make a move. Their vehicles are pretty much non-existent at this point. They have to play it on foot. And they're running low on utility. You see some smokes fall on Exalt, one there for Fair Rest, and they know that they have FaZe very, very close as well. Even James was able to get rest, despite being knocked in the middle of nowhere. Получи. It's so difficult to get those angles down. You got to expose your full body. Hakatori is not going to allow that at all. Nope. Luckily for him, he gets to stay alive despite the headshot coming through. And now the circle is closing on in. Good stuff. Getting into the vehicle, trying to drive further forward. Хорошо. That should be an easy flush confirmed. Millman will take him down as Na'Vi finds kill number 6. Gustav on the move, but he's on a buggy. Does manage to get just about out of the way of the shots. Там кто-то в кого-то вкрашился, в самолеты в Экзалтов. Блять, ну то же самое, блять. Тут погиб у нас кто? Бестолочь в этом же кемпе. И сюда оставили Экзалты, оставили двоих только. На оборону кемпа. Ну... Зачем сплит на 5-м круге? Ну, опасно же, ну. Фейзов уже двое. Один типа убитый, один на коленях. Еще. Фейзов закрыли. Наконец-то! Наконец-то дадут поиграть другим командам.
Finally, we get to see what the rest of the server has to offer. 0 kills so far for esports, but in their defense, all the action has been taking place on the eastern side of the circle. So they're going to be very happy to just say, you know what? We didn't have to die early this one. We can sit up. We can kind of position ourselves with the western side of the circle now and just claim it. Or at least try to claim this one. Not able to find one. So as it falls, flush should be imminent. He's out of healing almost entirely, but not quite out of bullets just yet. So we can still cause some damage from the high ground position while he has it. This push up from Кемы зашли, они еще живые. Блять, опять у них все плохо. Двоих потеряли, только одного убили. Блин, такая сильная команда, но что-то у них мораль то ли что, садится постоянно. Или неуверенность какая, непонятно, что у них не так. У них то ли с коллингом, то ли с движением проблемы. Стреляют они отлично. They too will have to move. If they focus their attention too much on Artix, then Zoom gets to spring the trap. Levante pushing forward, takes down Mossboard, and as Molodok came down to try and help, he's gone too. Artix has to make a choice. Хорошая стрельба. Get the gank he was hoping for. Phil first plays around the rock nicely and gets the better of the spray. Yeah, question mark trying to slowly push further forward, but they gotta check every single crevice, every single dip. The rocks here to make sure that there's no sneaky snakes lingering, because we do have players like Ivers who have managed to dodge and weave and stay alive, who are now making their way ever so much closer. That's impressive, actually, considering that Ivers was the sole survivor of Entropic attempting to make У бодов вообще есть шанс выйти на этот турнир? Где там эта Ликвидпедия? Yeah, we'll see here as Moldog falls and Art is all that's left of the team. If he can get something off this hillside, it doesn't have a lot of time to use it for. Does he spot question mark down below? But no, they have clear idea of where he is. 1 tap, 2 tap, not gonna find it. Art with 1 HP is able to jump down, almost taking a little bit of damage there. Вот самолет, 330 поинтов, в топ-7. Ну, да все есть, кто экзалты. Кстати, у экзалтов шанс есть выйти так-то. А как что-то у экзалтов настолько все плохо? Кемы могут не попасть, Нави могут не попасть. Но хотя они сейчас подвинуты. Энтропики с РМ, получается сейчас Нави с Кемами основные конкуренты за слот и атлетиками. Атлетики с Кемами сейчас плюс-минус одинаково играют. See now though towards these. Oh my god, if he times this right. He heard him jump out. He heard him jump out. Phil first. Crucial that they bait with the vehicle there, because that could have easily Хорош. Забайтили на технику. Блять, подов закрыли. Поды, кстати, по-моему, не проходят на основной этап, я так понял. One. Oh, trying to now make a play on in here. Question mark have only just arrived. It's just Dante left alive on the side of question mark. Has Chris right in front of him. If he peeks with a nade in hand, he should be seen, and indeed he is. That's a blue zone grenade. Yep, gotta get out there. He did manage to throw it out, so it clears a lot of space. Dante has very little to play. A tiny little bit that doesn't expose him. Tuamika might just be holding the angle, but no, he's grabbing the revive. He's calling Killy over to watch for that push outside. Beamy able to run off. I think with T-Bone on his back as well. Should be alright to drop him down in the meantime. А Кем это живые еще до сих пор. Там один, правда, у них остался. Не дефолт на финал. Разрезываются, чтобы вчетвером быть нормально. Send. Бля, флешка идеальная. Yeah, I mean, yeah, it's pretty tricky to get anything going. Ascent as well. I mean, a team who hasn't really found any success so far in the grand finals. This would be the time for them to get things going. So if we're looking across the board, Navi got something going for the esports now, looking to get themselves a win. Ascent as well could potentially upset that. Not promised, but again, potential for the esports win. 3 teams that need to get things going. 3 teams in the hunt for PGC. For the esports already there, of course, but 3 teams that really want to get momentum off of a good game here.
It's crazy how many storylines there are available when FaZe and Twisted Minds are dead, isn't it? It makes a lot of sense. 8C with a quick little spray over the top onto Celtic. The first one. Ну сколько просто на яйцах он вышел? Тебе там говорят, противник спереди, он вышел все равно стреляться. Если бы его напарник хорошо отстрелялся, можно было бы что-то разрулить в этой сити. Whenever someone's lingering all by themselves, they found at least one. Let's see if Quetpa finds one. That Ascent can potentially capitalize off of it. They have to. Really have no choice. Ketpa's going to be the one to engage. Хорошо, open. And a nice headshot onto Mika opens the door. Foot. Now is the time to push in and capitalize. Да есть надо. Flush that one. There's probably not a whole lot more for you to find now that everyone on the server knows exactly where you are. But Foot, as you can see, а эйсы не дают зайти. Considering their position, one thing is for sure that they have to make sure that none of them gets to sneak out from the position they're currently in. Bard able to find Killer, Chris will find Kutba as well, and now it's just one left alive. Chris, he's a beast of a player, but does he have it in him to win a 1v4 headshot connected onto Bard? Хороший хэт. Только их четверо. Блять, как все рядом пролетело, прям как рядом. Зачем он бегает? Мог сидеть и хилиться. Что-то сам себя переиграл. Сам себя переиграл, братишка. It's lovely to see, isn't it? That the little screen behind us actually just not having one of those red or pink logos. I love to see it. It is pretty red in the background. A little bit of variety in our game. Thank you for providing. And again, if we think back to the way that the games were won in the first Miramars of yesterday's matches, they just opted out of the early game. They played safe, they played on the edge, they didn't get drawn into the chaos, and they walk away clean with it. Pretty clean at that too. Double digits, I believe they just exactly managed to get into or close there too. So a huge game for them to build up the momentum. Again, they are already through to PGC, so that's not the big deal, but for them, they want to come through to PGC strong. They want to finish off their region in good manner. So far, it hadn't been clean. This one, though, quite the contrary. But we can't forget that this will be the first global Опять 3 года на полчаса. Не знаю. Я не знаю, насколько следующий перекур. Предпоследняя игра была? Saga said it so well. How exciting is PUBG when Twisted Minds and FaZe isn't winning? There's so many other teams. Look at them. We got to see all of them. Походу, ребят, ластовая будет сейчас. I forgot that they were even in this lineup. Now they're winning chicken dinners. How exciting. This is fantastic Sarcasm, by the way. I mean, there are genuinely so many storylines that we do need to pick apart now. I'm super happy that Navi have started getting some points on the board. I know they weren't there. Сегодня день отца, оказывается. Ё-моё, пойду наберу хоть папу. At the end of the day, and they have completed step 1 of 2. So I'm super happy. Small wins. Just take the small wins, my friend. But eventually it was good. We got to see some of these teams actually play. Yeah, and I'm also happy to see such a difficult circle, right? It's a super western one, and you have to approach it kind of differently. And you know, being on the west side of that road, Foot actually was so far away from the circle, so that's super impressive for them to close this one out with a whole lot of 9 kills. A whole lot of 9 kills. I mean, they are a team that I probably would have had on my list of potential winners of this event coming into this. So nice to see them finally. They're one of the favorites. Yeah, end of day 2 finally arrive. But they're again one of the teams that you know they're coming into this. They are going PDC no matter what. So they're like, okay, let's try to win it, or you know, we're already going PDC, so we don't need to worry. Like that. There's two kind of mindsets going into this: the Twisted Minds one, or there's no way there's a single team in this lobby that comes in going, it doesn't matter. But you're not as worried as if you were Navi right now. Of course, 13 points is great. But we need to see them in like the top 4, top 3 for them to go to PGC. So like you're a little bit more laid back. But I love to see Foot step it up, and I love to see them super aggressive in the way they close things out and stay Fall Guys strong throughout, and a huge rotation from the northeastern side. So points up for grabs now. The sponges were gone. This is how it affects the leaderboard. Doesn't affect the sponges at all. They're still quite happy. Quite spongy. Quite spongy. Foot Esports taking up that 5th place. Navi still so far off the mark, but a bit of a climb. But it's 20 points from Digitalytics. I mean, I still think it's off the mark, but it's off the mark, but it's within striking distance-ish. You know. This is They went from we need a big win to actually striking distance is now an appropriate way to describe their position. Level on points with Entropic as well, who are of course looking for some big points later on for them to get a little further up the leaderboard too. It's
things in the bottom half of the table starting to get a little bit more spicy. I will stop being churlish and insubordinate. I've decided I'll be a little bit more positive. Hang on, I'm just noting the time. Yeah, finally haven't. Avenger, explain to us how Foot Esports was able to get this win. Yeah, let's take a look at a little bit of this. So I haven't really loaded into this yet, but let's do it. This is drawing here. That's top tier analysis. A positive one here, but let's take a look at it and let's run this. So first of all, we of course saw they are super far away from everything, right? You're looting up here, and you have to make this huge rotation. And the first thing is that they're getting into a great spot from the northwestern side, right? So the last circle actually ends close to where they end up rotating to and take control. Yep. They just end up taking even more control. But for a team to be that far away, John, from that circle to begin with, to be able to close it out is super rare. You need to... There is a little bit of luck involved when you're going into a circle blind, and you need to make sure there aren't people on edge gatekeeping. But of all the possible angles that Foot could have taken into the circle, this was like the best educated guess for which route they should be going in based on their knowledge of drop spots. So even though they weren't harassed going in, this was in effect planned. Like they knew that there was a high percentage chance this play would just work. Yeah, exactly. And honestly, we know they're a top team. They're a favorite team. And when we're going into this grand final here, like, this is one of the 4 teams that we're looking at saying they could potentially win the whole thing, right? So I'm happy to see them step up to the case and kind of put themselves into head here. And from a games perspective, they're like, okay, we have to make this big rotation here, and we have to take more control. And as the circle, especially with that western shift we saw, as the circle kind of progresses, they're like, okay, let's take a little bit more control. But they're not giving up too much space behind them. They know that they kind of need to keep their back safe in terms of like that western side. So the way that they're fighting it, they're super focused on staying 4 guys alive. They know that if there are 4 guys alive towards the end, they're very likely to win a game like that, for example. When you see 4 guys positioned the way that they were, sort of in a bowl overlooking people in the middle, normally on most other maps and most other positions, you really have to watch your back. You're like 270 degrees. There's so many places someone can shoot you from. But they knew with the cliffs on the west side that they could play freely and conserve their vests, conserve their helmets, make sure they have enough utility for the end game. Yeah, exactly. Do you think that this is the momentum that some of these teams are gonna get from obviously now being able to get into the points is gonna help them moving into the next Miramar? Is it gonna give them a little bit of confidence that maybe they were lacking? Yeah. You think they're lacking confidence? I mean, I think when Twisted Minds and FaZe is winning everything for a day and a half straight, then yes, you start feeling... No. That's where the excuses start. They're just lucky. That's what the 14 other teams, they're like, oh, they've been so lucky, guys. It's not a confidence problem. All of the teams are confident, but there are many teams that are momentum-based. I mean, there's some teams that shouldn't be confident. I've watched them play for the last day. But when you start building some momentum and you were getting no points before and you're starting to get some points now, super momentum-based. It does help a bit. So I'm looking at the Entropics and Na'Vi, but they're obviously not the only teams that can do that in the final game. It will give teams some encouragement. I don't think they need the confidence, but it will be a confidence boost too. Yeah. Do you know who I think should be really confident in their incredible drawing capabilities is Avenger over there on the left. What a fantastic job. We have decided, myself and production, to name you the winner of this segment because of that early drawing we got to see. It was a competition? You are an absolute beautiful artist, but you don't get to do a winner's speech. We're going to a break. Fine. With PEC 4 well underway, it felt like a good time to get into the brains of some of our favorite players and find out how they're feeling. Joining me, I got Beamy from Foot Esports. I have Intense from Apex and Micah from Ascend. Gents, thanks so much for joining us. And now I want to jump straight into the questions. Intense, who do you think is the biggest threat in the competition? As of right now, it's probably Twisted Minds or FaZe for us personally. We have a bad tendency to meet them somewhere around the map. So at least in scrims, there hasn't been a lot of other tournaments we have qualified for. So we're really looking forward to playing PEC with a new good roster. Okay, fair answer, Beamy. I'm going to change it up a little bit for you. Who in your team is the most likely to rage?
I think we are a pretty neutral team, like when it comes to rage. So I'll probably put myself for that. I think I probably rage more than the rest of my teammates combined. So, but if I should put anyone a second, it would probably be Vard if he's having a bad day. Okay, there you go. Beamy is the one to watch out for. Finally, Mike, I'll keep it nice and simple for you. Same question I asked Intense. When you take a look at this lobby, who do you think is the team that is the biggest threat to yours? It's probably Twisted Minds as well. They're like one of the strongest EU teams right now, and yeah, they're always like hard to play against. Twisted Minds, that's the one that some of the players are looking out for. Who are you looking out for? Почему всех этих троих чуваков показывают одних и тех же? Там что, с другими никем конкурс не проводили? Ну, типа, нам показывают одних и тех же в протяжении второго дня. Maybe you drive up to the hill. Beamy, come help this. Come help. I'm helping with them. What's low speaking? Knocked? Pod? Oh, it's Pod. I have no idea how many there are. One more knocked. Just kill the last guy. Two, I think. Two more. On the Branko. Nice. His front door, he can't come out. Now there you go. Carry me away, maybe. Hold it. I'm carrying to the next switch. Oh, my need Nade is out. That might be dead. He's dead. Thank you guys. Probably gonna flash over towards yellow one. Yeah, I see. He's hit lower one ground. step. He's more down on blue. I hit him once only. I'm going all the way, Edge. He's probably closer to you guys now. One's up green. He's probably right in front of us. Knock. I've got Nice, 1 guys. HP on green. I can get. To couple, like close. There was PCF guy on us. Our Edge I don't killed on one. the boxes. Aces. Come with you. Actually, let's go cleared. On blue died. He died. One active. One active ace. He's in the open concrete. Free win. I'm gonna run down, just cover it. He's just open concrete. Is he open, baby? Yeah, left side open concrete. Nading it. Just hold it, baby. One more match here left on day 2 for PEC Fall Grand Finals, and finally we get to see teams other than FaZe and Twisted Minds come out victorious. In similar fashion to yesterday, it took 4 games, but here they were, FUT Esports out with a win. Yeah, it took you dang time about it, didn't you, T-Bone? But you finally told the boys, let's actually go and win a game. But I mean, in the end, it was a free win. You heard it in the team comms just before we came back from the break. And again, it's just keeping themselves safe, out of the way of all of the chaos of the early game, where so many teams were sideswiped by the hard Northwestern shifts. And that's all it really took in the end. All it really took in the end. And I mean, FUT Esports get themselves a win. Great for them in this grand finals to get things going. But other teams that needed momentum going their way, the likes of Na'Vi, the likes of Ascent, also started getting points on the board. And as you can see here, the players have taken to the sky. So let's hop on in to the last match of day number 2. A somewhat western plain as we head on across the good old dusty dunes of Miramar. And yeah, let's see where this one takes us, Saga. Well, FUT is setting themselves up for the exact same rotation no matter where on the map the circle goes. They're going to be all the way around the coast and as close to the edge as possible. That really worked out for them in the previous game. Федор, я вот задумался. Они заплатили ли Экзалты той команде, которая выбыла? Потому что если они в этом турнире занимают даже 16 место, они набирают поинты и, скорее всего, остаются для итогового прохода. А если бы они вылетели, то процентов на 60 они бы не попали на итоговые соревнования. Очень выглядит подозрительно просто этот момент. Я вот просто посмотрел на поинты, посмотрел, насколько дает, и что здесь многие команды, которые соревнуются сейчас за этот слот. И как раз FaZe точно будут выше, Na'Vi претендуют, Digital Атлетики тоже претендуют, Кемы претендуют, СРМ, Энтропики, типа они могут там за предыдущие места, там где тут сколько?
За этот по 500 дает. Они в теории могут вполне, типа, заходишь где-то в топ-6 и выбиваешь просто чуваков. Ой, какая зона противная. Well, that, and then of course the code that's on your screen, there's only 50 of them, so make sure to get them quickly. But when we looked at the map before, one thing is that the island itself has been changed, but you have way more access points to the island now as well. The center bridge, you have the zip line in case you dare to use one of those, and who knows? Who knows? You might just be in for a spicy Southern Island finish, which I'm sure that Ascent, I mean, coming off of a game where they got a little bit of momentum going their way, would be very satisfied with. They'd probably be one of the few teams that are already somewhat accustomed to the sites on that island. They do make some very wide wraps and sometimes even go over that spot. The Wu, on the other hand, never really seemed to show their face on the prison part owner island, but they definitely have been showing their face on the kill feed, but not so much in the late game, because not too long ago, we said they've got 34 kills and 39 points, so only 5 placement points. That has not changed. They still only have had 5 placement points, and they are kind of suffering a little for it after being overtaken by Na'Vi in the previous game. Early game commotion, a few hot drops that, while they have come out victorious, did take casualties in doing so, has got the Wu currently down in 13th. But having said that, they are just one decent game away from what potentially could be the top 8 of this leaderboard, so cannot count them out just yet. Another team who I honestly didn't expect much, if anything, from here in the finals. I know that both Thendalos, Ketpa, Celtic and Wondermon have their fair share of experience in competitive PUBG, but the roster up against what we have here, I wouldn't have expected to call them a top 8 performer. Now they are. They have impressed, especially in late game situations. Hopefully for them, they can keep that going. They're going to have to, because again, as you say, Na'Vi is not too far away, and Tropic as well, a team that could quite easily catch up. We've already seen a couple of 20-plus point games that would be enough to get them up in maybe as far as the top 5. Кто-то вообще сбивал парашютистов, когда они так летят? Просто они так все стреляют, как будто часто этим, часто это происходит. The bad boys once again rotating directly through the middle of Entropic, but this time it seems like they're going to avoid any major confrontations. Yeah, I saw Ivers out of his vehicle early, but I don't think the rest of the team was really set up in a position to engage on them, so they're going, you know what, let's just let them pass through. We've had enough kind of annoying early game shenanigans that haven't gone our way. Let's just let them pass, park the car safely, as you saw Mexit do there. No reason to engage. Let's live to fight another day and not kind of just throw the dice in early on here. Makes a lot of sense because, again, we've just praised Foot for having that be their approach. Yeah. And actually, I lied. They're taking a very different approach to rotating into this one. They're taking an emergency parachute. And, yeah, they're already somewhere towards the center of the circle. We'll see where they pop out in just a few seconds, I'm sure. But it does mean that the teams that have made the early moves, who, to the surprise of absolutely no one, will be the MEA teams, Pacific, DA, Howl, and Sarvam. They might come under pressure earlier than anticipated. I wouldn't be surprised to see Foot Esports go full island on the south side early. They know that if there's anyone there, it would be Ascent. And if there's anything we have learned over the years of PUBG Esports, that is that crates predict circles. And look, everyone, where this crate has just placed itself. Right slap bang down on prison. Would be lovely to see it happen. Does it? We don't know, but one could only hope. I feel like we've been watching this screen of Foot getting carried, dragged behind the helicopter for about 3 minutes already. I mean, they did have to fly the entire length of the map, so it does take a while. That's an 8-kilometer rotation right there. And they're only now passing over DA, so it is taking them a little while. Here they go, though, jumping on out. What they will soon find out, though, is that this entire area is occupied. If they're wise about this, they jump down into the split that is currently DA, but no, they don't. They go straight down into the one compound that has all 4 players in it. As I say, that's a lie, too, because they actually do catch Howl in a split. Beamy. Not sure who's getting caught here, but it's certainly looking like he's going to be worse for wear, especially now as Pacific peek up over the backline. The Dragunov from long range gets the last little tap of damage. And 8C, oh, that's how early they moved. He still had a UMP, and it stands no chance against Lazar's Org. Yep, there's one left alive now. We'll see here if Vart can do something. Anything, maybe get a rest. T-Bone is here too to try and get damage done. Beamy, though, will get flushed. We'll see if somehow Vart and T-Bone can get 8 back up alive, and they can somehow reset this. I wonder if Howl is looking at this situation thinking, oh, this is what it likes to be playing against us
so far in this tournament. They just walk into our compound and we kill them for free. That's what it's like, and they're very happy about it. Also, how not only are they not all four there, they're two in the compound, but Schofield is in Montoevo. But that's for another discussion for another day, I suppose, because he's currently about half the map away from his teammates. Not sure exactly how that ended up happening. In the meantime, now though, Levante caught on the middle of the open, and Tropic sat there ready and waiting. Will find two on this side of Pot Samulet. Good little spray with the AUG. He was already tagged down pretty low, but that final shot, not easy to hit with a red dot, but Mexi gets it done. Rox and Hakatori will have to disappear out of the side of this engagement, but if they fall back too far, question mark might just get a really good timing as they're making an exit down the western road, heading south towards Val del Mar. Let's see now, nail up on the start of the rotation. Multiple teams eyeing the opportunity for a piece of the southern island early on. Both Bad Boys and Exalt, I should say, are currently positioned far down here. Question mark has easy access to it as well, considering that Val del Mar is not taken. Bridge, easily accessible too. Of course, they don't know that, so they're going to play it slow and approach. Is it even big enough anymore on the eastern tip of that island to fit a phase 4 circle? Seems to have lost some girth along the way. Girth? Yeah. The way they said it too sounded very weird. It's a good word. Yeah, it just, yeah, I don't know. In any case, I don't think it does. I mean, yes, okay, if you place it right between the O in Batona and the building, you might just exactly get it in, but I actually don't think so. There should be water on all sides, even if it does come through. We'll see. We'll see if it keeps going this direction. There ain't really many more places it can go. We do have 1 minute and 20 seconds to go until that happens, though. Question mark going to continue their slow approach from the left side. Pot Samulet seems like they are going to opt to go for... Nope, they're driving. There was an emergency. Хемы ожидают просто от этой зоны подъеба. Я вот смотрю на нее, и ну процентов 30 может быть подъеб, что зона уйдет на остров. И если это уйдет на остров, это будет супер жестко. Take that and then get a 9 feed and win the game. Yeah, there's no possible way that could happen, right? These circles do tend to swing back north into Chumacero, so Twisted Minds and Fate might just be good for this one. But again, I want to highlight Schofield, who is currently up by Brickyard, and then play guess where the rest of Howl is. You should know because you saw them kill Foot Esports players just before, and then explain to me how exactly did we end in this situation. Все-таки они решили заезжать. Ну, жаль. Chilling, and everyone else is, well, on the southern shoreline. Someone graffitied Twisted Minds versus FaZe on the side of that house. That was crazy. Who's blue, though, are those two? Yes. Exactly. Balloolins? Balloolins? Yeah, maybe. Yeah, oh, yeah, okay. I'll take it. I'll take it. Big split for DA. Definitely a scene that we don't see all too often. DA does tend to be more... four together and generally in a dip so far today. Ну что, ждем? Promising signs. Вжух. And the zone, well, thankfully that you say there's a chance. Hypothetical storyline. Да, я тоже вижу этот шанс. Шанс на то, что зона уйдет на нижнюю часть. I'll take this if that's what I'm given. Patona, you're still in, and I'm all for it. Here they come, though. One of the two Goliaths face full speed forward right alongside of Sabim. We'll see who comes up victorious as Fex is the first one to fall. No one can kill the Schiller apart from James as he pulls up, but Fex finds out the hard way that he is a hard man to take down, and the rest of Sabim. Бля, ебать просто резня. I'm more than happy to commit to this fight. Chaos mode engaged as these two teams just go full speed inward to one another. We'll see now if Odin gets something going as they've only got 2 players left alive. Gustav tries to at least suppress the correct, could potentially get Fex back to safety, but not quite the case. Now reversing the vehicle around, they want to get Fex out of there alive, but it's not looking easy. CCI next is on the way over to back this up. Sarvam was innocent in all this. They just wanted to regroup from their split. It was FaZe that started firing the shots, and it's down both teams who walk away limping. Say innocent. I feel like they were they were equally good about it. Totally innocent. They're totally innocent. They had no plans of shooting in return. Nope. Оп, опять. Fex sure didn't, and now he's gone down yet again. Let's see if Gustav commits to the rest here, or maybe baits a little bit for corrects to peek up and over. The issue is they have CC on one plateau. Odin is all the way up top on the next. Corrects those spots. One headshot connected. Ай, блин. Peaks with 5 HP, and that is А он второй раз резает. because they know exactly where they have Odin, and they should be able to both get rests up, gets heal on up as well. Индивидуально проиграл. Being revealed to him. Nice headshot coming through from Gustav. That is now Odin without a helmet. Зачем он пикает? Зачем ты пикаешь? У тебя шлема нет, голова.
Correxi's position was such a tenuous one. He got peeked by both of Savum at the same time, and he got rid of the close range engagement. That means he can push up and put those 4 grenades to use, while Odin does not have any to work with. Uh-oh. Where the hell is coming from? Is it Twisted Minds? I think it might actually be Twisted Minds on the far end of this, down towards the southwest. They're shooting in this direction. Oh, he didn't have a helmet. We'll find him in the end. The headshot comes through, but of course the sound of mortar shells landing right next to you means that you're probably pretty eager to get out of here as fast as you can. Yeah. It would make a lot of sense for Twisted Minds to want this to be cleaned up, and that is exactly why they're already on the way in, because with those kills, FaZe has overtaken Twisted Minds and claimed first place in the lobby so far. Twisted Minds were toying with the idea of pushing up the hill and trying to clean it up, but they're going to play a little more sensibly. Yep, they're playing a 1v1 lobby here, effectively just fighting for the top spot, trying to get the guaranteed qualifier through, even more guaranteed than it already is, finishing second. Exalt saying, no, you shall not join us on the island, as they try and force off O'Connell, but there is still explicit left to be found, and the entirety of question mark has just arrived too. Я слышал, кстати, Лилиан, что твои ученики это топ-16 тоже. Had to make way. Bad Boys is going to be vacating the island and not for a vacation. They're heading back to the mainland. Я за КМ. But Explicit might not make it. These tags from Mossbo through the trees doing a whole lot of damage. And what better than showcasing the new bridge? Because the babies, I just can't help but say babies. Bad Boys would not have been able to make this. Ну не идет у экзалтов. А им похуй на самом деле. Они, я так понял, в любом случае проходят на основной... Ой, бля. Не будет истории. Что мои топ-16? Экзалты, которые на топ-16 месте сейчас, говорят твои ученики. Что? But no longer. No longer. He got killed decently far out into the blue, some might argue. Выздоравливай. Rocks is setting Veldemar while the circle is far towards the east. But him and Hagatori are chilling. They're called in a PRDM and just getting on their way. We know that's not possible, but could be fun. They got a long way to go before he can even think about using that flare gun nowhere near the zone. All the way out in Valdelmar, it'll be difficult for them to even get in the zone. Не знаю, как Кема вообще сыграть. Там на ёбаном мосту, блядь, с правой стороны 2 команды, еще перед ними одна заезжает. С левой стороны 3 команды. Как играть, непонятно. По-хорошему, надо как-то заехать на мост, поехать за картой. Но там, блядь, сплошные холмы и заехать в северо-восточной части, в идеале. At least for now, as here you see all of question mark flying on down. We have Pacific though. Куда вы? Ну куда вы? The team landing down below, but they can't find a single one of them. Didn't go far enough to spot all the free space on the north. Хорошо, что у них был парашют. Я не знал даже, как им играть. Но куда не высадили, что-то меня пугает. Can spray down on towards him with the LMGs. Vex is double nade, sitting down to Eventropic as they make their entrance, and that is huge. And what better timing to be able to do that? You can see Corexi just disconnected. У них Corexi вылетел. He is in trouble, and yeah, what better timing to pull off? На тебе получи, на. To be able to withstand the push there from Entropic. Well, they made the push down from the high ground into this bowl. They had to put up a good defense, and 7 kills on the board. Скорее всего, не зайдет уже, кстати. Their newly found lead above Twisted Minds in first place. Yep, trying to separate even further. They are, of course, 1 player down, unless if Corexi does manage to get back onto the server before he eventually fades out. Он вылетел за Лилиан, но она его просто плохо учила. Still full control. They did lose Schofield earlier, but still with control of this somewhat southern center position. Меньше бы в чате у любимого стримера сидела, то, возможно, он бы не вылетел. Is about to come into effect. Na'Vi will very likely be expecting to shift away from this and have to get any sort of opening, to open any sort of avenue into the zone. They're looking towards Ascend for now, but they're just not finding the knock they might need. Yeah, a team that's playing these southern circles very, very well, usually as well, is Na'Vi, who's set all the way down the shoreline. They really can't get further south if they want to stay on the mainland of Miramar. So we'll see how they journey up towards the roadside itself and
further forward. In the meantime, we live again still with 4 alive, try to maintain full control of the west side of this hill. They have Twisted Minds, Bad Boys, the remaining player from Pot Samulet, and Ascent to account for. They cannot let any of them slip. Хрекси зашел, кстати. Он за зоной, правда. Bad Boys in the vehicles trying to make some sort of send, but the entirety of Twisted Minds and the entirety of We Live Again is putting shots in their direction. But Tulins is going to wait. He's going to keep himself quiet, wait for them to pull up behind. Ну и куда? Чего ты ждал? To the back of the head, but the level 3 helmet keeps him just ticking for now. Yep, Nate being locked on over. We Live Again, hearing the vehicles on approach. They want to deal with them before it becomes a close quarter fight. This ain't a place. На, хорошо. Троих нокнули, а добить? One game too early on my prediction, Toby. It's looking very good for the defensive maneuvers of We Live Again, and now that В ножку, давай. be the final nail in the coffin for the Bad Boys. Screams just about gets behind a tree. Yeah, but here comes the mortars. You're never safe too long. Hagatori will find him in the end, so rewarded for playing. В итоге чуваки троих нокнули, у них украли тоже. Огонь! Trying to help out his team with some artillery barrages. They're making a push, so if it could at least get some chip damage and maybe an opening knock, but it's blind firing up the side of a hill, it'd be В такой ситуации нокнуть в тачку. Я тоже об этом подумал. Первая была моя мысль. Типа чувака нокнуть, запихнуть в тачку и поехать. И там его разрезать. A massive hill like that in play. The circle swung towards the west. It's going to be a proper king of the hill to finish off the opportunity at the grand finals. It's currently got Pacific Center up on the compound hill itself. But we'll see if they get to maintain control of it. Navi again down on the southern shoreline. They know they have Exalt nearby. They need to deal with them, and they're doing so effectively. Right now, 1 down, 2 down with the help of Vard. Well, А кто победил-то в итоге? Кто завтра победит? FaZe Clan is more than likely ending the day in first place after overtaking Twisted Minds. They've been picked off. Hagatori coming in extremely late out of the zone has done за третью команду QM. And left Lou as the last man standing. And as soon as he falls, FaZe are going to be получи, ты по мне стрелял, Because oh boy, if they win another game, I'm going to lose my mind. Unless if Question Mark gets 60 kills. Yeah, if they kill everyone in this game and the last game. They only need 50. It's okay. They only need 50 kills and a win. Then they'll have caught up to them. So that's fine. That's fine. Nothing to worry about. Navi in the meantime trying to get the hill off the beach and further towards the north. It does swing all the way up there, so they know that's what they're going to have to do. DA more than happy to take it. They've once again gone uncontested on their northern side. Didn't really come under any real pressure for their split. So if you're at this point in the game and you see a team with 0 kills, you can probably presume that they're going to be making it to the late game. Unless, of course, it's in the position of a team like Foot. На фальчон 9. А что за фальчон 9? Спасибо. Что за фальчон? Что это такое? Ракета такая? Она и так уже только что поела сосиску. Ну как сосиску? Вареную сардельку. С кетчупом и макарошками. It kind of turned their attention up towards Question Mark, but also well aware there's a full team of Navi players down on the southern side who, hopefully for them, Question Mark will help. Уж меня покушала. Ну, она там немножко поела. Remember that Stalba game where everyone on the mountain was dying, left, right, and center, and the teams that were not on the mountain were the ones that were active in the final four, winning the game? Yeah, we're seeing. Можно я стану твоей собачкой? Звучит странно. We Live Again. All the way on the west, blocking off Ascend from having any avenue of wrapping up the hill, and that just means Example's gonna have to go into the smoke and fight his way forwards. Another tactical deny, totally intentional from Exalt. Doesn't want to hand the points on over to Na'Vi. Definitely meant to do that. But now Na'Vi are just getting farmed for it as well. If I'm going down, I'm taking you down with me. And, well, he didn't, but kind of did anyway, as they fell right after the suicide date came through. That was very interesting indeed. It might just actually have been what was needed to be done for Na'Vi to be taken out. A headshot onto Alia. That will help out things as well. T-Bone, despite the fact that he almost got a jump scare from Ruin a couple of seconds ago, is still contributing onto this server, but grenades from Phil first from up above, the parachute that they took to put them about halfway up on the low ground, being put to good use right now. We'll see here
Voldemort can find something more. They have the perfect angle up high, but again, they're allowing players to get ever so much closer. Chris is right next to him. I think he heard the footsteps there. Now over towards the west. Our current first place team, FaZe Clan, forced to take this fight here against We Live Again. They have Fex knocked already. They lost James earlier as well. And now let's see if they can make something happen. We Live Again fully committing to this push. Mortars again flying in all around, but a double headshot onto Gustav from Hello My Bad. О, фейзов душат, это хорошо. Миномет летит, тут вообще какой-то пиздец происходит. А оптики у тебя нету, что ты стреляешь? And now, potentially some kills as they're making an eventual push down towards the south. They knew about this fight between Howl and Foot Esports 10 minutes ago, if not more. And now they're finally going to make a push down as Howl is forced to leave their compound looking for some free points. They're just sat up here waiting, hoping that Pacific is too А у КМов-то, оказывается, 4 живых. Правда, они что-то вообще не воюют. О, фражок. And now, as you said, our eyes are drawn down towards the southeast side here. Question mark. I think the spider sense is tingling. They know there's teams waiting for them over there, but I'm sorry for them. That's going to be the case. Что-то непонятно, когда КМом играть. Navi, it's not the game that they were hoping to have to round out day number 2, but фейзов at the very закрыли, least they've хорошо. broken themselves out of a 3-way tie for 10th place, so that is something, but it's not guaranteed that they're going to stay there if the Woo are able to completely win this game when all's said and done. With a couple of kills in the bag, they will overtake, so Navi, PGC champions, not looking like it's a massive chance they're going to be able to try and defend their title. Exactly, Fenderlust peeking on over. Lobbing a nade forward as well. They heard the footsteps from the We Live Again players before, but they were able to take out all of FaZe and reset without taking any casualties. So I like how they're pushing up together, trying to peek on forward. I'm not sure if Hello My Bad just fell off the rock, therefore, if he intentionally jumped down to try and gain some info, but he will have to get back up in order to join his teammates up high. Almost Goomba stomped Kilyakai by accident. If he went one Ну, там же слышно было, где он. Directly on his head. Hobart going to stick to the high ground. That is a great little pop flash from down on the low ground, but it does flash out his teammates, and it's not going to help with the spray battle, and the blue zone ain't going to do him any favors either. Thunderlust up close. Not sure if they knew about that angle, but it worked. Вот That's она why he что. jumped down to get the rest in case he fell off. Perfect play there, set up. Kilyakai though, those peek around the corner, those get the knock onto, I assume, so We Live Again now. КМом надо что-то делать. Им надо играть, пока у тебя команды сверху дерутся. Там они тут очень хорошо меняются. Для кемов вообще прям хорошо пока все. Можно типа закрутиться, убить каких-нибудь вушек и выйти в какую-то нормальную позицию. А они так и делают. Очень хорошая драка для кемов. Типа команды сверху переместились так, что остались один в один. When talking to Ascend in the break, in the little interviews, they asked the question, who's most likely to clutch up a game? And Kilyakai's name was thrown into the hat. He's still got to win another Жук же наверх. So said before he has a chance, and then find a way to push up the hill with question mark hot on his heels. Yeah, we'll see now. What's bound to happen is question mark able to again go down, find a flush and Howl back. Надежда на то, что сосед сейчас с килякой замесится. Отлично. Они должны были слышать это. А Доус опять один идет. Очень плохо. Он типа как разведчик хуярит, но если драка будет, все грустно будет. Еще проблема в том, что ДАшки, основные конкуренты по выходу в QM, ну с QM-ами, они все вчетвером живые и занимают 1/3 круга. Почти все команды снизу, и ДАшки только сверху. Все плохо. Damage done in return, forcing him down into cover for just a little while. Nice spot there from Fuzzface. Seeing the mat down below, that could have easily been a backstab. That could have taken out Ru altogether, had they not noticed Howl pushing him forward. Ruin falls, Matt Закрыли, без clutch плюс point. Really good info given over from Fuzzface.
Хорошо будет, если сейчас ВУ пойду драться с этими дашками. And it didn't take them too long either. Crucially, they didn't give up any knocks and then have to go back and grab a revive, which is massively important with DA now making use of their full control of the northern side to flex over to the east. You say flex over. I'm still seeing them play quite on top of one another. Of course, they're coming up over this hillside for the first time, so they have little to no info to go off of having played that north side for pretty much the entire game. So playing it slow, playing it careful, but hoping that, as you said, I mean, seeing them flex out maybe even more than what they currently are doing would be something they'd want to do a little later. We have a final four. A doozy. Не идет стрельба. Dot spray's not quite connecting just yet, but Diffex with a 4x. Oh, he's making it look so easy. The headshot onto Dante. Wow, that is an insane spray. Yeah, best of luck down below. I'm not sure if Diffex heard him. Бестолочек фланганул, кого-то съел. He's trying as well. 6-6 for him as he sprays on through. These guys, they know how to aim. Regardless of the size of the scope, they will get the shots on in. This time round, though, not quite the case. Туда пошли с Вуд беситься. Это хорошо! Есть шанс разрезаться пока. Блять, ПСФ еще дашек. Ву закрыли, КМ типа два на ногах только. Все плохо. Все супер плохо. This is the range where the Dragunov shines. Land that one headshot and it's game over, but no grenade to toss over the hill. Can't punish Phil First trying to go for that revive on Dante, but maybe DA could. Боеприпасов даже у него не так много осталось. They know that they have Pacific and question mark right next to each other. They don't have to aggressively go in and force them to fight one another. Just sit back, reposition, be ready for a third party whenever the opportunity presents itself. Да, аккуратно играют. Скорее всего, заберут. In this game, and they definitely need to progress their way up the standings, up against question mark, and that will наступил на мину. Второй наступил на мину. Пиздец. Getting that knock, and Huith getting a second. Dante last man standing. Yep, sneaky snakes in the grass will come up victorious. Pacific 7 kills, make that 8 as they rag on the guaranteed second place. But now 2 versus 4, they know of Lyron's position, but have they found the rest? Do they know exactly where they have them? 31 bullets, 11 bullets. They have nothing left to work with. You can see Voldemort running around, scrambling for ammo in the compound. There is 20. He has to drop his Dragunov in order to get anything going at all. Do they concede or do they play for the win here? It's two teams that are sat very close to one another on the leaderboard with a lot to play for. But it seems to me like, is this a jammer pack run? Or is it like, no, I'm wearing my jammer pack. No. I should have taken off my backpack. Now that's going to be one down. One Они все поняли. But at least the kill does come through for DA. They got to sit on the north side for a while, but they came around when they had. Блять, его сумка подвела. Если бы он был без сумки, то он бы умер. 80 урона получил. Ну или там сколько там сумка держит, по-моему, 100. Он там, ну, сумка успела разрядиться на 80%. Да, они от зоны бежали умирать. Они поняли, что у них нет ресурсов драться, что осталась одна команда и у них нет шансов. Побежали в зону, а у чувака, блядь, сумка, которая защищает какое-то время от урона зоны. Из-за этого он остался жив и отдал фраг врагам. At least the other teams below the top 2 don't really think they're feeling any pressure right now. But a big win for DA because, again, their PGC chance is dependent on other teams. Absolutely massive. Now let's head on over to this for the final time. Ну что, давайте посмотрим. This is insane. So we've had 12 games so far here at PEC4. And other than Twisted Minds and FaZe, only question mark, Digital Athletics and Foot Esports have been able to win games. They've just shut it down completely. And this is great for Digital Athletics because I feel we can kind of push them up into the mix with FaZe and Twisted Minds now. 2 wins for them. Good job. Very, very strong from them. And importantly for them as well, they're in that big tussle of teams desperate to grab one of those last global spots. And I feel like DA are going to be really riding in confidence off the back of this. Yeah, for sure. This is super important for them. They're that team on the cusp that could be cut out depending on what happens. As the guys on the cast said, it really comes down to what happens with the rest of everyone, right? If Exalt pops off one game and then they jump 2 or 3, I know it's not a lot, but if they jump 2, 3, 4. Покажите нам, пожалуйста, таблицу, и пойдем.
yeah, it really comes down to what happens tomorrow, of course. Walk us through how Digital Athletics was able to win that last game. So first of all, like you have a really rough circle on the Кодик дай. Напиши, пожалуйста, в личку в Твиче. У меня просто демонстрация экрана, там, блядь, эти коды все. Кому там код нужен на Pubg, то напишите мне в личку. Controlling, being able to keep as many players alive and making everyone fight for everything else, right? You saw so many times throughout the game in general that everyone was fighting on the edge, trying to get into the Так, circle. вижу один. Не напишу. Напишешь, напишешь. They had to come off the water, but like it was almost like a surprise to them because they didn't really have any other choice, right? They were probably hoping to see like an opening that they could then third party rather, right? So yeah, let's see what happens for kind of the other games. Я первый не пишу. Врушка. We just hold hands for the rest of the desk. It wasn't even on camera. Damn it. Oh, we had the boys. Что за код? Что дает? Код, я не знаю, по-моему, 300 поинтов этих золотых, насколько я помню, биткоинов. Ну, на одноразово, если что. Ну и там, скорее всего, будет на 30 дней, не знаю. DA's timing there to be in position to take the win. Spot on. Let's take a look at the leaderboard now. And this is what it currently looks like here. Все плохо. QM надо с атлетиками соревноваться. Экзалты, возможно, вылетят, кстати, не попадут в топ-7. А QM надо соревноваться за выход с атлетиками. Что у них вообще? Давайте посмотрим. Выкинуть должны экзалтов, выкинуть должны эйсов. Эйсы на каком месте? На 6-м. Ебать. А эйсов, скорее всего, не выкинут. Это Хавлов. Хавлов очень сложно выкинуть. Still a fair few storylines for us to follow. We need a really big day from our PGC current reigning champs tomorrow. Like a very, very big day. Are they a day 3 team, Martin? Record-breaking day is what we. Ну, экзалтов можно реально выкинуть. Фейзы останутся уже 100%. Твисты останутся. Футы, поинтов слишком много. У них, скорее всего, тоже останутся. Хавлы тоже, то есть тут как бы борешься всего за сколько слотов. С атлетиками за слот борешься, с экзалтами за слот, с эйсами. То есть тут Нави не факт, что вообще претендуют, судя по тому, что я вижу. Да, они не претендуют, скорее всего. То есть они... Ну, QM, скорее всего, влезут в эти 7 слотов. Now kiss. No, okay, let's find out how James is feeling from FaZe. He's with us right now. They are sitting on the top of the leaderboard. What's up, my friend? It's how cold are you? in Norway, wow. I see. What's up, guys? A little bit chilly there. Yeah, I died early that game, so I've been out shoveling snow. So. Fair enough. А чё он так по зимнему одет? That FaZe has had throughout the last 2 days, and as well as the playoffs. What do you think it is about this lineup that's just working and just making it better than everyone else? I think it's not about what's working. I think it's about what's not working and coming up with solutions to that. It's been a big focus for us this whole year, figuring out what's not working and finding creative ways to make it work. Right now, everything seems to be working. So I guess it's a lot with the good zones, but also squeezing out some points here and there in rough games. Ладно, наверное, уже неинтересно, что там будет. Интересно, на самом деле, что чем закончится третий день. Кто пройдет, я за кемов болею, надеюсь, они попадут. Там главное попасть, там не принципиально на каком месте, да, конечно, дается определенная сумма, но там сумма не такая большая по сравнению с финалом. Вот, там за топ-4, там первое место 25 тысяч, второе 14, третье 11, четвертое 7500, пятое 6500. То есть, ну, они в любом случае в районе семерки залутают на четверых. Тут вопрос просто в том, что как много поинтов они залутают, и это важно. Им надо перегнать нескольких соперников, основных своих, и таким образом выйти в топ-7.
по этой таблице, чтобы поехать на итоговый турнир за год. Global Championship. А сколько там команд будет? Призовой 2 миллиона. 32 команды участвуют. За последнее место 10 тысяч долларов. Ну, там не то, чтобы прям ебанутый разброс. По большому счету разницы не так много, типа, за условно... Хотя нет, ну тут есть разница. Ну, за 30 место, допустим, 12, за 20 23. То есть каждое место 1000 долларов, можно сказать. Начиная с какого? С 17, вот какой-то резкий скачок начинается. 24, 25, 26, 31, 33, 35, 37, 39, 41. Ну и первое место там, конечно, 600 тысяч долларов. Интересно. Когда он будет проходить? Соники 100% едут. Блин, реально интересно, чем закончится. Когда это будет событие? С 18 ноября по 3 декабря, понял. Ладно, короче, я пошел тогда кодики раскину, наверное, да? Или потом после стрима. Сколько там людей написало? После стрима сколько там людей написало? 3 всего. Вам так мало вам кодов надо? О, я-то думал, ребята. Я-то думал. Думаю, вот, напишет человек 10, раскину кодики. А вы вот такие. Ну, что с вас взять? Можешь мне 3 кодика дать? Хитрец, хитрец. У него провоцирую, сорвусь. Нормальная картинка, нет, фигня. Чем тебе эта картинка не нравится? Что тут у нас? Есть что одеть на бедного барда? Фут. Что по колечкам? Есть что-то? Да, что-то есть. Move speed. Сила. 2 knowledge. И что у нас в итоге хватает здесь? 20. Зелененькое закроем армор, то есть не будет хватать на акселеранду. Ну и ладно. Ты обещал станцию? Я говорил, я подумаю насчет станции. Да блин, 23 часа раунд станции, это, блядь, на час ночи я только уйду. Это в лучшем случае. Вместо крутых игр снова подземелья.
Что ты хочешь? Во что ты хочешь, чтобы я поиграл? Женщина. А нужен ли вообще мне здесь баклер, я вот думаю. Обнала Pubg. А я не поменял еще игру, да? Ну, можешь во что-нибудь расслабляющее, в бабку, например, или там саму. Ну, мажене амнезию новую. Я вообще не знаю, про что ты говоришь. Я так понимаю, это какие-то хорроры, правильно? Ну, это было бы просто в твоем духе. Блять, реально. Так, Сома еще лучше. Ну как, нет, ладно, бабка такой. А третье что? Амнезия. Так, светишь фонарем. Ну, с амнезией прям, наверное, мозги у меня начнут плавиться.
Это еще норм. На вечерок отдохнуть. Пиздец. Что за пиздец? Бля, да ну нахуй. Максим даже там боялся. Но Максим просто вроде не впечатлительный сам по себе. Если там Максим, блядь, боялся, то ну... Да ладно тебе, мы тебе будем помогать. Представь, что мы держим тебя за руку. А слабо приехать и подержать меня за руку, пока я буду играть. Все? Все? Повыпендривалось и хватит? Зачем мне эти ужасы? Ты же стример, вот и играй в хорроры. Не нужно устраивать их мне в реальной жизни. Не понял. За что так грубо? Грубиянка. Разве статейный инструмент бафы персонажу не дают? Просто они 40 рублей стоят, а вайп через 3 дня, там, или сколько, 4. А что мне с этим золотом всем делать? Ну, 40, да, пофигу там, на типа на Барбаре они 1200, здесь 1200. Где-то кого-то убиваешь, что-то выносишь, где-то проигрываешь, что-то теряешь. Бывает. Почему они до сих пор не ввели большое разнообразие шмота? Могу повторять бессметное количество раз, разработчики глупые. На этом все. Да там игра смешная почти, так что не переживай. Угу. Верю. Не, столько вайпов в Таркове не нужно. Тут вайп каждые 2-3 недели. Вайп как в Раст? Ну, можно сказать и так, да. Сейчас с нуля начинаешь. Нельзя мог долго копить вещи. Ну, 3 недели у тебя между вайпами. Тебе там фулл персонажа обнуляют, и все, ты опять с нулем в жопе. Поэтому смысла копить на что-то нету. Плюс выходят постоянно какие-то неадекватные патчи, которые ломают полностью все, что у тебя было. Поэтому смысла совершенно нет что-то копить в этой игре.
Забавно, что в хайроле больше людей, чем в нормале играет сейчас. Можешь спросить у Шусе и у Муни, они прошли и нормально, смеялись много, покуда играли. Говорят, им было весело. Что ты врешь? Там написали, что Максон испугался даже. Еле типа закрыл. Он там легко прошел, но разок испугался случайного скримера, с кем не бывает, а так он мужественно, непринужденно прошел игру. Чел мне пишет нерв мемор. Как будто, блядь, персонаж сейчас слабый, рога. И же заебало это. Сейчас, ну, нику персонажа. Обещал VR хоррор. Ну, нет, с VR придется, да. Видел, ты сегодня в Хайрол сходил пару раз удачно. Больше не пойдешь? Да думаю, пойду. Ну там просто, блядь, очередная рога убила, которая убивает с 3 ударов. Когда я почти, ну, в полубийствовом сете, и меня просто подходит какой-то чел, блядь, и разъебывает. Бесшансово. Бля, они его убили. Ты хитер, жук? Да. Ты понял, да, почему я так сделал?
Куда мне тут выйти? Что-то плохо понимаю. Заслуженно. Раз, два, три, четыре, пять. Жаль, не убил. У меня такое стойкое ощущение, что после вот следующего вайпа я больше не смогу нормально поиграть на этом. На барде. Мне кажется, следующий фикс тоже будет в его счет. Его до конца донерфят, и все. На него смысла вообще заходить не будет. Ну, чисто для души скорее, чем для победы в бою. Так, это есть, то есть. Так, это сняли, то сняли. Работаем. Зеленый в лучнике 100 часов наиграл. Да, лучник не такой сложный, как кажется. Противный рога. Руптура, ханкурсбоу, weapon damage, additional fist damage, weapon damage. Не в то он собирается совершенно. Собрался бы в Magic Damage, гораздо больнее было бы. Рога весьма такой простой для меня в понимании, потому что я часто против них дерусь. У них в Magic Damage вся сила. Собираешь всякие Magic Damage, берешь кровотечение магическое и все. Во-первых, когда будешь резать чувака, будет дополнительный урон. Во-вторых, за каждый тик урона будет наноситься столько, сколько у тебя Magic Damage. Вместо одного там будет, блять, у него по тику по минус 10, условно. А минус 10 по магии — это пиздец. Разрабы вообще непонятно к чему прислушиваются. Они там в каком-то своем мире живут.
Он куда-то далеко уебал. Он, походу, там инвизор какой-то. Не мог же он умереть уже? Или мог? Вон он лежит, блядь. Он умер. Похуй, давай вколем.
Да, реально, вот когда ты так отлетел, забавно. Ой-ой-ой! Вали его, мужики. Как тебе тут выход-то, блядь? Пошел ты нахуй. А ловко ты это придумал, блядь! Как я слышала, говорил один стример, цитирую, вали его на бок, ломай ему хуй. С. Скучное лицо. Что? Это стример скучное лицо? Какой-то один из твоих любимых стримеров или что? Кто это вообще? Что за странное имя? Будешь тут других стримеров рекламировать? Ну ты вообще это часто делаешь? Как будто что-то новое. Нет, никогда. Было. Никогда такого не было, и вот опять, или что? Все, обиделась, их ухожу. Ты спать? Спокойной ночи. Почему они в меня все душатся? Два холи страйка. Все, я мертв. Сколько я ему нанес урона? 0? Magical, 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 magical. Ну, у него full set на magical.
он не сказать, что и ватный тоже. Нихуя. Типа у него резов, как у меня, в том числе, но он бьется магией в основном. Какие-то перчатки, какие-то ботинки. Торс еще надо какой-то подогнать, да и все в принципе. Торс есть. Мне, пожалуйста, арбалет. Арбалет есть. Болты есть. Хилки есть. Бинты есть. Парочку барабанов купить. Хотя, наверное, дешевле будет купить их у людей, наверное. Почем барабаны, хлопцы? 150. Угу, подешевле, говорил я. Ладно, купим тогда в трейдере. Благо продаются. Так, 27. Но вообще 27-32 влияет. Погнали. Пиздец мне, я чересчур медленный. Ой, как удивительно, очередной файтер, который играет через этот, вот это, да. Кто бы мог подумать? Тир-барабан влияет урон? Ну, вообще влияет. Синий там и фиолетовый по 32 в районе наносит, этот по 27. Плюс у них свои статы еще могут дополнительно, которые при броске тоже влияют. Вот. Ну, а так больше нет, да. Там. Пиздец. Я это никак не вытяну. Мне статов не хватает. Это вообще никак не выигрываю. Ну, сейчас какая-то новая мета на файтера, типа через кожу. У них какая-то неадекватный большой урон. Они берут в основном фальшион и бегут, просто нарезают по 130 урона. Скорость атаки увеличивается, урон с оружия увеличивается, стакаешь все в weapon damage. Плюс у тебя остается этот быстрый бег и second wind. И вбегаешь противника, плюс у тебя кроссбоу. Ну, не знаю, он там реально... Разработчики курят наркоту, поэтому, блядь, что с них сделать?
Пытался, блядь, заблокировать этот. Урона не хватает, блядь, скорости атаки не хватает. Вообще не знаю, что я тут делаю. Классический маг. Ну как, рога с магией. Смотрим. Руптура. Да не, это такой еще. Лохушка тоже. Чисто руптурой кидается. Хотя, подожди, там руптура, бэкстеп, все вот эта фигня. Лень, блядь, опять сеты эти собирать, честно. Хочется догулять их уже и все, и перестать играть. Это рога? Да, это рога.
О, Рога. Это он. Нахуй мне его зеленый банк? Сверху пойдет. Я тоже думаю, но не сверху, наверное, ты имел в виду там, да? Чара. Доброй ночи, чатик. Доброй ночи, чел стример. Я удивлен. Доброй ночи, Лилиан. Potion of Luck. Зачем?
Так, мне, пожалуйста, бинтов. Хорошо, хорошо. Чё у меня так костров дохуя здесь? Я к чему готовлюсь-то? Какого-то костровой эволюции? О, это интересно будет. Хорсмен Аксон. Блин, а что страшнее, Вармул, когда бьет, или Хорсмен Акс в этот же момент? У кого от ДПС больше? Блять, как обычно, типичный раунд, блин. Объединение людей. Как же это я обожаю. Варвар мета нет.
Мета файтер, мета рога, мета лучник, мета маг. Ну и клерик, конечно же, во всех. Всегда. Варлок тоже на самом деле, ну, если так подумать. Сейчас. Вроде как метовый. Так, мне, пожалуйста, варму. Во время смс-ки. Ну, это Telegram, скорее всего. Посмотри, что-то шлем получше есть у меня какой-то. Наверное, нет. Жаль. Жаль. Ну, статов значительно хуже. Там такой около бис сет был. Но там, к сожалению, чуваки объединились. Типичные, блять, гоблинские пещеры, только это обычка еще. Обычно объединяются в хайроле, притом не то, что объединяются, они стартуют в Дискорде. Вдвоем, втроем, это, блядь, пиздец прям. Очень частое явление. Процентов, наверное, ну не знаю, 30 файтов у тебя постоянно чуваки, которые в Дискорде стартуют вместе. Ну или какие-то даже вот чуваки, которые валютой торгуют, они намеренно стартуют туда, убивают тебя, просто выходят сразу и все. Стартуют следующую. Твои вещи продают там за 1000. Потому что чисто количеством тебя переезжают. И все. И им норм. Ты сосешь, им норм. Такое себе. Главное, что это не пофиксить. Ну, это за это не блокирует, это никак не пофиксить, с этим ничего не сделать. Отравила. Должны якобы за это блокировать, но как ты это докажешь? Ты же должен это доказать, чтобы чувака заблокировать.
Как его пробивать, вообще непонятно. Бьешь ему в торс, все равно пробиваешь. Ай, я ему еще и так мало урона нанес по голове. Ну, 60 ПДР. Ой, блядь, какая конченая просто игра, нахуй. 30 penetration, бьешь прям в голову, наносишь 70 урона из 130. Просто, блядь, как это заебало. Такие долбоебы просто на разработчиках. Здорово, Кихера. Просто фул долбоеба. Колец, кстати, не осталось. Чел не голый. Ну, ПДР же неадекватный. Ну как мне его убивать? Я тот класс, который должен убивать этого чувака. В итоге я ему даю в голову, блядь, свармулы на 125% урона. И наношу ему, блядь, ну, урона 60, наверное. В голову, блядь. Что я должен сделать для того, чтобы его убить? Причем, что у него есть арбалет, который меня контрит с дистанции. У него он может брать щит, который тоже... Типа, ну, короче, я не знаю. Пока он с горлыми руками был, изи урон, возможно. Возможно, ты прав. Не знаю. Там просто территория была замкнута, и я не мог нормально его вармулом ебашить. Типа, вармул очень... У меня, понимаешь, в одной руке Викинг Sword, который бьет только сверху, во второй руке вармул, который бьет, блядь, всегда по известной траектории. Как мне его ебашить вообще? Типа, я понял, если бы у него осталось, там, ну, не знаю, ну, 30 хп, там, блядь, половину он даже не нажал второе дыхание скилл. Типа, что я должен, блядь, сделать, чтобы его убивать? Вообще не знаю. Мне надо вместо Warcry тогда было брать вот этот скилл на пробитие, и если бы я ему в этот момент ебанул на полный урон, возможно, я бы его схлопнул, когда в голову ударил. Во всех остальных случаях, ну, это, блядь, я себе понижаю армор, это единственный удар раз в 30 секунд, чтобы я, блядь, у меня был шанс победить чувака в около синей броне просто на 60 ПДР. Ну, что я должен, блядь, сделать? Я вообще не знаю. Сука, такая хуйня. В стену попал, да я знаю. Так, вармурчик пошли возьмем. И, кстати, я там вармул 220. 220, прикольно. Викинг. Хелм. Ну, давай. Сюда его. А, он уже торгует. Вычел просто переиграл. А как я должен был? В какой момент я должен был урон нанести? Когда он кидался топорами? Ну, подбежал бы я. Я получил, во-первых, топор. Он бы сразу достал лонгсворд и все. Там, понимаешь, удара ближнего недостаточно было. Там надо было именно второй удар с вармула, чтобы его пробить. Вот. Плюс он был замкнут на пространстве, левой кнопкой я бить его не мог. То есть у меня однозначно атака только сверху идет. И, ну, что мне делать? Как мне его убивать? Как какать? Плохо, что колец нету.
А чего ты, Мейнкун, там разочаровался в разорбах? Я-то, блядь, с первого дня, как я зашел в эту игру, говорил, что разорбы конченые. А ты-то чего? Опа. Здорово. Блять, ёб твою мать просто. Не понял, как я его убил. Он вообще, походу, без армора был. Или его там надамажили сильно. Ну просто хз. Основная проблема в том, что вот я как варвар, основной мой конкурент это файтер. Файтер нормально одетый. Я вообще не знаю, как его убивать. Ну, если один в один. Я не говорю про 3 на 3, когда у тебя там хиллер стоит позади, бард, какой-нибудь маг, типа, который тебя ускоряет, разбафывает и все такое. Но один в один я вообще не знаю, что делать.
Every day I'm shuffling. Если что, можно поспамить на мемалерте, кто не знает, за секунд где-то 40-50. Бесплатно. Сука, сдохни, блядь! Вот и все, ту-туру-ру-ру-ру, все, конец, ту-туру-ру-ру-ру, кто смотрел, ту-туру-ру-ру-ру, молодец, соси. Это я! А ты? Это я! Сколько можно объяснять, блядь? Игра находится в стадии разработки, блядь. Не звоните мне сюда больше никогда, блядь, долбоёбы. У файтера больше возможностей, в принципе, в игре, если ты про это. Да, можно побеждать и на Барбариане, но... шансов у тебя больше будет. И этого разнообразия на файтере. Барбашка, он прикольный, но... он проигрывает в основном драки, а не выигрывает. Я, кстати, удивлен, что я, когда его бил гвоздиком, ну, вторым ударом, я его не пробивал, хотя у него был щит довольно плохой. Я должен был второй удар 100% его пробивать по урону. А типа у него успело кдэшиться, щит успевал. Ебать, страшный чел. Чисто weapon damage весь. И куда-то.
промазал удар, блять, в стену еще попал, сука. Подожди, тут, блядь, целый стак вармульщиков. Ебать, да тут лобби, блядь, вармульщиков. Я думал один, а там аж трое нас было в лобби. Ебать. Я дрался с тем, который потяжелее, а не с этим, который полегче, но который weapon damage дохуя. Да уж. Набор скиллов стандартный. Да не, он там, наверное, даже меня не найдет, мне кажется. Я там умер от первого, первый убежал, поэтому, скорее всего, мой труп даже не разлутают. Плюс 4 weapon damage. Жестко, хороший вармол. Так, есть какая-нибудь масочка поинтереснее? Говно. Штанишки. Magical healing. Алло, weapon damage. Нормас, нормас. Мне нравится. Viking sword, Viking helmet. Может, что-то будет. Viking helm, weapon damage. Давай. Physical damage. Давай его сюда. Забирай это золото, которое пропадет скоро. $32. Давай. Давай, сотку куплю его, лень ждать. Так. Так, так. Так. Так, что еще у нас тут есть? Хилки, фигилки, вроде все взяли. Топориков нету. Атрибуты. Physical power, weapon damage, weapon damage, weapon damage. Weapon damage, weapon damage, physical damage. Сила. Ну, сил не так много хп на самом деле у меня выходит здесь. В этой сборке. Маловато будет, маловато. Маловато будет. Ну-ка попробуем.
Да, конечно, пиздец, регениться буду миллион лет. Сколько там? Сколько она регенит? За 35 секунд 15. А здесь на регене быстрее так. Ну, кстати, где-то кого-то еще убил. Походу, варлока какого-то. Странный файтер без арбалета, по факту. Что это за дядюшка Сэм такой?
Пиздец какой-то. Откуда у него столько всего? Оттуда, откуда и у тебя. Ну, что-то для синей, точнее для обычки, столько зелено-синих вещей, я прям офигел. Прям на трупе, кстати, видели? Портал вырос. Как будто жертвоприношение сделал. Реально, он золотом чисто, ну, монет 250 почти вынес. Ноль бинтов к 100. На покупку. Не знаю, зачем они их ограничивают. Сделали бы, допустим, те, что белые, там вообще без ограничений. Типа, сколько хочешь, столько покупаешь по 15 монет. Бинты не нужны. Ну, реально. Наверное, так разработчики и думают. Меня улыбнул этот Клерос. Я думал, если честно, они вместе, потому что я этого файтера давно видел, что он за зоной сражается. Потом я поворачиваю голову, ну, типа, точнее, не поворачиваю, смотрю, там, типа, клерик тоже подходит. Я думаю, ну, пиздец, они, типа, вместе. Бегу смотреть. Точнее, становлюсь инвиз, он, блядь, кастует в меня этот страйк. Типа, файтер бежит, подбегает, я думаю, ну, пиздец, опять против двоих драться. Файтер начинает месить Клероса. Я такой, нихуя себе. Жесть у меня урона сейчас. Лучник. Чего ты сундуки не лутаешь? А какой смысл вайп через 4 дня? Забавные клипы, не.
Ну, кстати, надо посмотреть его, может, у него лут есть. Ты живой? Чара. Где он их убивал? Не хочу здравствовать. Я не понял. То есть ты набафался, думая о бое. А когда увидел меня, решил, типа, давай дружить. Угу, конечно. Я пытался. Совсем не видно магов. Сложный в исполнении персонаж. Без шмоток сложно ему что-то делать. Со шмотками вообще разъебный.
Дай бинтов. Спасибо. А куда все варлоки пропали? В хайролы ходят в основном. Хайролы либо пати. Соло они очень слабые. Без должного агира. О! Зеркалка. 165 хп. Куча топоров. Единственная разница. Он типа меня топорами может закидать, пока я подойду. Хорошая лантерна. Куда все варлоки пропали? А это кто? Бесплатная хилка. Мне интересен Барбариан. И он с кем-то там подрался где-то.
Я же помню, что у тебя 6 топоров. Больше, чем я думал. Как он меня, блядь, пробил, а я его не пробил? Учитывая, что я на удар, блядь, один меньше сделал. Точнее, он... вот оно что. Точно стоит смерти в зоне. Ну, я хотел с ним подраться. Я ради него и зашел, в принципе, в катку. Ради чего еще заходить, если не подраться сейчас? Блин, хороший сет был. Ну, такой странноватый немножко, но там weapon damage было много. Странно, как я проиграл эту драку, учитывая то, что... Выгулить сеты. Странно, что я проиграл эту драку, учитывая, что я один удар его просто заэвейдил. То есть я вроде ему дал тоже голову, он мне дал голову, мы разменялись любезностями, после этого тут промазал удар, а я попал. И он меня все равно убил. Что тут у нас есть на лучнике? Какой-то косарь золота какой-то. Что-то по беже есть тут? Бежим. Бежать какая-то есть. Сила. Сила. Ну, давай силу. Бинты, сила. Агила. Лучники надо руины. Да не то, чтобы... Пошли дальше выгуливать все, что у нас есть. И весь вайп играл руины, как же ненавижу эту карту. Руины? А зачем вообще тогда ее играл? Ради золотых сливков, что ли? Торс не взял нормальный.
Все не только торс, еще голова говно. У нас двое, куда еще идти? Ну, если так, то да. Кто-то кого-то фаерболом бил. Суржик. То, что надо. Ля Мышич. Ну а что мне на лучнике делать? Файт, это, инициировать драку? Ему больно, только что было.
Последний вроде маг. Так что можно выходить. Лебарда на лучше писать можно? Нет. Оказывается, тут был. Бесполезная лантерна на самом деле. Какой, блядь, магический урон. Так, что у нас есть на торс? Weapon damage плюс 3. Нихуя себе. Это мне? Ну и давай какой-то это хотя бы на силу. Плюс 3 еще урона, это то, что надо. То, что надо. А, кстати, у меня вот еще какой арбалет-то есть. Лол, лол, лол. Max Health, Agility, Additional Physical Damage. Давай Additional Physical Damage возьмем. Неплохой сет получается. Так, то. Бинты есть, всякие костры есть, куча капканов есть. Работаем. Спокойно, чешел, если ты еще тут. Три варлока. Кто-то говорил, что-то варлоков нету, блядь, просто в пачке из 7, там 3 варлока. Чабантерончик, здравствуй.
Началось, блядь, опять. Как же ему хочется жить, как же ему хотелось жить. Ебать. True magic. 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 Weapon damage. Magic. Magic. True magic. Magic. А у него нету скиллов на каст. У него скилл, типа, это уход в другое пространство и дополнительный урон. У него нечем кастовать. Где есть?
Второй есть. Третий есть! Три варлока объединились против одного лучника. Смотреть в продолжении, блядь. Ебать. Спасибо, собака Лилиан Рейн, за подарочную подписку. Но ты все равно этого не узнаешь, KKW. Разъебно. Это просто лучник против магов. Это вообще пиздец. В катке было 4 варлока из 7, ребят. 4 варлока из 7. Как вам такое, Илон Маск? Пошли посмотрим, как люди играют. Лут жалко. Да, ну, я бы там остался. Ты видел, сколько зоны осталось? Там типа уже последние кружочки шли, так что вообще похуй. Мне кажется, кстати, на магии не сильно сложно. Просто против кроссбоущика сложно, потому что когда лучник натягивает тетиву, ты плюс-минус понимаешь, когда он выстрелит, а кроссбоущик стреляет в любой момент. Вот в чем разница. Поэтому мне нравится кроссбоу, потому что чел не понимает, выстрелю я сейчас или нет, а временной реакции у него практически нету. Не, ну там реально очень смешная сита была, что 3 варлока, я открываю дверь, а там 3 варлока, блядь, стоят. 3 варлока объединились против меня, это пиздец. По-моему, он вещи снял, насколько я видел. Даже без микро. Да, они, да, реально без микрофонов объединились просто. Все. Так а чё тут, блядь? Тут какое-то лобби малюток. Что за прикол? Блядь, реально лобби малюток.
понял. А, он в огне обжегся. Офигенно. Блядь. Ёбаный лучник. Такая идея. Опа, а тут маг. Похилься, дурень. А у нее инвизов больше нет. И банок нет. А что делать будешь? Когда не хочешь играть на лучнике, но хочешь еще лутать сундуки, типа берешь, блядь, рогу, берешь скилл и собираешь все, чтобы стрелять с маленького арбалетика, у которого 24 урона. Зачем? Никто не знает, но так надо. При том, что там разрабы черным по белым писали, что чем дальше дистанция, тем меньше у тебя урон. Поэтому смысла в этом совершенно нету. Так, подожди, это нормальные ботинки были. Что я беру тут? Точнее, это для этого. Не для него. Это ягодка росла. Так, что это за additional physical damage? Дай какие-нибудь мне боты. Оп. Оп. Мне, пожалуйста, шляпку. Оп. И перчатки. На knowledge. Оп. Хорошо, хорошо. Можно скилл поменять, на рапиру взять. А что мне взять тогда тут? Плюс стрел. Давай возьмем. Не туда воюем. Так, это сюда, сюда, сюда. Работаем. Ебать, пати мощная. 143 хп. 35, 25, 3 барабана, бросок барабана, смена. Угу. Weapon damage, true physical damage, weapon damage, рапира, weapon damage. Ну, по сути, это моя такая же у меня сборка была, когда... Помните, может, кто смотрел? У меня, короче, был сет. Вот примерно такой, даже лучше. И я нажал стартануть в игру, и у меня просто в игру не загрузило, и сет пропал.
Он, кстати, барабанами будет кидаться. Можно пробовать у него забирать барабаны и кидать в него. Меня арбалетом расстреляет. У меня арбалета-то нету. Плюс у меня урона очень мало по сравнению с ним. У него там с рапиры будет по 70. Там лучник. Походу это он. С лучником стреляется. Да я не планирую, что он зайдет в дверь. Мне эта дверь нахуй не нужна, чтобы он заходил. Я хочу, чтобы он поместился с бардом, надавал барду, и у меня был шанс барда убить. Я не хочу вообще, чтобы он вот в эту дверь заходил.
Сколько у него урона, блядь, с этого даггера? 30? Он мне попал, блядь, когда у меня было 30 хп. Где Бард? Он вышел уже? Блядь, Барда убил лучник все-таки сверху. Сука. Я ждал драки, а в итоге драка случилась. Только они как-то замесились по-странному. Как он проиграл вообще? И как, ну, каким образом? Получил 4 раза в голову и погиб. Чего, осталось 5 стрел. Ну, сет вообще разъебный просто. 150 хп у чела было. Я не знаю, как он вообще драку проиграл. Может, капкан наступил? Он барабаны, вон, видно, кидал. Мог бы на него влететь, на самом деле. Зачем он это делает? У него же фулл хп. Ебать, как больно! А сколько у него урона? Ну, лонгбот. Ай, в пизду. Даже что-то объяснять, блядь, по этой игре. Какой смысл вообще? А сколько у меня тогда урона на этом лучнике, если, блядь, у него столько было? У меня тут еще не все как бы собрано в урон. То есть это еще не full сет. 51 плюс 53, 50. Короче, тут ебанутый этот арбалет. Он наносит, не знаю, наверное, 130 каких в голову. Я вообще не понимаю, как тогда файтер пережил выстрел в голову, когда я по нему попал. Это что-то неадекватное просто. Это не сет, это пошли они нахуй просто с таким уроном. Так, фаренкакс есть? Нету. Мне, пожалуйста, фаренкакс. Оффер. Стоп, а у меня тут какие-то вещи еще остались. Ладно, похуй, давай. Забирай фантики, которые пропадут через 2 дня. Разбаф или нет? Или пробитие? Ну, блин, вроде как не было файтеров опасных, сколько мы не играли. Разбаф нам нужнее был.
Как же я давно с ним не дрался. Да, блять, он запаниковал, что-то через перепрыжку бежал. 2 раза на нее наступил, после этого фаербол дал. Костры? Реально, это нам надо. Спасибо. Пугает тот факт, что я единственный, кто поместился, когда на карте 7 человек. Надо спать идти, что ли? Идея неплохая. Кстати, до 2 часа ночи надо уже пиздовать.
Это что, аниме-убийца гоблинов? Они агрессивные двери выносят с ноги. Где все? Есть ощущение, что они там впятером, блядь, вместе играют. Эти люди. Так, один лучник там, где прятался, где мы были. Второй тоже проходил, где мы были. Третий за картой ПВЕшится. Так вот. Варлок вообще за этим. А сколько у тебя мэджик? А ты нарегенишься? То есть он в дефолте даже может регениться? У него 0 вещей на Magic Healing, и он все равно хилится за зоной. Хуеть. Пиздец, я думал, ему хоть вещи нужны, а ему вообще нихуя не надо. Ладно, я ушел, давайте. Я устал, ребят, я ухожу. Давайте. Спокойной ночи.